Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наша секция называется, посвящена сказкам, мифам и обрядам. Секцию ведем я, Надежда Романовна Уйнатхинова, и Юлия Викторовна Лимаренко. Так, уважаемые участники конференции, позвольте сказать несколько слов о регламенте. Каждый докладчик имеет в своем распоряжении 20 минут на выступление и возможные вопросы. Как этим временем распорядиться, решают сами докладчики. Может быть, кто-то захочет говорить подольше, но оставить меньше времени на обсуждение. Вторая просьба, пожалуйста, все, кто не выступает и не задает вопрос вслух, выключайте, пожалуйста, микрофоны, потому что у нас идет трансляция, там может быть шум. И третья наша возможность важная. Вопросы докладчикам можно задавать в чате конференции. Мы их увидим и озвучим. Все, спасибо за внимание. У нас первый доклад Павловой Надежды Васильевны из города Якутск. Традиционные формулы якутской народной сказки на материале Вилюйской экспедиции 1938 года. Надежда Васильевна, пожалуйста, если вы есть. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня видно, слышно? Презентацию мы видим, вас тоже видим, слышим. Хорошо. Очень хорошо. Было отрадно и очень приятно слышать, видеть вас снова, хотя через Zoom, виртуально, но все равно приятно. Было одно удовольствие видеть вчера через Zoom и через YouTube-канал, всех вас видеть и слышать. Ну, позвольте приступить к докладу. В данном докладе по системе Николая Рашияну мы рассмотрим инициальные, медиальные и финальные формулы в якутских народных сказках, собранных Андреем Андреевичем Савиным в 1938 году в Вилюйской группе УСов. И во время этой экспедиции известным якутским исследователям было собрано 100 якутских сказок, из них лично самим было зафиксировано 20, а с помощью корреспондентов было зафиксировано 80 единиц. Важно отметить, что исследователь, прежде чем записать сказку, специально проводил отбор и выбирал для фиксации якутские народные сказки с оригинальными и локальными сюжетами. Савин записал 20 сказок у 6 информантов, из них 12 текстов у 20-летнего жителя Каргадайского наследия Вилюйского района Иванова Прокофья Сафроновича. Остальные 8 сказок исследователям были зафиксированы у жителей Кокуйского, 2-го Лючинского, 2-го Сиктинского наследов Кобяйского района. Вот по таблице видно имена сказочников, места записи и наименования сказок, а также их количество. Если рассматривать лично собранный Савиным сказочный материал по жанровым категориям, то среди них доминируют бытовые 10 единиц, затем волшебные и сказки о животных 5 единиц. В этих сказках обнаружены 9 категорий инициальных формул, среди которых 2 группы относятся к внутренним медиальным формулам, то есть формулам, определяющим образ сказочных персонажей или описывающие принадлежащие им предметы, и формулы, описывающие действия сказочных персонажей. Как показал исследуемый материал, среди категорий инициальных формул сказочниками наиболее были употреблены формулы наличия или отсутствия, а также формулы, вводящие слушателя в действие сказки. Рассмотрим некоторые примеры. Тибен Тихон жадагы тугада сох кихехü. Говорят, Тибен Тихон был бедным человеком, ничего не имел. Это формула отсутствия. Сахал биру хатлы балах, ре биртым тай хаяхтах. У лисы есть один ушат мелкой рыбы, у журавля есть тымтай с хаяком. Это формула наличия. А также формула, вводящая слушателя в действие сказки. Сюрдях куяз был, то есть
Вот сказка прямо начинается с действия. Самна юэкке төрэн сыппытыһы. Высыживала, говорят, на старой иве птенцов. Всего 20 текстов нами выявлены 5 категорий внутренних медиальных формул. Среди внутренних медиальных формул в большом количестве наличествуют формулы, описывающие действия сказочных персонажей, и формулы, входящие в диалог. Это типичные выражения отдельных сказочных персонажей. Рассмотрим примеры. Формула, описывающая действия сказочных персонажей. Тибен тихан мас юха тахсан олорор. Били дыктардачта ыгыктан кебиер махын, мас тебен кебиспите, тибен тихан сетте хамылах сирге ахиллен баран тюхер. Тибен тихан поднялся на верхушку дерева и уселся там. Пригнувший дерево, выпустил его, оно выпрямилось, и Тибен Тихон упал на землю в 7 шагах от этого места. Все примеры я зачитывать не буду. К формулам, входящим в диалог. Могос, то ты рима и бахтата. Оттон тюгін үргетағым ди. Анна үтәға үйерен кебісті. Могос, то сигім үйегер масқатанна. Оттон үйерлағым ди. Могус, почему садит моя кожа? Я же отщипал твои перья и насадил птичку на рожон. Могус, почему через спину пронзила древко? Я же тебя насадил на рожон. К формулам, описывающим, определяющие образ сказочных персонажей или описывающие принадлежащие им предметы. Ол истақтарына бисерге бет үтведе, чанкырын арағас бәтке кіджібіт, ырбыт сылғы арғы яғай қахан сардана турар. И вот на их пути в одном очень хорошем месте рыжая, совсем одряхлившая, отощавшая лошадь мучается с трудом, тебенюет. Рассмотрим магические формулы, тоже примеры. Сахыл, қараха, нағыз оңығыға уғын сұптуланар, балығын атан өлін қалықтын дейді, атақ құлай кытыланар. Лиса, пусть 80 быков караха на твою воду выпьют, и твоя рыба задохнется, приговаривая, побежала, куда ноги несут. Пословицы. И тебе рассепкетеренч, и кетахтах, тюэтатахтаху тюэтюн бельбет. Этот волк правильно говорит, оказывается. Двуногий не признает добра четвероногого. Перейдем к финальным формулам. По нашим наблюдениям, основываясь на материале Савина, сюжетно завершающие формулы концовки якутской народной сказки представлены 3 типовыми разновидностями. Это финальные формулы, представляющие собой констатацию конечного благополучия. Финальные формулы, представляющие собой констатацию неблагополучной концовки, и финальные формулы этиологического характера. Как показал из 20 текстов, финальные формулы 10 сказок относятся к первой группе, то есть к финальным формулам, представляющим собой констатацию конечного благополучия. Рассмотрим один пример. Идей будай көсустатыгардылы сиетеллибет байгытта жақтарылан үйетен тухары баян тотон олар бүтөһү. Идей будай, взяв женщину вместе с богатством длиною 1 мили, весь век жил богато, сытно. Финальные формулы 7 текстов относятся ко второй группе, то есть финальным формулам, представляющим собой неблагополучную концовку. От головокружения, упав головой в суп, умер. Финальные формулы 3 текстов относятся к 3-й группе, то есть формулам этиологического характера. В старину Бурундук был, оказывается, стариком. И вот по частоте употребления на первом месте стоит формула Баян, Платон, жил, говорят, богато и сытно. И обязательно присутствует эвиденциальная частица «үгү», говорят. Рассмотрев во всех 20 текстах наличие категорий инициальных, медиальных, финальных формул, мы обнаружили наиболее богатое содержание формульных категорий сказки о животных «Бере он огонер», «Волк и старик».
записанного у 37-летнего жителя Ситкинского наслега Кобяйского района Ермолаева Герасима Савича. Тут по таблице видно, какие именно вот категории инициальных и медиальных, а также финальных формул были обнаружены в этом тексте. Но весь пример я зачитывать не буду. Вот среди инициальных формул были обнаружены хронологические, топографические, социальные формулы, формулы существования, формулы отсутствия, формулы наличия. Среди медиальных формул мы обнаружили формулы действия, формулу диалог и формулу, определяющий образ героя, а также пословицу. Среди медиальных формул мы обнаружили формулу, представляющую собой констатацию конечного благополучия. И вот по таблице видно все 20 текстов, названия сказок, от кого они были записаны, в каком месте записаны, жанр этих сказок, также категории, какие категории были обнаружены среди инициальных, медиальных и финальных формул. Идем к заключению. Таким образом, впервые, основываясь отдельно на сказочном материале Вилюйской экспедиции Андрея Андреевича Савина, нами проведена систематизация традиционных формул якутской народной сказки. Систематизация традиционных формул показала наличие и своеобразие поэтического языка сказочной традиции Вилюйской группы улусов 1938 года. На материале якутских сказок, собранных Андреем Андреевичем Савиным, систематизированы категории начальных, серединных и финальных сказочных формул. Следует отметить, что во всех жанрах якутской сказки отсутствует категория инициальных формул, определяющих семейное положение героя. Однако во всех 20 текстах присутствует категория внутренних медиальных формул, входящих в диалог и описывающих действия сказочных персонажей. Пословицы, магические серединные формулы и инициальные формулы, характеризующие социальное и семейное положение героя, нами обнаружены только по одному примеру. Сказки о животных в основном завершаются концовкой этиологического характера, который, в свою очередь, поднимает вопрос, не относятся ли эти сказки к мифам. Якутские волшебные сказки Вилюйской группы улусов в основном имеют финальную формулу, представляющую собой констатацию конечного благополучия. Всем спасибо за внимание. У меня на этом все. Надежда Васильевна, спасибо за интересный доклад. Если есть вопросы, то можете задать. Устных вопросов нет? Вопросов нет. Следующий докладчик у нас Каксин Андрей Данилович. Субстратные мотивы в тюркских сказках о медведе в связи с тюркизацией южных самодийцев. Сейчас, прошу прощения, еще скажу два слова по удобству пользования нашим зумом. Во-первых, на страничке зума, в окошке зума... Добрый день, коллеги, слышно меня? Сейчас, прошу прощения, вот буквально два слова. Во-первых, у вас в окошке зума есть таймер, который позволяет докладчику следить, сколько у него осталось времени. И второе, большая просьба к тем, кто открывает презентации. Пожалуйста, открывайте их на весь экран. Есть функция показ слайдов или слайд-шоу. Нажимайте на него, потому что иначе у вас виднеется на экране, появляется окно редактирования. Спасибо. Андрей Данилович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Слышно? Вас хорошо слышно. Слышно хорошо. Значит, ну вот это мое обращение к фольклорной тематике, конечно, связано с тем, что последние 2 года я занимался кайбайским говором хакасского языка, и выяснилось, что на той территории, которая сейчас вот,
давно она уже занята ими и до сих пор остается тюркскими народными языками. В давние времена, о сроках я, может быть, скажу, а может, не будем говорить. Ограничимся таким общим представлением о географическом, так сказать, географической подоплеке всей этой истории. Значит, эта территория была занята самодельцами. И поскольку, значит, самодельцы, как оказалось, были расселены недостаточно плотно, возможно, их было недостаточно вообще в плане цифр, количества, значит, не смогли противостоять плотной массе тюркских народов, которые стали постепенно занимать эту территорию, в результате были ассимилированы. По всей видимости, некоторое довольно значительное количество слов самодельских до сих пор сохраняется в тюркских языках региона, но вот в хакасском есть точно. И поскольку выделяется даже отдельный кайбальский говор хакасского языка, то, очевидно, это явный отсыл к тому кайбальскому самодельскому языку, который, в общем, здесь и функционировал до прихода тюрков. Что касается фольклорного теперь материала, значит, начать можно с того, что вот вообще тема медведя, я, конечно, говорю конкретно о сказках, не вообще в целом о фольклоре, а о сказках, сказках о животных, и конкретно тех, в которых присутствует образ медведя. Так вот, тема медведя в сказках и эпике сибирских народов представляется вообще, вот эта тема, бездонным колодцем. Согласимся об этом с Алексеем Алексеевичем Бурыкиным. Вот вообще Алексей Алексеевич, конечно, выдающийся ученый, и большое горе, конечно, что его теперь уже нет с нами. Вот он как-то в одной из своих статей написал так. Тема мифологических рассказов о медведе у народов Сибири, представляющая собой интересный в исследовательском плане объект на стыке этнографии и фольклора, кажется неисчерпаемой и сама по себе. К ней приходится возвращаться даже по завершении обобщающих работ. То есть вот Алексей Алексеевич подчеркивал как раз, что вот эта тематика, связанная с языковым воплощением образа медведя, она находится на стыке этнографии и фольклора. И, безусловно, здесь нужно учитывать тот образ жизни народа, который создает фольклорные произведения о медведе. Современный, конечно, если мы посмотрим на современный фольклор причастных, как сказать, в данном контексте народов, значит, здесь самодийцы, чуть-чуть, наверное, нужно упомянуть обских угров, естественно, которые до определенного времени с этими самодийцами составляли единое целое. И, конечно, тот тюркский народ, который плотно заселил эту территорию, а теперь я имею в виду конкретно хакасский этнос. Так вот, и у хакасов, записана она была у сагайцев, это, значит, один из субэтносов, составляющих хакасский этнос. Так вот, у хакасов есть сказка о женщине, жене медведя. Она определенным образом, конечно, звучит на языке оригинала. Начинается так: «Пир кези абаман анкшана полтыр».
Ну, я дальше не буду, конечно, воспроизводить это, сразу обращусь к переводу. Так в переводе она, сказка достаточно короткая, и основной сюжет вот вы поймете сразу. Был один человек, который со своим отцом ходил на охоту. Там они сделали только землянку. Когда умер у него отец, он стал охотиться в другой тайге. Не видел он ни зверя, ничего другого. Пошел он в тайгу, где охотился прежде со своим отцом. В землянку, которую делал его отец, он вошел, снявшись с коня седло и прочее. Эта землянка вся уже сгнила, печь вся целая. Медведь выкопал внутри землянки берлогу. Когда он стал смотреть в ту же берлогу, там дышит человек. Когда он спросил, что за человек, ответа не слышно. Услышав голос этого человека, вышла женщина. Когда вышла женщина, тот человек спрашивает, говоря, «Как ты пришла сюда?» Та женщина отвечает, «Я отправилась собирать ягоды. Потом пришел ко мне медведь. Пришедший привел меня сюда. Приведя, тот медведь спал со мною. От того медведя родилось 3 ребенка. Потом тот медведь отправился за ягодами, чтобы нас кормить ягодами. Залезай ты на печку». Когда он, залезший на печку, лег и посмотрел, идет медведь. Как только пришел медведь и принес ягоды, дети вышли. Тот медведь обнюхивает, обнюхавший, он говорит, здесь слышен особенный запах. Медведь говорит той женщине на своем языке, здесь слышен запах человека. Та женщина отвечает на том же медвежьем языке. Человек не приходил, человека нет. Покормивший детей и прочее, медведь опять отправился собирать ягоды. Теперь та женщина говорит, отведи меня домой, я не могу освободиться от медведя. Как без страха я отведу тебя? Медведь догонит и съест на дороге. Он скоро не придет. Пока он вернется, мы дойдем до дома. Тот человек привел своего коня. Оседлавший коня и посадивший ее с собой, он повез. Едут они скоро. Привез он домой. Людям он говорит, медведя, который увел ее, подстерегите и застрелите. Народ собрался и спрятал ту женщину в сундук, чтобы скрыть. Тот медведь гнался вплоть до Улуса. Пришедший, он направился прямо к тому месту, где люди спрятали женщину. Пришедшие люди выстрелили в него из ружья и убили. Народ пошел и принес детей. Ноги, головы, руки и лица – все было человечье, лишь все тело было покрыто шерстью. Вот такая сказка, и вроде бы ничего такого необычного нет, но в связи с тем, что вот я стал говорить о том, что основой все-таки было то, что в какой-то период времени произошла ассимиляция самодийцев тюрками, и я задал себе вопрос, а не могло ли произойти так, что и этот сюжет с медведем был заимствован тюрками у самодийцев? Ну, то есть в основном по языку произошло, значит, доминирование, конечно, тюркского языка, и в этом плане языковом, значит, байбальский язык был ассимилирован тюрками, но с другой стороны, ведь какой-то аспекте взаимодействия вот этих двух этносов могло произойти обратное, то есть тюрки могли заимствовать какие-то фольклорные сюжеты. И вот этот сюжет, как раз связанный с медведем, мне кажется, заимствован тюрками самодейцев. То есть вот мое предположение основывается на том, что
в этой традиции рассказов о животных, которая, очевидно, была уже у тюрков на тот момент начала взаимодействия, могли быть какие-то сказки о разных животных, но не могло быть о медведе, поскольку вот этот массив тюркских племен, он пришел из тех мест, где, сложно говорить, сейчас не водится. Конечно, мог водиться медведь в пустыне и степи, но вряд ли. Вот мне почему-то кажется, что вот этот образ медведя принесен самодийцами, поскольку они развивались, вначале его возле Уральских гор в едином составе с будущими финно-уграми, затем стали откачевывать, или неудачное слово, стали двигаться на восток, прошли северные отроги Алтая. Вот, кстати, там вполне возможно они могли и познакомиться так, с настоящими животными, медведями. Они довольно долго, очевидно, жили на северных склонах Алтая. Медведь горный тоже есть, как некоторая разновидность медведя. И вполне возможно, что вот это образ медведя у них появился в это время. А затем они уже его сохраняли успешно, и пришедшие и ассимилировавшие тюрки могли позаимствовать этот образ. Я ни в коем случае не настаиваю именно на этой трактовке образа медведя, но вот мои как бы предположения, связанные с языковым превосходством тюрков и в то же время с некоторым их, ну, нельзя сказать добрососедским, но вполне таким лояльным как бы отношением к культуре и вот к некоторой этнографической культуре, ну и фольклорной тоже народа, на территорию которого они пришли, вполне могло иметь место. И в результате таких вполне добрососедских сначала контактов тюрки могли позаимствовать этот сюжет, связанный с медведем. Ну, основную я свою мысль, которую нашего, в общем, высказал, я думаю, что я на этом закончу. Если будут вопросы, то стараюсь ответить. Спасибо. Да. Большое спасибо, Андрей Данилович, за ваш доклад. Вот в чате есть к вам вопрос. По жанру подобные рассказы расцениваются как сказки или они ближе к мифологическим рассказам, русским быличкам? Как вот вы оцениваете? Да, я думаю, что скорее к мифологическим. Думаю, что к мифологическим, хотя вот в той литературе небольшой фигурирует все-таки сказка. В частности, я взял, конечно, это у Николая Федоровича Катанова. Он переводит эту сказку. Перевод, кстати, его. Перевод вот этой сказки – это Николая Федоровича Катанова. Он называет это сказкой, а по-моему, конечно, это мифологический. Так, спасибо большое за ваш ответ. Есть ли еще вопросы к докладчику? Так, если пока вопросы не созрели, сейчас одну секунду. Тогда с зала не видно, нет? Андрей Данилович, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что на медвежьем языке, а вот это как-то в языковом плане, вот этот медвежий язык, он отличается в тексте, или или вы это чисто из сюжета выводите, что на медвежьем языке?
Где-то там было про медвежий язык, да? Это имеется в виду реплики медведя? Да-да-да, и что женщина отвечает на медвежьем языке. И я хотела спросить, это, обычный язык, просто в тексте указывается, что она отвечает на медвежьем языке, или в лингвистическом плане эти реплики чем-то отличаются? Может быть, какие у вас наблюдения? Вот реплики на медвежьем языке в тексте сказки, мифологического рассказа вот этого, они отличаются от основного текста повествования или нет? Нет, они не отличаются. Это язык, обычный язык, не специальный медвежий. Нет, это обычный язык. Все ясно, спасибо. Спасибо большое. Получилась интересная такая дискуссия небольшая. А теперь мы переходим к нашему следующему докладу. Докладчик Рёко Ямагути, доктор филологических наук, преподаватель университета Досися, Кёто, Япония. Тема доклада «Образ дождя в свадебном фольклоре русской Сибири». Добрый Я день. хочу... Да. Нет, включите ее звук. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить мой доклад на тему «Традиционные формулы якутской народной сказки» на материале Вилюйской экспедиции 1938 года. Остановите. Угу. Рёко Ямагути. Сейчас прошу прощения. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить мой доклад на тему Здравствуйте, меня зовут Рёко Ямагути из Японии. Образ дождя в свадебном фольклоре в русской Сибири. В свадебном фольклоре в русской Сибири часто присутствует образ дождя. В статье представлены 3 мотива, связанные с этим образом в соответствии с контекстом свадебного обряда. Эти мотивы обусловлены сибирским климатом и существовавшим культом предков. Я прошу прощения, госпожа Ямагути, вы будете выступать очно или включить видео? Можно. Очно. Ага, тогда, пожалуйста, мы вас слушаем. Извините, пожалуйста. Угу. Благодарю вас. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Рёко Ямагути из Японии. Подожди минуточку. Мы вас слышим. Образ дождя. Да, прекрасно. Образ дождя в свадебном фольклоре в русской Сибири. В свадебном фольклоре русской Сибири часто присутствует образ дождя. В статье представлены 3 мотива, связанные с этим образом в соответствии с контекстом свадебного обряда. Эти мотивы обусловлены сибирским климатом и существовавшим культом предков. Мы выделяем 3 устойчивых мотива свадебной лирики, связанные с этим образом. Первый – гром и дождь при извещении о приходе жениха или уходе невесты из родного дома. Второй – дождь при одобрении покойника родителя, невесты и сироты. Третий
Грум при срабах покойника родителя. Первый пример. Накатилась туча грустная, с громами, с огремущими, с омарыньями, с опорюсями. Крупен дождик побрызгивает, подмочила чупра гнездышко. Да наступила весна красная, да полились дожди сильные. На дубаре-то дождик скрапивает, и банк кочерей не пожет. На урочке опять дождик скрапивает, и банк кочерей не припадивает. Второй пример. Вы зайдите тучи грустные, прогремите громы яркие, раздайся мать сира земля, раскорились ты гробопотаска. Третий пример. Громы-то прогрянули, частые дожди попрыснули, благословляется чадо мира у своего родимого батюшки, у своей родимой матушки. Особенно нам интересен образ дождя в причитаниях невесты сироты. У всех славян есть представление о кровавом дожде, который предвещает голод, неурожай, всяческие несчастья и является наказанием за грехи. В славянской традиции люди боялись осквернить землю. От отсутствия дождя должно было уберечь соблюдение запретов. Повсеместно у славян был распространен обряд обливания, который должен был вызвать дождь и очистить виновника от засухи. В плачах невесты сироты дождь поливал гроб, будто бы смывая грехи ее родителей. Если родители умерли с свадьбы своих детей, это нарушало нормальный ход свадебного обряда и состояние окружающего мира. Тогда можно ли считать, что свадьба связана с похоронными обрядами? Нам кажется, что обрядовые свадебные песни имеют функцию профилактики кровавого дождя. Такие магические песни или причитания по своим функциям близки заклинаниям и заговорам. Следующий свадебный заговор показывает, какова функция образа грома. Стану я раб Божий, благословясь, и выйду, прекрастясь, из избы дверями, из двора воротами, под восточную сторону. Ой, еси, батюшка, или я пророк, отшибай громами гремущими, моланьями сверкущими, стреляй стрелой огненной, во всякого злого человека, во всякой дьявольской прелести, стреляй в речивое сердце, по горячую кровь, петине, легкое, в середине, в чем смерть. Выйти с раба под спудом, укрепленный на алтаре Господня. Заперт он своим золотым ключом, запирался раб Божий со всей своего Господней свадьбой. По сравнению с причитанием невесты сироты о раскрытии могилы покойного родителя, этот заговор еще более развивает тему победы над противником посредством оружия громовой стрелы. Невская писала, что универсальность мифологического сюжета о громоборстве наиболее полно представляющего part славянской матери мира позволяет ему без особых искажений трансформироваться в иные фольклорные жанры, в частности, в заговор и заклинание. Далее заклинание, базирующееся на основном мифе, включается в текст надгробного причитания, что разделяет трансформационные вариантность мифа. Выбирающий текст включается в более широкий контекст и погребальной притчи, в основном варьирующие тему разделения сфер жизни и смерти. Возникает волнующий мотив, возможность преодоления этой разъединенности встретить спокойности этот мир
и даре вечного его возвращения. Однако обряд окончательно закрепляет их равновесие и обеспечивает умершим спокойное загробное существование. Мы видим, что с образом грома в обрядовой поэзии связан мотив встречи с умершим. В Загре гром является карающей силой. Этот образ должен защитить человека от вредоносного божествия. Кроме того, образ грома связан с функцией замка и закрепляет магическую силу срок. Прежде важно, что свадьба, как и наступление весны, обеспечивает беспрерывную жизнь, кровную связь. Таким образом, если свадебный обряд синхронизирует свой ход с ритмом космоса, то человек желает управлять природой магически. Посмотрим, какую магическую функцию имеет образ дождя в свадебных песнях. С обосточной сторонушки поднималась туча грустной, ой вы, точечки частенькие, размочительства сахарные у моего родного батюшки. Из моря вынесет, на крутой берег выбросит, на пески сыпучие. Эта песня очень похожа на причитание и на заговор, имеет зачин и заключение, закрепку. Югай пишет, что причитание открывает канал коммуникации с иным миром и закрывает его. Эта обрядовая песня тоже обращается к природе, подобно заговору. Нам кажется, что вообще в похоронных причитаниях невеста не получает ответа от умерших, но далее в свадебной песне таким ответом от покойного отца становится гром, что напоминает нам контакт земли и неба, того и этого света. Что не стык-то стучит потерями, что не гром-то гремит во высоком, молится Богу красная девица, благословляет ее сударь батюшка. Ты деви-ка мое дитятко, под чужих людях смирнющенько. Гора в дерзи покромную, ретива сердце покорное, повинуйся свекру батюшки, почитайте свекровь матушку. Почему в свадебной лирике невесте надо поручить благословение от самого покойного родителя, а другие родственники не могут заместить его? У меня-то, у красной девицы, много роду, много племени. Нет только матушки родимой. Мне ведь теперь ее нужно надобно. Мне-то везят вы, благословенницы. Мне ведь ехать к суду Божию. Получив благословение от родителя, невеста формально отрешится от родного дома и перейдет в чужой дом. Это похоже на отделение души умершего от этого света и переход ее в иной мир, чтобы она жила там спокойно. Неправильное выполнение обряда влечет за собой беду. Не стук стучит по реснице, не стук стучит по новой сыня. Приморгните, подруженьки, я приду до дверь отворялась, ко мне-то идет жарует. Дорогобостя не вибарая, разве моя матушка? По руках несет маменька, мать Божью милость Богородицу. Во устах несет маменька, благословенницы великое, ее-то благословенницы. Иисус-на там море вынесет, на крутой-то верх поставит. Не будет там мне погибель на чужой-то дальней сторонушке. По нашему мнению, причитание не является средством коммуникации с иным миром, так как они предоставляют собой не диалог, а монолог. Механизм воздействия связанных причитаний сродни заговорам.
Если в цели прочитания и в реальности коммуникации с умершими, то, возможно, в фольклорных текстах присутствуют борьбы и ответ умерших родителей. В свадебных прочитаниях или свадебных обрядовых песнях исполнители желают благословения от умерших родителей, и для этого необходимо разрешение от небесной силы. Ой, вы, дождички частенькие, размочи уста сахарные. У моего родного батюшки вас мурби сробечку. Уж ты дай мне великой, ко суду Божию золотую венцу. Уж то поют о благословеннице. В свадебных обрядовых песнях дождь не только очищает покойников родителей от грехов, но и открывает уста покойников для благословения. Образ дождя в свадебном фольклоре всегда связан с идеей контакта с небом. А гром становится невербальным ответом покойного родителя невесте-сироте. Таким образом, в свадебном фольклоре Сибири образ дождя связан с культом предков. Еще всем спасибо за внимание. Большое спасибо за ваш доклад. Сформировались у кого-нибудь вопросы? В чате я пока не вижу. Тогда, с вашего разрешения, я задам свой вопрос. Как можно было понять из доклада, образ дождя в свадебном фольклоре связан с невестой, с ее родственниками, с благословением невесты. Значит ли это, что сторона жениха в вот этом свадебном обрядовом комплексе не так тесно связана с образом дождя? Это очень интересный вопрос. Ну, мне кажется, это свадебные песни исполняли во время весны, поэтому это обоим необходимо устроиться весной, потому что это обеспечивает беспрерывную жизнь, крупную связь, поэтому дождь это, мне кажется, дождь это связано с, например, во-первых, с весной, поэтому с этой стороны жених тоже связан с дождь. Да, но если думаете, что, например, контакт с умершим, то это связано с невестой. Это не с женихом. Да. Большое спасибо, это очень интересно. Ну что ж, благодарим вас еще раз за ваш доклад. И мы переходим к следующему докладчику. Сейчас слово предоставляется Марии Петровне Дьяконовой, кандидату филологических наук, младшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения РАН, город Якутск. Тема доклада «Специфика мифотворения в фольклоре северных и южных эвенков». Мария Петровна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Очень рада всех видеть, хотя бы в формате онлайн. Сегодня Надежда Васильевна уже поприветствовала всех, я думаю, от имени эвенков и якутян, фольклористов. И разрешите приступить к докладу. Так, у меня будет демонстрация экрана. Так. Уже тут F5, да, надо нажать, чтобы... Так, я уже забыла немножко тут. Слайд-шоу. Вот. Так, ну что,
начнем. Численность эвенки, численность которых составляет в мире около 80 тысяч, рассчитываемо, и они расселены отдельными группами на обширной территории Северо-Востока Азии. В России эвенки проживают от междуречия Аби и Енисея на западе до побережья Охотского моря и острова Сахалин на востоке. На севере ареал расселения эвенков достигает Северного Ледовитого океана и на юге до Большого и Малого Хиндана и гор Ильхури-Алиня. Около половины от общей численности эвенков живут за пределами России. Соответственно, этому эвенки условно могут быть разделены на две основные группы. Это северные, к которым относятся российские эвенки, и южные, проживающие в Китае и Монголии. Официально эвенки входят в число 56 национальностей Китайской Народной Республики, проживающих на территории Китая. Общая численность составляет около 40 тысяч человек, как я сказала, да, признанные как национальное меньшинство среди населения эвенки сохраняют свою идентичность и традиционную культуру, общую с российскими эвенками. Краткий обзор этногенеза и расселения, посвященный китайским эвенкам, и есть статья Елизаветы Федоровны Афанасьевой. Так, внутренней Монголии, Китая, да, территория расселения, это внутренняя Монголия, Китай, и немножко отметим, что это провинция Хэйлунцзян, где проживают арачоны преимущественно. Так, эвенки делятся внутри себя, да, на 4 большие группы. Это салон-эвенки, тунгусы, куда входят хамнигани, и яко-эвенки. Также арачоны, они, хотя оставляют самоназвание арачоны, но тем не менее их причисляют к эвенкам. Так, немножко исторические такие данные, где эвенков стали признавать как отдельным народом в 1951 году. И в этом же году был создан автономный район внутренней Монголии, где создан арачонский хашун, а в 1958 уже эвенкийский хашун. И сейчас он называется так эвенкийским хашуном. Так, что касается моего доклада, это я обращаюсь к яко-эвенкам, да, группе яко-эвенков. Эвенки оленеводы Китая, у которых удалось побывать, живут в административном национальном округе Хулунбуирского аймака внутренней Монголии поблизости от города Генхе, деревня Лагуя. Многие из них имеют русские фамилии. Русскую фамилию Кудрины, которая весьма распространена у эвенков Иркутской, Читинской областей, то есть не Читинской области, а Забайкальского края, и реже встречается у эвенков Амурской области. Отдельные представители старшего поколения эвенков Китая – это люди в возрасте 60-70 лет и более могут говорить по-русски. К примеру, это Маня Кудрина, с кем мы немножко так пообщались. 400 эвенков живут в Лагуе. Их совсем малое количество групп, яко-эвенки, да, которые говорят на таком языке, который близко к нам, к восточным эвенкам. Фотографии, они и по антропологии похожи на наших эвенков. Так. Как считается, что предки сказительницы Мани Кудриной, например, да, и других эвенков, носящих фамилию Кудрины, и русские имена Маня, Мила, Нюра, Сережа, Арайка, когда-то, вероятно,
проживали на территории России, о чем их потомки рассказывать, как ни странно, не любят. Вот современная венкийская речь, как я уже сказала, группа яко-венков наиболее близка к речи венков Иркутской, Амурской областей, Юга Якутии и Забайкалья. По всем языковым характеристикам соответствует восточному наречию венкийского языка. Вот они, Кудрины. Вот сказительница Маня Кудрина, но она сказывала длины немногоканы, да, а то, что я записывала свои короткие рассказы о сотворении мира, это Райка Буллет. Сейчас, если я, по-моему, вот они имена. Так. Общение на венкийском языке с представителями данной группы не вызывало затруднений. В их венкийской речи имеется немало русских заимствований. К примеру, в одном вот лишь записанном тексте встречается следующие русские заимствования. Moral, вот моря, да, и яблоки, вот, всякие разнообразные семена, ужин, обед, даже они употребляют слово бурдук, да, мука, это мы вот и на якутском, и на венкийском вот, тоже такой же бурдук. Даже вот знакомые им русские слова, вот, крупа и сахар, контора, обед, ужин, казна, государственная казна, да, они употребляют такие слова. От государства деньги выделяются, вот они говорили, буквально из казны государственные деньги приходят. Вот Райка Буллет, от которой я записала 3 текста. К слову сказать, венкийский язык в Китае не преподается и не изучается в школах и вузах. Средой сохранения родного языка является семья и общество. Вот в автономном венкийском Хашоне административные должности занимают этнические эвенки, и это, по нашему мнению, также способствует сохранению родного языка. У эвенков в Китае существует своя довольно многочисленная интеллигенция, работающая в городах Китая. Это Хэйхэ, Хайлар, Нантунь, Пекин. В таких сферах, как наука, искусство, медицина, музейное дело. Все владеют китайским языком, кроме того, являются носителями и монгольского языка. Молодое поколение венков, с кем мы общались, владеют английским и родным языком. Ну, фольклор северных эвенков достаточно широко известен среди российских исследователей устного народного творчества, чему способствовали вот многолетний труд известных исследователей тунгусоведения, как Глафира Макарьевна Василевич, Галина Ивановна Варламова, Анна Николаевна Муреева, Надежда Яковлевна Булатова, Александр Николаевич Варламов. О зарубежных венках известно очень мало, и это в основном из трудов этнографов, да. Вот Широкогорова, Кайгородова есть публикации, очень малочисленные, в 50-х годах они выходили, Туголукова. И вот если из современных взять последних публикаций, то это Елизаветы Федоровны Афанасьевой, Надежды Яковлевны Булатовой и мои. Так, и в целом следует отметить, что имеющийся материал по фольклору южных эвенков не позволяет в полной мере оценить типологическое сходство и различия фольклорных традиций двух групп, и перспективы исследования связываются с дальнейшим сбором фольклорных материалов южных эвенков. Исключение составляют некоторые сюжеты мифологического жанра, собранные материалы, которые позволяют сделать первые шаги в определении специфики и общности традиций. Настоящее исследование является первым опытом сравнительного анализа мифологического цикла творения эвенков двух обозначенных выше групп. Материалом послужили 3 текста собранных
и также Елизавета Федоровна Афанасьева. У нее вот 3 текста. Вот. Имеющийся материал свидетельствует об устойчивости бытования мотивов цикла творения Земли в традициях устного народного творчества северных и южных гусов. Нами были выявлены некоторые общие мотивы, характерные для мифов творения ивентов двух групп. Это мотив усовершенствования мира Творцом, создатель Пуркан, в мифах южных ивентов, как и Севяки, божество Севяки, который переделывает, усовершенствует созданные им творения. Также вот мотив, очень широкий такой мотив голый, как человек собаки. И третий мотив – это медведя-разрушителя, имеющего руки, лапы, как у человека. Или мотив маленький глаз у большого медведя. Следующее. Проведенный нами анализ показывает, что общие мотивы мифологического цикла творения подверглись некоторым изменениям в соответствии с культурными традициями двух групп. Вот выделили мы наиболее характерные различия. Они следующие. Вот для мифов российских ивентов характерен дуализм творения мира. Мир творят два брата. Это Севяки и Харги. В мифах ивенков Китая дуализм творения отсутствует. Пуркан, да, вот их бог творит мир единолично. У северных ивенков до начала деяний Творца Севяки мир двуличен, имеет верхнее пространство и нижнее, такое вот нижнее воду, да, и более в поздней интерпретации небо и океан. В мифах ивенков КНР изначально нет ничего, кроме создателя Пуркана. Дальше. В мифах творения северных ивенков Творца существуют помощники Гагара, бескрылая Гагарка, да, Гоголь, или либо мамонт, змей или лягушка. В мифах ивенков нет ничего, кроме Пуркана. Никого и ничего. Главным помощником Творца ивенка является бескрылая Гагарка, нырнувшая и принесшая в клюве со дна моря, океана, землю, глину, песок. А первым творением, помощником Пуркана, является хищная птица коршун, сигатян. Далее в мифах российских ивенков одним из главных персонажей является собака, сторож, хранитель первых людей, нарушившая наказ Севяки, вследствие чего задуманный Творцом миропорядок меняется. Человек становится смертным. В мифах же ивенков Китая собаке не присущие вышеупомянутой функции, ее роль в мифах творения иная. Будучи голой, собака причиняла неудобства окружающим было, и Пуркан дал ей шубу. Таким образом, проведенное исследование позволяет в общих чертах оценить типологическое сходство и специфику мифологического цикла творения ивенков двух групп. Вне сомнений заметит общий генезис мифологического цикла творения, о чем свидетельствует общность сюжета и некоторых мотивов. Отличие мотивов свидетельствует о длительном историческом времени существования на отдельных территориях и приобретенными культурными традициями. В культуре северных ивенков под таковыми следует предполагать влияние христианства, а в культуре южных влияние культурных традиций монгольских народов, маньчжур, возможно, мировоззренческих традиций Китая. Вот так, у меня все. Да? Вот. Спасибо за внимание. Вкратце это так, но это вот только начало исследований. К сожалению, мы сейчас контакты много утеряли и не можем продолжить какие-то вот совместные исследования. Очень сложно работать, имея языковой барьер, да, китайский, вот они все владеют китайским, нам нужны вот переводчики, да,
или вот на винтийском языке. Но вот то, что я записывала, я сама общалась с ними, с эвенками, да, и вот что-то получалось у нас. Вот. Вопросы? Хорошо. Так, действительно, если есть у кого-то вопросы к Марии Петровне. Если прямо сейчас нет, то в течение нашей утренней сессии вы можете писать их в чат. Вот. А сейчас мы предоставим слово Елене Владимировне Федотовой. Елена Владимировна – кандидат филологических наук, выпускающий редактор редакционно-издательского отдела Чувашского государственного университета гуманитарных наук, город Чебоксары. Вот. Так, презентацию мы запускаем, да? Здравствуйте. Не то. Немножко. Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники второго Сибирского форума фольклористов. Представляю вам доклад «Мифологические рассказы Чувашей Юго-Тюменской области» по материалам экспедиции 2006 года. В августе 2006 года состоялась научная экспедиция в чувашские селения Юго-Тюменской области. Были исследованы селения Арамашевского, деревни Ангарка, село Северное, деревня Смородиновка, Слободчики, Большескоредная, село Арамашево, Заводоуковского, деревни Першина, Колесникова, Ярковского, деревни Зинова, Дубровная, Покровская, Никитина, Усалка, Яркова, Караульный Яр, Новоалександровка. Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники второго Сибирского форума фольклористов. Представляю вам доклад «Мифологические рассказы Чувашей Юго-Тюменской области» по материалам экспедиции 2006 года. В августе 2006 года состоялась научная экспедиция в чувашские селения Юго-Тюменской области. Были исследованы селения Арамашевского, деревни Ангарка, село Северное, деревня Смородиновка, Слободчики, Большескоредная, село Арамашево, Заводоуковского, деревни Першина, Колесникова, Ярковского, деревни Зинова, Дубровная, Покровская, Никитина, Усалка, Яркова, Караульный Яр, Новоалександровка. Из фольклорного материала в основном сохранились музыкальные образцы чувашского фольклора. Это гостевые свадебные песни, плач невесты, масленичные, рекрутские, песни на военную тему, как называют их сами исполнители, частушки, лирические сюжетные, петровские хороводные, песни о переселении в Сибирь. В народе сохранились также устные рассказы о переселении в Сибирь, о том, как провожали, какие слова благословения произносили, какую песню спели напоследок провожающие и сами уезжающие, об истории заселения местности, место появления первых землянок, где жили первые переселенцы, пекли хлеб в глиняных печах, скот держали в отдельных землянках. Помнят о появлении первых домов, улиц, как отмеривали землю для деревни, для кладбища, о первом похороненном главе кладбища Мазарбужья. Из устного народного творчества также сохранились пословицы и поговорки, загадки, снотолкования, поверья и приметы, мифологические рассказы о нечистых силах Узалзем-Динь, о местах, где они обитают, пугают людей, об огненном змее Варежелень, которого они видели сами или слышали от очевидцев. Остановимся на них подробнее. На данной территории нами записано 8 текстов мифологических рассказов. Первый рассказ – это о пугающем месте на реке Храдаган-Вырын, где как-то летом утонули сразу 3 человека. Там людей пугало что-то в неурочный час ночью, а один раз там за отцом свекром рассказчика, когда тот еще был молодым, гнался баран. По традиционным представлениям это был не просто баран, а колдун, обернувшийся бараном. Якобы там, на этой реке, по определенным ночам собирались колдуны, обернувшиеся в животных, птиц или неодушевленных предметов. Второй рассказ – это о месте на лугу, на неокультурной территории, где, если находиться там или проходить мимо в полночь, пристают узалы, нечистые силы, к людям. Рассказчик сам испытал на себе их злые козни. Раз в детстве, возвращаясь домой с выполненным поручением родителей, ходил звать в гости к
К нему пристала нечистая сила, он не мог шагать. Его несли на руках по очереди сестренка его отца и ее муж. Когда дошли домой, дед с бабкой проделали очистительные обряды, и в него прошло это недомогание, он мог ходить. Подобные тексты распространены в чувашской традиционной культуре. Примечательно, что они бытуют и в диаспоре, достаточно отдаленной от материнской территории. Третий рассказ – это Шивабутна Ялзиндень, о месте, где раньше стояла деревня, которая потом ушла в землю, и на этом месте образовалось озеро. Сказывают, что будто там до сих пор слышно, как поют петухи и мычат быки. Об ушедших в землю домах, деревнях, свадебных поездах говорится во многих топонимических преданиях Чувашии. В них есть пояснение тому нарушение табу жениться на девушке-родственнице. В записанном нами повествовании также есть подобное пояснение случившемуся. В этой деревне, которая ушла в землю, и на ее месте образовалось озеро, никто не брал в жены девушку из другой деревни. Девушки выходили замуж только в свою деревню, родня сходилась с родней. А так нельзя, поэтому деревня ушла в землю. В наказание земля проглотила деревню. По словам респондента, рассказчица глубоко сожалела о том, что деревни не стало. Это была деревня ее мужа, которая находилась в Чувашии. Память о ней живет в Сибири. В рассказах передается следующему поколению. Четвертый рассказ – это о действиях старухи-колдуньи, повлекших смерть трехлетнего брата-рассказчика. В повествовании говорится о преднамеренном действии старухи, которая приходила к ним домой несколько раз ровно в полночь. Посидев на кровати у двери минуты 3, она уходила. После ее прихода через некоторое время то теленок заболевал и пал, то овца. Однажды пришла она так, оставила монетку в 3 копейки на кровати, что-то наговорив, и через сутки не стало младшего брата. Данный текст относится к рассказам о колдунах, достаточно распространенных повсеместно. Фольклорные традиции тюменских чувашей занимают место и мифологические рассказы об огненном змее Вреш-Лень. Их записано 4 текста. 3 текста из 4 являются типичными текстами, похожими на записанные как от чувашей, проживающих в Чувашской республике, так и от всей чувашской диаспоры, в том числе от чувашей Юго-Тюменской области. Об одном тексте, записанном от Зои Гордеевны Репиной, можно отметить отличительную черту, на которой мы остановимся подробнее чуть позже. Как пишет исследователь восточнославянских мифологических рассказов о змеях Наталья Константиновна Козлова, в архаических мифологических системах многих народов мира одно из важнейших мест принадлежит змею или змее. При этом часто змеи играют роль или тотемных предков, покровителей или демиургов. Они почитались как божества во многих языческих религиозных системах. Но, ссылаясь на статью Иванова, если в архаических мифологиях роль змея, соединяющего небо и землю, чаще всего двойственно, он одновременно и благодетель, и опасен, то в развитых мифологических системах, где змей часто носит черты дракона, внешне отличающиеся от обычной змеи, нередко обнаруживается прежде всего его отрицательная роль как воплощение нижнего, водного, подземного или потустороннего мира. Наталья Константиновна Козлова отмечает, что таким образом божественная роль змея в славянской мифологии не признается. То же самое наблюдаем и в чувашской мифологии. Как показывает материал, в мифологических рассказах огненный змей прилетает к очень сильно горюющим вдовам и вдовцам, а также к девушкам, которые тоскуют по погибшему на войне жениху. В мифологическом рассказе Зои Гордеевны огненный змей, оборачиваясь в младенца, приходит к женщине, у которой умер ребенок. Она очень переживала, тосковала по умершему ребенку. Муж работал, его неделями не было дома. В это время прилетал огненный змей, подходил к ней, обернувшись ребенком, ложился рядом и питался грудным молоком. В тексте есть важный элемент об отваживании змея. Последовательно говорится, что нужно сделать, где находиться самой женщине всю ночь до пения петухов. Потерпевшей пришлось 3 ночи ночевать вне своего дома, в сарае. Первую ночь рядом с коровой, вторую с овцами и третью с курами. И ни в коем случае не открывать дверь, когда змей будет стучать и голосом ее умершего ребенка просить открыть дверь.
Только проделав все это, женщина смогла освободиться от змея и прожить долгую жизнь 116 лет. В повествовании Зои Гордеевны Репиной, пострадавшая от огненного змея, не умирает от него, как говорится во многих текстах, а остается жить. Оригинальным в тексте является способ избавления от змея. Это является одной из особенностей от всех повествований об огненном змее чувашской мифологии. Корни рассказа о способе избавления от огненного змея кроются, на наш взгляд, в месте выхода Чувашии переселенцев, в местечке разъезда Кумашка или близлежащих к нему деревень Шумерлинского района Чувашской республики. Но записи аналогичных текстов от жителей упоминаемых мест неизвестны. В фондах научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук нет записи не только из данной местности, но и вообще с мотивом подобного избавления от змея. Спасибо за внимание. Елена Владимировна, спасибо за интересный доклад. Пожалуйста, задавайте вопросы, если есть. Можно вопрос я задам? Интересно, вот когда человек встречается вот с огненным змеем, он слышит, кроме того, что он видит, всегда ли субъект слышит его? Интересно. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Простите, пожалуйста, можете повторить вопрос? Ну вот при встрече со змеем субъект всегда ли слышит в мифологических рассказах? Или это такое нераспространенное явление? Человек может видеть змея, но не слышать. Есть такие рассказы, которых вот, он не слышит? Нет. В основном слышит. Чтобы не слышал, такого я не записывала ни разу. В основном слышит. И видит. У меня есть уточнение. Можно? Да. Можно уточнение? Да, Наталья Константиновна, можно задать вопрос или уточнить? Да, ну, во-первых, Елена Владимировна, здравствуйте, рада вас видеть. Давным-давно не видели, только так переписывались иногда. Спасибо за доклад, я вовремя подключилась. Вот, но я хотела уточнить, вот вы сказали, что я пишу, вот на меня сослались, процитировали, и я прям дословно записала, как Козлова пишет, что в славянской мифологии божественная роль змеи не признается. Я хотела здесь уточнить, в позднем этапе развития славянской мифологии, да, не признается, но вообще-то в мифологии божественная роль змея как раз признается. Немножко вот здесь не те акценты, поэтому вот это я хотела уточнить, потому что остатки вот этого былого почитания змей как положительных существ, как змей как предков-покровителей, вот рудименты этих представлений в славянской мифологии до сих пор мы можем найти. Вот здесь я хотела уточнить. А в поздних вещах, которые мы сейчас сплошь и рядом записываем, конечно, нет. Этого уже нет. Спасибо, Наталья Константиновна. Спасибо. Спасибо, Лена, за доклад. Спасибо. Следующий у нас доклад Ушницкой Натальи Юрьевны из Якутска. Представление о куту и синкен в культуре ивенков. Пожалуйста, Наталья Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ушницкая Наталья Юрьевна. Позвольте представить свой доклад на тему представления о куту и синкен в культуре ивенков. Эпиграфом своему выступлению я выбрала выражение, написанное Галиной Ивановной Варламовой. «Буга аяя буми будима, оруба как умина ман орудус». Небо Буга, если пожелает, добра даст, и плохое пошлет на твою плохость.
То есть, если сам делаешь плохое, плохое получишь в ответ. В любом этносе всегда существуют определенные общепринятые представления о счастье, выступающие для индивида в качестве образца, с которым он соотносит события своей жизни и оценивает их определенным образом. Тем самым объективную сторону счастья и его концептуализацию следует искать не в событиях реальной жизни, а в исторически сложившихся и закрепленных в традиционной культуре всеобщих представлениях о том, что такое счастье. Счастье в большинстве говоров индийского языка обозначается словом «куту». В индийско-русском словаре Анны Николаевны Муреевой значение слова «куту» дается следующим образом: счастье, удача, благополучие. Удачливых, благополучных людей ивенки называют кутучи-байо, то есть дословно имеющие благополучие, удачу, счастье. Белый венк, сабек, онгун в культуре венков символизирует благополучие. Он оберегает все стадо. Так, куту в языковом сознании венков представляется следующим образом. Для венка важнейшую роль играет карген, дюка, семья, дю, дом, оро, олени, ая, бутана, коюмаки, удачная охота, удачный промысел, добыча. В индийском языке для выражения охотничьей удачи имеется слово симкен. Здесь должны мы разграничить понятия, да, симкен и куту, разницу в употреблении этих слов. Куту – это общечеловеческое счастье. Сюда входит любовь, удача, счастье, да, также. Симкен – это все-таки охотничья удача. И согласно индийско-русскому словарю Анны Николаевны Муреевой, симкен имеет следующее значение: удача на охоте, дух хозяина охоты, ничьей территории, насекомые, по поверьям, приносящие удачу на охоте. Симкен мадевакса, то воду буматес, тави нава валинас. Поймав насекомое симкен, должен придать огню, тогда зверя добудешь. Ивенки всякую удачу на охоте считают посланием свыше, то есть данной духом хозяином животных, симкен. Поэтому, прежде чем идти на промысел, охотник должен обязательно покормить огонь, бросить кусочек жира или мяса добытого зверя, приговаривая: «Буакаку, боридеков, небо бува, одаривай». После добычи зверя охотник должен обязательно провести ряд определенных действий, куда входит обязательно бережное отношение к душе животного. Кости он должен сложить на дыркен, специальный навес для костей животных. Ни в коем случае нельзя, чтобы останки животного портились или пропадали зря. Существует множество и других правил, которым должен обязательно следовать охотник. Если охотник не будет их исполнять, то удача на охоте ему сопутствовать не будет. Мы записали ряд текстов на венкийском языке. Записи были произведены нами в Забайкальском крае, Каларском районе и в Республике Саха-Якутия. Хотелось бы некоторые записи для примера продемонстрировать вам. Так, Манчикитова Мира Григорьевна сообщает нам: «Билевду эванкил одёчик кил бувава, дунного конула, тогово сот аят иччукил, да бадаралла, урякта карнадая ачинду öpki конуктара, боюна олойо бултантикин амладуварнун, дан эрула,
не имея солначана, таких бунтаров. С древних времен ивенки берегут природу, землю, тайгу, очень внимательно присматривают за костром, чтобы не случился пожар. Без надобности не рубят деревья. Дикого оленя, рыбу добывали столько, сколько нужно было для пищи, чтобы чрезмерная охота не привела к плохому. Важных телят не добывают. Согласно этнографическим исследованиям Глафиры Макарьевны Василевич, Синкэн выражает понятие охотничьей удачи. Выражение Синкачи Бое обозначает человека, имеющего удачу. Так называли опытного и старательного охотника. В неудачной охоте человек шел добывать удачу, инкалавича, то есть устраивал в тайге магический обряд охоты, синкалавы. Значение его охотничьей удачи стало импульсом дальнейшего развития. Словом синкэн начали называть охотничий амулет, высушенное сердце убитого лося или оленя, нижние челюсти убитых, носики, хвостики убитых пушных зверей. Охотники нанизывают амулеты на ремешок и носили при себе, считая, что этих животных на охотника направлял дух хозяин охотничьего угодья. Ивенки, кроме обряда синкалавы цикла охотничьих, по сообщению Аркадия Федоровича Анисимова, проводили еще один геркулки, который устраивался для того, чтобы больше был приплод зверей, больше были табуны, обильнее была добыча охотников, промыслы зверя. Некоторые венки считают, что синкэн – это насекомое, которое приносит удачу на охоте. Представление о синкэн, как о насекомом, который приносит охотничье счастье, сохранилось у дальневосточных ивенков и ивенков Южной Якутии. Информант Алена Львовна Колесова сообщает о синкэн. Синкэн так кулин, боял янки урыдины, бу синкэн мадявара, тоголо модадеров, тогоду бундеров, наука экунова гориков, боюна, бугукана, датан тыка экунова пачи камары. Данный обряд сохранился и у калацких ивенков Забайкальского края. Так информант Юрий Юрьевич Манчикитов сообщает. Куликан да их табитки, мукамки волама, эддукунтика, негубки, чатула нодатки на манна, деваксаки, нодатки, мулан, молан онуксек, онуксек молан, тали, неудилан боюна, боюна негубки так, негубки бол. Насекомое летает с красным брюшком, большое насекомое. Его называют негубки. Его ловят и бросают в угли. Он должен запахнуть жиром. Если запахнет жиром, тогда жертвует дикого оленя. Он дикого оленя дает, значит, одаривает. Так мы можем представить, увидеть, как в индийском сознании представляется счастье, благополучие, удача. Человек, обращаясь через огонь к верховному божеству, Вайникан Бува, Савыки, Малин, у разных групп ивенков это божество называется по-разному. И затем божество, посмотрев, все ли правила соблюдает человек, все ли делает правильно, да, поступает, сохраняет ли душу убитого зверя, ухаживает ли за душой убитого зверя хорошо, не бросает ли, попусту не убивает ли. Тогда он посылает ему синкэн. Таким образом, счастье в индийской национальной традиции предстает как категория, данная свыше. Важную роль в формировании представления о счастье в индийской культуре сыграли анимистические воззрения ивенков.
Также немаловажное значение имеет кочевой образ жизни, в условиях которого формировалось сознание ивенка. Все, что окружает ивенка с самого рождения, это природа, от которой зависит его существование. Поэтому все удачи, горесть или наоборот успех, благополучие, счастье он связывает с волей природы. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы? Вопросов в чате? Можно мне задать вопрос? Можно? Да, конечно. Можно мне задать вопрос? Да, Наталья Константиновна, можно. Тем, кто занимается ивенками, культурой ивенков, но не совсем относясь. Спасибо, я уже получила в чате ответ на вопрос первый свой. А вот второй вопрос, я просто пользуюсь случаем. В музее Новосибирском СОРАН я увидела у шаманов вот примерно вот такую фигурку. Здесь еще вот были, отломались у меня, я ее попыталась сделать как смогла. Вот меня интересуют вот эти змеиные ноги. Есть ли у эвенках вот представление вот о таком существе? Это было в убранстве, наверное, шаманки, а может быть шамана на головном уборе. Я попробую ответить. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вообще у нас в мировоззрении шаманском у эвенков символ змеи очень древний и стабильный. Но в данном случае, на мой взгляд, происходит смешение двух образов. Это лягушки и змеи, скорее всего. Потому что таковые примеры в шаманской традиции эвенков есть. В том числе, допустим, существует такой специфический орнамент. Он символизирует борьбу мамонта и змея. То есть в основе орнамента располагается фигура Сели и Йен, называется, рог мамонта, и с двух сторон обрамляется символом змея. Ну, своеобразная незаконченная восьмерка. В данном случае может быть что-то такое, но я, честно говоря, конкретно с этим символом еще не сталкивался. Спасибо. Просто сколько я ищу, пока нигде не могу найти вот именно вот такой изображение. В смысле, у меня есть еще примеры, но вот вдруг сталкивались люди. Спасибо большое. Все-таки вопрос был задан, вот соотносится определение куту с тюркским кут, душа. Заимствовано это слово или нет? Есть ли влияние? Ну, мне ответили уже. Нет, да? Угу. Вопрос хочет задать Татьяна Александровна. Мне уже ответили, что нет, что это жизненное. Угу. Исключение у некоторых... Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вопрос. Скажите, а вот представления о куту и синкен, они как-то в современных реалиях проявляются, в условиях современных реалий? Вот переносятся, используются ли эти лексемы ну вот в современном мире, не в рамках вот природного мира, где традиционный промысел является основой всего, и традиционная охота являлась действительно основой счастья, а вот в рамках города могут ли носители венкийской языковой традиции использовать вот эти лексемы для обозначения счастья, выражения собственного ощущения счастья, и в каких случаях? Ну, тут следует, наверное, мыслить таким образом. Если человек является носителем языка, то он, естественно, и вне природы, вне тайги от этого не отрывается. Все из нас, кто говорит на родном языке, мыслят теми же категориями, что и наши сородичи в тайге. Поэтому, естественно, мы все и используем, и верим, как говорится, поэтому изменений особых нет. Единственное, конечно, кто не владеет языком, они уже мыслят, соответственно, на том языке, на котором выросли и общаются.
Спасибо, Александр Николаевич. Вы ответили за Наталью Юрьевну, за ее доклад. Спасибо большое. И слово предоставляется вам, Варламову Александру Николаевичу, с докладом к вопросу об историзме фольклора по материалам мифологии эвенков. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, дорогие коллеги. Очень рады с вами пообщаться. Спасибо большое организаторам за предоставленную возможность. Я, наверное, воспользуюсь технологиями современного прогресса и попрошу включить презентацию. А если потребуется, включусь и отвечу на вопросы. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему «К вопросу об историзме фольклора по материалам мифологии эвенков». Мифология представляет собой отражение архаической формы знаний об окружающем мире, основанной на специфике сознания человека первобытно-общинного строя. Мифы разных народов повествуют о появлении Земли и ее обитателей, о возникновении небесных объектов, о формировании некоторых традиций человеческого общества и многом другом, что сопоставимо с историческими этапами эволюции планеты, ее локальных ландшафтов и ранней истории человека и протоэтнических сообществ. Для понимания эволюции планеты и ее локальных ландшафтов определенный интерес представляют мифы о творении. В эвенкийском фольклоре существует цикл мифов, повествующих о том, как возникла Земля и ее обитатели. Большинство эвенкийских мифологических сюжетов повествует о том, что жизнь на Земле появилась после того, как на поверхности воды появилась суша. Большинство сюжетов сохраняют информацию о сотворении Земли из воды, отличаясь главным образом персонажами, участвующими в акте творения. Образы Гагары, лягушки, мамонта и змея являются ключевыми. Каждый из мифологических образов представлен в пантеоне шаманских духов эвенков. Например, змей Дебдар в шаманских традициях эвенков выступает в образе предков праматери. Исследователи мифологии связывают появление мифологических сюжетов о творении мира из воды со значительной ролью водной стихии в жизни древних цивилизаций. Согласно теории биологической эволюции, примитивная форма живых организмов на планете первоначально зародилась в воде. Этот эволюционный процесс возник в связи с образованием свободного кислорода в атмосфере, когда у фотосинтезирующих организмов развилась способность использовать видимый свет как источник энергии и воду как донора электронов. В древней египетской мифологии возникновение популярного сюжета о творении мира из воды связывается исследователями с представлениями о реке, а если точнее с водами Нила и солнцем, даровавшим людям благодатный ил. С точки зрения эволюции жизни на планете, мифологические представления египтян о единстве двух начал солнца и воды представляются символично. В данном случае гипотетически мифологическая вода представляется как первичная благоприятная среда жизни, солнце как вспомогательная ультрафиолетовая среда, а ил как протопочва. В мифологии южных тунгусов мир также творится из двух первичных субстанций – воздуха и воды. Следующей стадиальной протоосновой мироздания представляется почва. Кусочек глины, который достают со дна моря помощники демиурга в мифах эвенков и эвенов, в данном случае символически представляется как протопочва, основа для зарождения и развития живых организмов на суше. Наличие мифологических сюжетов о творении Земли из воды у народов Сибири объясняется исследователями как доказательство исторического существования колоссальных ледников и процесса их таяния. Предполагаем, что эту гипотезу вполне можно использовать в качестве ответа на вопрос о причине возникновения мифологического сюжета о творении Земли из воды в фольклоре эвенков и других народов Сибири, так как эволюция древних сибирских сообществ сопровождалась не менее чем двумя глобальными ледниковыми периодами. Органическая взаимосвязь фольклорных традиций с важнейшими
эволюционными процессами на Земле отчетливо прослеживается в различных мифологических сюжетах и образах. Например, в знакомом каждому человеку, но загадочном для человечества образе мамонта. Мамонт в эвенкийской мифологии занимает важное положение, выполняя функцию помощника демиурга, а иногда совершая акты творения самостоятельно. Мифы эвенков повествуют о мамонте как создателе современного рельефа Земли, а точнее горно-таежного ландшафта. На наш взгляд, сюжет о мамонте как творце суши, горного рельефа, свидетельствует о глобальном процессе, происходившем в мезолите с наступлением Голоцена, когда на большей части Сибири тундровый ландшафт сменялся горно-таежным. Именно в этом историческом периоде исчезли мамонты, что, вероятно, позволило связать в мировоззрении древнего человека оба исторических факта, оставив в копилке устного народного творчества мифологический сюжет. Этот исторический процесс находит отчетливое отражение в фольклоре других народов Сибири, например, Нганасан. Нганасанский мифологический сюжет отличается от эвенкийского ролью мамонтов в процессе творения мира. В мифе Нганасан мамонт правомерно, так же как и с научной точки зрения, представлен лишним звеном эволюции на определенном этапе истории. Вместе с тем, так же как и в эвенкийских сюжетах творения, образ мамонта неразрывно связан с эпохой наступления Голоцена, когда в Сибири происходили глобальные климатические изменения, повлекшие масштабную смену ландшафтов. В большинстве мифологических сюжетов мамонт создает рельеф Земли совместно с другими знаковыми персонажами – змеем Дябдаром. По сюжетам эвенкийского мифа мамонт и змей по обоюдному согласию либо по причине ссоры затевают борьбу. В результате их противостояния образуются горы, равнины, ущелья. Это деятельность мамонта, а также русло крупных рек, деятельность змея. По мнению Александра Ивановича Мазина, сюжет этой мифической борьбы представлен на Арбинской писанице в Верхнем Преамурье, датируемой рубежом нашей эры. В искусстве эвенков и эвенов образ мамонта присутствует и в наши дни, сохранившись в традиционном орнаментальном искусстве. Тип орнамента, символизирующий этот образ, носит имя Хали-Иен, рог мамонта. В 80-х годах 20 века Галиной Ивановной Варламовой в Красноярском крае был записан неопубликованный текст мифологического предания об охотнике на мамонта. Этот уникальный фольклорный текст повествует о существовавшем способе охоты на мамонта, которым владел человек. Повествование гласит о том, что у мамонта существует единственное уязвимое место на шее – часть еремной вены у основания груди. Если поразить мамонта точно в этот участок кровеносного сосуда, то он постепенно ослабеет, истекая кровью. Сложно однозначно предположить об исторической правдоподобности приведенного выше сюжета об охотнике на мамонта, однако современные исследования подвергают сомнению два распространенных ранее мнения об охоте на мамонта. Во-первых, считалось, что основным способом охоты на мамонта являлась коллективная загонная охота с использованием естественного рельефа либо вырытых ловушек. Возможно, эти способы могли быть применены на территориях с относительно теплым климатом и пересеченным рельефом, но в условиях палеолитической тундры это было практически невозможно. Во-вторых, существовало мнение, что палеолитические охотники не обладали вооружением, которое позволяло бы им охотиться на мамонта. Современные исследователи ставят под сомнение и этот тезис. Опираясь на анализ способов охоты современных африканских племен на слонов, некоторые археологи предполагают о существовавшем способе охоты на мамонта при помощи копий и дротиков. Другие специалисты основываются в этом на анализе костных останков мамонтовой фауны, пораженных древним оружием. Не исключено, что отсутствие массовых находок останков древних орудий в костях палеолитических исполинов не является причиной для отрицания самого факта охоты на мамонта с копьем, а может указывать на существование особой техники охоты, не описанной пока в археологических реконструкциях, но сохранившейся в фольклорном тексте эвенков. Образ мамонта встречается и в других жанрах устного народного творчества эвенков, например, в опубликованном Глафирой Макариной Василевич сборнике фольклора 1936 года. Как видим, доисторический образ мамонта прочно вошел в мифологию, фольклор и шаманские традиции, а также искусство эвенков и других народов Сибири.
что является убедительным свидетельством тесной взаимосвязи культурных традиций этноса с историей, в том числе достаточно древней. На наш взгляд, мировоззренческие традиции эвенков, связанные с мамонтом, имеют определенные исторические временные соответствия. Во-первых, это проявляется в совмещении образов мамонта и лося. Во-вторых, в духовной сущности образа мамонта как охранника границы земного и потустороннего мира. Вероятно, в обоих случаях историческая взаимосвязь распространяется на эпоху наступления Голоцена, когда мамонт как вид исчезает из числа земных обитателей, оставив заметный след в мировоззренческих традициях аборигенного населения Сибири. Совмещение образа мамонта и лося обусловлено важнейшей ролью двух биологических видов как объектов охоты в разное, но связанное последовательностью историческое время. Подобной хронологической взаимосвязью объясняется вхождение мамонта в мировоззрение предков эвенков, который, исчезнув из хозяйственного цикла древних популяций Сибири, занял важное место в пантеоне шаманских духов и традиционном мировоззрении. Эвенкийский фольклор и эвенкийские традиции мировоззрения донесли до нашего времени древнейшие знания об эволюции Земли и общества. Рассмотрим данный тезис на примере шаманских традиций эвенков. Описывая эвенкийские обряды Кеннепке, Глафира Макарьевна Василевич опубликовала древний обрядовый текст, повествующий о стадиях зарождения Земли, формирования современного ландшафта Сибири, с которым, начиная с эпохи позднего каменного века, была неразрывно связана судьба далеких предков современных тунгусов. Анализ этимологии запева позволил определить, что его содержание представлено архаической лексикой протоязыка тунгусов, так как лексические основы, представленные в запеве, встречаются во всех языках тунгусо-маньчжурских народов. Представим кратко результаты проведенного этимологического анализа. Пагай-пагай – эпоха зарождения планеты, либо, что заслуживает большего внимания, становления сибирского ландшафта, в частности Байкала. Кулур-кулур – мифологическое древнее время, природное постоянство. Декур-декур – распространение растительности, лиственницы сибирской, Ларикс сибирика. Дуннер-дуннер – формирование сибирского ландшафта. Химер-химер – эпоха последнего оледенения. Уюр-уюр – завершение эпохи оледенения. Токур-токур – распространение лося и формирование кочевой культуры прототунгусов. Аба-аба – развитие традиции отцовского рода, либо культа медведя. Дере-дере – завершение формирования современного облика сибирского ландшафта, либо начало возникновения шаманских традиций. Как видим, в фольклорных и мировоззренческих традициях эвенков отчетливо просматриваются реликтовые формы знаний древних сообществ об эволюции Земли, локальных ландшафтов и протоэтнических сообществ. Исторический опыт, накопленный эвенкийским этносом на протяжении эволюции, ценен не только уникальностью традиций, но и объективностью знаний. Многие знания древних исторических эпох, сохранившиеся в мировоззрении и зашифрованные в фольклоре эвенков и других автохтонных народов Сибири, еще предстоит понять в будущем. Исторические, временные, природно-климатические, антропологические и прочие характеристики первобытно-общинной эпохи, отраженные в фольклоре, уходят корнями в глубокую древность, датировать которую, опираясь исключительно на фольклорные источники, не представляется возможным. Вместе с тем, естественные науки с большой долей вероятности и достоверности позволяют определить и время возникновения самой планеты Земля, и эволюционный ход развития, и этапы становления человеческого общества с глубокой древности до наших дней. Наиболее неожиданные и перспективные открытия, вероятно, будут сделаны при применении междисциплинарного подхода с привлечением обширного круга научных дисциплин: устного народного творчества, лингвистики, этнографии, археологии, антропологии, генетики, а также палеогеологии, палеоботаники и других, возможно, новых научных сфер будущего. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Николаевич. Пожалуйста, вопросы. Кто желает задать вопрос? Можно? Да, Пожалуйста, Наталья Константиновна, пожалуйста. Я тут активно всех забиваю. Вот.
Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, вот такой вопрос. Вы произнесли «змея», я не точно записала, которая выступает у эвенков в образе праматери. Еще раз можете проговорить точное определение? Так, я могу вас отослать к Вот, или рабочему отошли. документу. Да. Получается, в 1963 году на немецком языке Глафира Макарьевна при Лейпцигском университете издала хорошую статью, в которой она описала шаманские традиции западных эвенков. И вот там как раз в одной из строк шаман обращается к своему предку, к своим предкам, и одним из них он обозначает как раз вот праматерь Дябдар. То есть у нас Дябдар это, да, это не обязательно мужской персонаж мужского рода, но и, как видим, достаточно древний женского рода. Дябдар, праматерь змей. Змея. Ябдар. Глафира Макаренко. Еще раз. Глафира. 1963 год, но я могу посмотреть, вы мне электронку тут. Хорошо, я вам напишу в чате электронку, вы мне сбросите? Да, отправлю. Ну, ее в сканированном варианте, наверное, сложно найти. Но она, по-моему, есть в библиотеке Пушкина нашей якутской, насколько я помню, я там смотрел. Хорошо, мы потом с вами, я вам сброшу адрес. И еще, вот творят мир, реки творит змея или змея? Ну, вообще, в мифологии у него образ мужской, змей Дябдар. И в амурских эвенков, допустим, этот образ также Дябдар мужской. На шаманских подвесках его изображение символически подвешивается. Вообще женский образ, он только вот в этом мною встречен только в камлане западных эвенков в записи Василевича. А так он мужской. Спасибо. Еще вопрос Татьяна Александровна хочет задать. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, я вот насколько поняла, мамонт из объекта охоты вот в традиционной мифологии эвенков становится воплощением шаманского духа. И меня очень удивило, что этот образ не только отрицательными, но и положительными смыслами наделяется, как я поняла. И в связи с этим вопрос, а не осталось ли, или, может быть, зафиксированы были ранее какие-то обряды почитания мамонта как вот воплощение этого духа, охранителя, если я правильно поняла? Ну, вообще, если брать фигуру, образ мамонта в мировоззрении эвенков, то он у нас относится к пантеону духовных символов, к которым не принято относиться как к отрицательным, либо положительным. Это вообще характеризуется существо как охранитель на границе двух миров. Он охраняет наш с вами мир от посягательств отрицательной энергии или символов нижнего мира. И к мамонту отношение у нас несколько отвлеченное. Мы знаем, что он есть, но специально люди не могут к нему обращаться, не могут его по-особому как-то чествовать, потому что это сугубо шаманский символ. Простому человеку он недоступен в мировоззрении. Александр Николаевич, скажите, а нет ли представлений о локализации этого духа? Вот подземный мир или верхний мир? Вот как-то в каких-то текстах это не зафиксировано, эти представления? Это зафиксировано у нас в мифологии, но в большей степени именно в шаманских традициях. Есть очень точная локализация его местонахождения на границе среднего и нижнего мира у реки Эндикит. Эндикит – это река, соединяющая все миры. И вот он является самым сильным помощником шамана. И более того, не каждый шаман имеет возможность, право к нему обращаться. Только самый сильный, пожалуй, потому что это
ну, в некотором роде, может, даже и чудовищем можно назвать, настолько оно могучее, сильное, и для простого ивенка оно как вот сверхъестественное что-то. Но вообще саму природу я уже в докладе пояснил. Дело в том, что такие образы, они обязательно остаются в традициях, либо, ну, чаще всего мировоззренческих, либо в традициях устного народного творчества. И мамонт, он для всего человечества на определенном этапе истории был важнейшей фигурой, это был кормилец попросту. И именно поэтому образ мамонта в таком реликтовом, черты, вернее, этого образа в реликтовом архаическом виде перенесены на другой объект ивенкийского мировоззрения, на лося. И поэтому в образе мамонта совмещены черты лося и черты водного существа, налима, как правило, вот, к примеру, у амурских ивенков. Ну, этот мамонт имеет много названий, ну, чаще всего Хели, Хелир, Калир или Дотур даже, и его изображают по-разному. У восточных ивенков наиболее, как я сказал, характерно изображение этого существа со смешанными чертами водного, земного и потустороннего. Очень большое спасибо за такой подробный ответ. И я бы хотела спросить у вас, а у вас нет публикации, посвященной конкретно образу мамонта в фольклоре, в традициях ивенков? Просто много очень параллелей вот с корякской культурой. И было бы, если бы была публикация, то можно было бы как бы опираться на это. Образу мамонта я специально внимания не уделял, но так или иначе в разных публикациях рассматривал. К примеру, должна скоро выйти статья, посвященная вот конкретно этому запеву и кенепке, где мы все на основе лингвистических сведений, на основе мировоззрения и взаимосвязи с другими науками расшифровали этот запев. А также этот запев вот в книге, посвященной историзму фольклора, которая в 2018 году вышла, и чуть ранее, по-моему, в образах. Если хотите, я вам ссылку пришлю, где посмотреть. Да, буду очень благодарна. Ну, мы потом тогда как-то свяжемся. Но и если будет статья, вот, посвященная конкретно образу мамонта, мне кажется, многие вот исследователи, которые занимаются культурами народов от Сибири и Дальнего Востока, ну, могли бы оттолкнуться вот от того, что вы вот сейчас вот говорите, если это в статье бы, но я просто вот вижу, сколько параллелей, как можно было бы показать вот уникальность, вот я даже представляю себе в корякской культуре, на сопоставлении вот с ивенкийской, если бы вот в статье это было бы выражено, очень интересно было слушать и просто, ну, подталкивает к размышлениям и к исследованию. Спасибо большое за такое вот погружение в культуру. Спасибо, Александр Николаевич, за интересный очень доклад, подробный. Желаем вам опубликовать свое исследование, и чтобы это было доступно и другим исследователям, потому что такие уникальные концепты сибирские нужны всем. Спасибо. Следующий у нас докладчик Подпод Римма Михайловна из Белоярска с докладом «Образ маленького дома в фольклоре казымских хантов» по материалам полевых исследований. Римма Михайловна, пожалуйста. Меня видно, да? Да, слышно меня? Хорошо, очень громко. Да. Ну, теперь... Да. Приветствую всех. Я хотела бы рассказать о образе маленького дома в фольклоре казымских хантов. Записью фольклора казымских хантов я занимаюсь более 10 лет. Нами опубликованы фольклорные сборники на 2 языках, также детская книжка на материале фольклора с переводом на русский и английский языки.
Фольклор, заключая в себе сведения о языке, культуре народа, о традиции и быте, является универсальным источником информации. Личные песни казымских хантов записываются нами, начиная с 2004 года. Запись песен цикла «Медвежьего праздника» осуществляется с 2010 года. На материале собранного нами фольклора был опубликован ряд научных статей. Таким образом, так дом рассматривался нами на материале личных песен, на материале песен из цикла «Медвежьих игрищ», на материале загадок. Дом относится к числу всеобъемлющих архетипических образов с незапамятных времен, функционировавших в человеческом сознании. В фольклорной модели мира хантов дом рассматривается как место обитания субъекта, является центром мироздания. Это место, где начинается и заканчивается жизнь. Дом является перевалочным пунктом на пути героя. В хантыйских сказках дом героя обычно находится где-то далеко в лесу, в уединенном месте. Например, в одиноком краю с божественными деревьями, в отдельном краю с божьими деревьями. Ай мощная, живущая в одиноком селении, в отдельном селении. Вдруг посреди лиственничной рощи из длинных лиственниц, из длинных елей дом стоит. Дом в виде чума также может находиться и в тундре. Около тундры без деревьев, тундры без трав, из тонких жердей в жердяном доме сидит. Посреди тундры остроконечный хороший чум я тоже изготавливала. В одиноком лесу стоит маленький домик. Присматривается, а впереди маленький домик, дым из трубы идет. А иногда самого дома даже не видно, только дым идет из закопченного пня. Если смотрит, впереди искры из закопченного пня летят. Маленький размер дома героя передается через образ шишки. Адес көрдің ай мощный, адес көрдің ай тонны, карын ногыр суатай хот, үңхін ногыр суатай хот, нанк юхын ален оз пыш, карты нырпи, карты ветра выль, по весним уңаса никмен. Ай мощная, живущая в одиноком селении, в домике, величиной шишку, в домике, величиной со смолистую шишку, дверь, сделанную из лиственницы, открывает, берет с железными дужками 2 ведра и идет по берегу, на берег Аби, обрушенный сотней водных чудовищ. Этот домик может быть также из мха и земли. Стоит на том месте, где она потеряла брата, маленький домик из мха земли. Из мха земли маленький домик стоит. Тебя туда чай пить позовут. Ты не останавливайся, дальше езжай. Из травы, из прутьев также домик может быть. И муфтин, нухверлес, повощидзе, шу торнов ход, шу варс ход, ход один, шу урганц. Наконец проснулся, пощупал рукой. Оказывается, его дом из прутьев, его дом из осоки, в своем доме лежит. Изо льда, из снега может быть домик.
С одной стороны стола сел снежного дома, ледяного дома и Михаил, а с другой стороны стола сел он из песка. Кинет, вантый, сей хотен выльты, хиш хотен выльтыхо, хёш хотен выльтыхо, ян хотен выльтыхо и Михаил. Тут после чему да куда юма, ван садде, вынцой арью хотел. Мой Адам тут, мой вычетом тут, вышел Еланики на улицу и видит у Михаила, живущего в песчаном доме, живущего в снежном доме, живущего в ледяном доме, дым из трубы стал таким густым, видит между деревьями огонь то ли человеком зажженный, то ли природой зажженный огонь виден. В песчаном доме, в доме из песка живущие двое. В этих маленьких домах живут положительные герои сказок. Например, Михаил, Мощная и другие герои, которые в конце мифологических сказок становятся божествами, духами-охранителями определенных территорий. Мы рассмотрели образ дома, представленного в сказках. Он стоит в уединенном месте, часто в лесу, иногда в тундре. Его часто не видно. Он врос в землю или сделан из земли, из льда, снега, песка. Также его маленький размер передается через образ шишки. Маленький дом – это хороший дом для человеческого жилья. И сказочные персонажи тоже живут в маленьких домах. Небольшой добавлю, что большие дома обычно в них живут мянки, это отрицательные герои, персонажи сказочные, ялани. И большие дома также нужны для проведения медвежьих. А вот для человеческого жилья и для жилья сказочных героев самым хорошим домом является маленький дом. Спасибо. Я закончила. Римма Михайловна, пожалуйста, вопросы. Интересный концепт дома в хантыйской культуре. Есть вопросы или нет? Можно, Татьяна Александровна, хотите задать? Угу. Римма Михайловна, большое спасибо, очень было интересно слушать. Скажите, пожалуйста, нет ли такого сюжета, когда герой попадает в маленький дом и оказывается, что этот дом изнутри ему кажется большим? Вот этого контраста в хантыйских сказках. Да, такие сюжеты тоже есть, но в данном случае я просто рассматривала, именно маленький дом рассматривала. Конечно же, есть очень много таких образов дома, где сначала он заходит в маленький дом, а внутри он как озеро, есть такие сюжеты. Там стада оленей могут быть, стада коров, быков и так далее. То есть вот такая вот метаморфоза бывает. Заходит в маленький дом герой, а оказывается он совсем не маленький. Знаете, было очень интересно, что в традиционной культуре, вот как я поняла, вот образ маленького дома связан с такими положительными коннотациями. И интересно, что в современном мире так трансформировались эти идеи. Сейчас маленький дом скорее ассоциируется с теснотой. А там вот маленький положительное, это что? Это что? Вот маленький. Что еще положительного можно сказать про этот маленький дом? Вот. Конечно, если говорить о, маленький по размеру дом и большой по размеру, да, но традиционно, конечно же, ведь люди жили в лесу, в уединенных местах, и большой дом было труднее отопить, если говорить о таком аспекте, да. Но на самом деле, я думаю, что в сказках и в песнях, вот в личных песнях, в медвежьих песнях, чаще всего это такая метафора.
И но вот во многих исследованиях вот этот суффикс «ие», «хотие», он, ну, так же, как в русском, дается как уменьшительное, да, «домик», то есть маленький по размеру. Но на самом деле я считаю, что в хантыйском варианте это означает больше, ну, милый, хороший дом, да. И это все-таки больше метафора, вот именно маленький дом, да. Хотя по материалам личных песен там оказывается, что тоже чаще поют, что именно «айхотием», «ем айхотием», «хороший маленький мой дом». Хотя часто тоже вот в личных песнях часто о высоте дома, ну там есть специальные тоже такие обороты, когда передают там вот такой-то величины дом. Ну и в сказках тоже есть «кипельки», «няжат», «кимбельки», «ветня». Но если изнутри 4 сажени, если снаружи 5 саженей дом возник. То есть размер дома тоже есть определенные такие обороты, которые передают именно размер дома. То есть не маленького, возможно, большого. Вот. Ну, и у меня есть несколько таких статей, которые эти все ну, то есть обороты привожу я их, анализирую. Спасибо большое, очень интересно, такой богатый концепт, да, Да, вот дома, очень насколько интересный, насыщенный смыслами. Также интересно, что дом это вообще обозначает жилище и чум, да, и сказочное какое-то там строение. Очень интересно, спасибо. Следующий у нас докладчик, наверное, будет, мы поставим Татьяну Александровну Голованеву из Новосибирска, нашу коллегу, с докладом к вопросу об универсальности мотива. Чуть-чуть, изменили, да, чуть-чуть. Название? К вопросу об универсальностях мотивов, ну, конечно, я не буду даже говорить, что это мотивы, это скорее не мотивы, а темы, наверное, потому что тут не всегда будет предикат, то, что строго необходимо для мотива. Но какие-то универсальные составляющие заговорно-лечебного заговора попробую сейчас представить. Начну с того, что лечебные заговоры можно определить как вербальные апотропиические формулы, предназначенные для исцеления заболевшего. Единой структуры заговорного текста, в равной степени присущего разным этническим культурам, не существует присущей единой структуры. Однако, независимо от национальных традиций, прагматическая функция лечебных заговоров универсальна. Она направлена на исцеление больного. Но это очевидная универсалия. Да? В различных, не связанных между собой культурах обнаруживается сходство, которые в тех случаях, когда межэтническое взаимодействие исключено, могут быть объяснены только наличием культурных универсалий. К таким универсалиям относится вера в защитную силу заговорного текста. Материалом исследования у меня доклад построен на сопоставлении двух генетически не связанных этнических традиций, взаимовлияние между которыми было минимально, это корякская и славянская. Причем славянская только по опубликованным материалам, я не записывала славянские тексты, но их опубликовано настолько много, очень богатый материал, очень много исследований, что очень удобно пользоваться, очень большой фонд и позволяет привлекать славянский материал в качестве сопоставительного материала. А корякские тексты, несколько текстов опубликовано, и часть текстов хранится в архиве, еще пока не опубликовано, Института филологии, были записаны сотрудниками нашего института. Заговорная традиция коряков, одна из наименее разработанных сфер фольклористического исследования, очень мало изучены, очень трудно их зафиксировать. И даже в тех случаях, когда мы, ну не доподлинно, но можем предполагать, что наш собеседник знает заговоры, и собеседница говорит о том, что она ими пользуется, тем не менее очень сложно уговорить человека рассказать этот заговор, потому что табуированность сохраняется до сих пор, и это может быть тоже одной из универсальных таких свойств, хотя если мы смотрим на славянские публикации, может быть,
сама вот культура передачи традиций и вот взаимодействие исследователей и носителей традиций как-то вот повлияло, что знахарки стали рассказывать исследователям, вот в Омске много таких исследований проводилось, когда получалось собрать очень богатый архив с текстами, несмотря на то, что заговорная традиция, в принципе, табуированная традиция, тем не менее, может быть, так изменились уже, изменилось и отношение немножко к этой традиции. Но вот с корякским пока не получается так вот у нас записывать, чтобы много было записей. Но те записи, те несколько записей, у нас 13 записей, которые есть, они позволяют все равно увидеть какие-то устойчивые моменты. Потому что структура, вот на этих 13 текстах, структура корякского заговора очень четкая. Там это представляет собой нарративный сюжет, текст, и сюжет следующий. Ребенок, сын или дочь главного создателя Кутканяку заболел, чем-то, называется в заговоре «чем заболел». Дальше отец, сам вот этот главный ворон, Куйканяку или старик, отправляется в путь, добывает исцеляющее средство, приносит его домой, и после применения исцеляющего средства больной вот сын или дочь выздоравливает. Значит, какие универсалии, мне кажется, присутствуют? Одним из универсальных принципов заговорной традиции является апелляция к сакральным персонажам, которые выступают в функции помощников, целителей, избавителей от болезней. Вот в славянской культуре это очень четко видно, это образы Иисуса Христа, Богородицы, святых, а также языческие образы славянской мифологии. И очень совершенно это четко видно, что в славянских заговорах подчеркивается, что исцеляющая сила исходит от сакрального героя. Не я тебя лечу, а Господа Бога прошу. И много таких вот заговоров очень. К рабе Божией имя рек не сама я приступаю, приступает сам Господь Иисус Христос и Пресвятая Мать Богородица. Но примеров очень много. И интересно, что для корякской, конечно, христианское влияние, минимально, практически его вообще нету. В текстах мы это вообще не видим. И тем не менее, обращение к сакральному персонажу очень четко прослеживается. И там в функции сакрального персонажа выступает вот ворон-человек, человек-ворон, вот Кутканяку или Уйканяку, старик-создатель. И весь заговор строится вокруг именно этого образа. Я не владею сама корякским языком, только записываю и, как могу, расписываю с носителями корякского языка, поэтому я буду читать по-русски некоторые фрагменты из заговоров. Вот прочитаю. Сын создателя и Миты, это его жена создателя, сказал, рука нарывает. Вот с этого начинается заговор. Или сын Миты заболел ногами. И вот создателя сын заболел ногами. Все, с этого пошел. Сыну, старик, что тебя одолело? Сыну плохо, умрет, может быть, даже. Следующий пример. Дочка не поднялась после сна. Кутканяк пустился в путь. Априори предполагается, что дочка – это дочка вот этого первого человека, человека-ворона Кутканяку. И вот с этого начинается заговор, действие заговора. Так, дальше. В славянских заговорах одним из устойчивых элементов, насколько я смогла посмотреть по публикациям заговорного текста, является произнесение имени того, кто нуждается в помощи магических сил. И вы знаете все эту формулу имя рек, да? Если Бог поможет, то я помогу рабу Божьему, имя рек, Пресвятая Матушка, Богородица, помоги. Очень много таких примеров. Я была уверена, что от этого можно, наверное, ждать универсальности этого мотива. Оказывается, что в корякской заговорной традиции это просто совершенно исключено, и для меня это такая загадка, потому что, казалось бы, надо ввести имя реального больного в текст, чтобы произошло это взаимодействие. Мне вот эта славянская традиция, может быть, по этническому признаку более понятна, но вот в корякских заговорах четко разделяется, все-таки это разделение есть, и имя реального больного не упоминается ни в одном из заговоров, этого нету. Об универсальном мотиве можно говорить, не мотиве, теме, можем так сказать. Это тема перемещения пути сакрального персонажа.
но здесь уже может быть как мотив, потому что здесь уже есть предикат. Если сакральный персонаж перемещается в другое пространство для того, чтобы ну вот как-то началось, даже не всегда для того, чтобы найти исцеляющее средство, вот это как раз характерно для корякской традиции, а в славянской, насколько я поняла, вот само движение сакрального персонажа, оно уже моделирует вот эту вот ситуацию, которая будет иметь исцеляющее воздействие. Примеров очень много, вот можно вот на любой странице открывать. Шел сам Иисус Христос, шел Господь с небес с острым копием, первым разом, добрым часом идет Божья Мать по золотому мосту, и шла Мать Пречистая по полю чистому. Вот этот мотив движения сакрального персонажа востребован в заговорной традиции, он также востребован и в корякской. И здесь, но очень четко в корякской, для чего идет этот сакральный персонаж, я приведу примеры перевода на русский язык. Потом вышел Создатель, небо все осмотрел, пошел Создатель в тундру, старик в потусторонний мир проник, Куткуняк упустился в путь, чтобы принести выздоровление. Вышел Куткуняку, вышел старую воронью-куклянку, железной палкой для одежды отряхнул и ушел в другой мир. Вышел Куткуняку в темном месте, вытряхнул свою воронью-куклянку, потом отправился в другой мир. В корякских заговорах подчеркивается запредельность, недосягаемость пространства, где имеется средство, за которым отправляется Создатель к Куткуняку. Приведу пример из текстов, записанных Жукова, еще в 1988 году этот текст был записан. «Всю землю Куткуняку прошел, только один край земли остался». Он идет за исцеляющим средством. Наконец устал, ползком пополз. Ну что ж, последний край земли пройду. Если ничего для излечения не найду, больше негде мне искать. Всю землю прошел я, пришел на край земли. Дальше еще другой пример. На стороне рассвета достиг Создатель большой сопки, стал взбираться на сопку, потом забрался на вершину. Один пучок травы там торчит. Еще один пример. Под землей с мерзлыми корнями пройди, под корнями мерзлой кочкой пройди, под толстым слоем земли пройди. Актуальной для заговорной традиции является контраст ментальных перемещений, недосягаемый верх и бездонный низ, запредельные горизонтальные пространства. И мне кажется, что здесь влияние архетипических образов, как пишет Карл Гюстав Юнг, все мифологические взлеты и падения следуют из первобытных психических явлений. Транс обычно связан с повествованиями о путешествиях на небеса или в ад. Все это подлинные психические явления, которые до сих пор наблюдаются в измененной форме. И вот мне кажется, вот с этим связана вот эта востребованность вот этой темы движения пути сакрального персонажа. Дальше, как мне показалось, на основе сопоставления к универсальным можно также отнести значимость стороны рассвета и стороны заката для исцеляющей вот практики, для заговорного текста. В славянской заговорной традиции очень много, сколько я посмотрела по публикациям, апелляция к образам зари, как девы зари, которая покровительствует, оберегает человека. Вот я приведу прям пример один. «Господу Богу помолюся, святой пречистой поклонюся, и зорам зорницам, Господним помощницам, и станьте приступите, дух мой полюбите». В славянском, меня удивило по сравнению с корякским, что в славянском заговорном тексте призывы к утренней или вечерним зорям могут следовать друг за другом, это не вызывает никакого конфликта. И наоборот, охватывается полнота суточного цикла. Каждая из зорь в свой черед должна помочь исцелению. И утренняя, и вечерняя заря, они помогают. Заря вот как помогающая сила. Вот приведу пример. Утренняя заря Дарья, вечерняя Марьяна, возьмите все крики зыки, или еще вечерняя заря Мария, утренняя Пелагея, полуночная Марьяна. Вот здесь-то как раз-таки контраст идет с корякской традицией, потому что у них очень жестко разграничивается утренняя и вечерняя заря. До сих пор очень соблюдается, если делает жертвоприношение, бескровное жертвоприношение инелвет, это одна из констант корякской культуры, на этом держится очень много. Вот приношение неким высшим силам.
всегда обязательно отслеживается, в какое время это делается. И сколько мы вот разговариваем с нашими носителями, то есть до полудня это одни силы, а после полудня лучше вообще ничего такого не делать, потому что не обнаруживать себя перед теми силами, которые связаны со стороной заката, с закатом, и такое очень осторожное отношение к времени заката. И лучше не вступать в контакт. Хотя есть по разговорам есть люди, которые берут на себя эту функцию, но вот среди наших исполнителей даже не хотят говорить об этом, чтобы ничего не будить, чтобы ничего не накликать, так бы можно было бы сказать, на себя. Вот. В стороне расцвета по сюжетам корякских заговоров находится исцеляющее средство, и это очень четко видно. Приведу пример с переводом на русский язык. Потом в переводе на русский язык. Потом Создатель вышел, все небо осмотрел, потом улетел к рассвету, потом большая сопка путь преградила, на стороне рассвета достиг большой сопки. Другой пример. Опять на рассвете, на стороне рассвета достиг мохнатого старика. Там он от него берет это волшебное средство. Еще один пример. Пошел Кутканяку дальше, смотрит, нерпа лежит на животе под другим миром, под миром рассвета, пойду туда. И там он как раз-таки и находит это исцеляющее средство и приносит его. А вот в сторону заката Кутканяку уводит болезнь. И интенция такого заговора состоит в том, чтобы отогнать персонифицированную болезнь подальше от человеческого жилья, вот как раз-таки в сторону заката. Это же вот эта тема характерна и для славянских заговоров, то есть достаточно вообще отогнать болезни. Только я не нашла примеров именно в сторону заката, а как можно дальше. Персонификация болезни. Вот персонификация болезни, я не буду говорить, что для всех заговоров, но как вот элемент, как возможный элемент структурирования заговорного текста, в принципе, наверное, можно считать универсалией. Вот я приведу из славянских заговоров примеры. Все скорби болезни, пойдите в лес трущобу, ложитесь в гнилую колоду, разойдитесь, колоте и боли, глаз во чистополе, в широкое раздолье, в дремучий лес. Мотив изгнания болезни в запредельное пространство также отмечен и в корякской культуре. Там Куйканяку уводит супружескую чету, которая приносит головную боль, в сторону заката, для того, чтобы она больше туда не возвращалась. И вот это вот мотив изгнания болезни в запредельное пространство, он, вероятнее всего, связан с персонификацией, с древнейшим представлением о персонификации болезней. И в славянских заговорах эта персонификация иногда прям буквально вот присутствует, потому что есть обращение прямо к болезни. Рожа, рожа, тебе здесь не бывать, красной крови не пить, белой кости не грызть, иди во чистополе. А вот в корякских заговорах вот такого прямого обращения нет, и мне кажется, это тоже связано с тем, чтобы не будить эту силу, а может быть, у нас не хватает текстов просто, поэтому мы не можем сказать. Но в мифологических рассказах однозначно есть образы, которые позволяют говорить о том, что болезнь представлялась как персонифицированная сущность. И вот я из мифологического рассказа приведу фрагмент, тоже в переводе на русский язык. Нинвиты — это такие злые духи, да? Нинвиты, злые духи, стали говорить: эх, вот бы сейчас люди пришли. Один нинвит — головная боль, другой — желудочная боль, еще один — колики, все по разным болезням, все имеют имена. И человек подслушивает, что они говорят. На этом сюжет строится. И в корякской мифологии, в отличие от славянских заговоров, нет ни одного примера диалога с болезнью. А вот в славянских заговорах диалог есть, и это интересно очень. Иногда прям сам заговор строится как диалог с болезнью, которая изгоняется. Вот. Но вот для корякской это не характерно. И далее
как одним из универсальных вот тоже мотивов, вот то, что вынесено как раз-таки в заголовок моего доклада, может быть мотив, ну вот тоже уже не знаю, насколько это мотив, как тема загрызания болезни, вот, уничтожение болезни. И это связано с... Вот это уничтожение связано с активностью зооморфного персонажа. Животное, птица, зверь, рыба, обладающая магической силой, заклевывает, закусывает, забивает болезнь. И славянских примеров много таких. Прилетит птица с железными носами, посекет, порубит на мясные части. Еще один пример. В океане и море есть щука берлуга, медные губы, железные зубы. Схвати с младенца, рабы Божий, имя рек, великую хворь, великую болезнь, всякую болезнь. Щука белуга, чугунная голова, оловянные глаза, жрала прижелала, жрала не отпускала скорби болезни и дальше. Вот. Среди магических атрибутов знахаря упоминаются зубы животных, которые являются действенным средством не только уничтожения болезни, но и предохраняющим оберегом. И даже вот в западносибирской славянской знахарской практике до сих пор устойчиво сохраняется представление о том, это я из монографии вот Москвино взяла, что знахарь теряет магическую силу вместе с утратой зубов. Это было очень интересно. И вот здесь вот тоже рассказывается о том, что одна из знахарок отказывалась сообщать тексты заговоров собирателям, обосновывая свой отказ следующим образом: пока впереди зубы целы, никому не скажу, выпадут, перестану лечить, тогда передам. И вот этот мотив загрызания болезни, он оказался востребован в корякской заговорной традиции, и там по одному из сюжетов страдающему от кровоточащей раны ребенка отец, вот Куйконяку ворон, приносит черную собачку, которая загрызает эту рану, и кровь останавливается. Вот таким образом. Могу прочитать. Не можешь... Он ее пытается поймать, эту собачку, она ему говорит: не сможешь, Куйконяку, поймать меня, я кусачая, говорит черная собачка. Потом арканом поймал ее, положил в рукав. Вот Миты ребенку средство для излечения. Сюда в рукав сует, сына или дочку сует, тут эта собачка начинает кусать, закрывает рану. И вот этот вот момент загрызания, поедания болезни, связанный с актуализацией зооморфной природы персонажа, возможно, восходит к представлениям о доминировании звериного начала, от которого в какие-то моменты человек начинает ощущать, с которым в какие-то моменты человек начинает ощущать свою связь и зависимость от этих сил природы. И, ну, в общем-то, я только сделаю вывод небольшой. Сопоставление славянских и корякских заговоров в текстах, принадлежащих двум исторически, генетически не связанных между собой традициям, позволяет, ну, как-то наметить некоторые устойчивые моменты схождений. Ну, в частности, это апелляция к сакральному персонажу, упоминание которого должно иметь целебное воздействие. Дальше тема пути сакрального персонажа или знахаря, при этом особенной силой обладает пространство, время рассвета и заката. И персонификация болезни, что связано с древними анимистическими представлениями. И также одним из универсальной темой, возможно, является и вера в вера в воздействие зооморфных элементов, как то зубы животного. И вот, может быть, вот, опираясь на вот эти составляющие, универсальные как раз-таки моменты, появляется надежда на то, что этот текст будет иметь исцеляющую силу. Все. Спасибо, Татьяна Александровна, было очень интересно. Пожалуйста, вопросы. Татьяна Александровна, да? Наталья Константиновна, пожалуйста, вопрос ваш. Просто сказать, хотела просто сказать спасибо Татьяне Александровне. Было очень интересно слушать, и это действительно сопоставлять, потому что я сама в своей практике очень много записывала заговоров, и очень действительно много схождений, и это очень интересно. Спасибо, Таня, большое.
Наталья Константиновна, я как раз вот обращалась вот к книгам, вот записанным в Омске, вот в Омской области, и я как раз, меня очень удивило, что как же вам удалось так разговорить снахарок? Там же есть даже вот элементы вот бесед, просто удивительно, сколько записей. А вы знаете, я могу объяснить, вот в нашей традиции славянской уже вот это, тут сложно объяснить, если настоящая знахарка, с такими встречаешься очень-очень редко, она не идет на контакт, то есть она не передает. Вот ну, знаете, только в крайних случаях ее можно разговорить и к себе повернуть, развернуть. У меня такие случаи были. А вообще-то заговорами сейчас пользуются сплошь и рядом уже не настоящие знахарки, особенно вот загрызанием грыжи. Сплошь и рядом уже женщина, когда вошла в возраст такой пожилой бабушки, она выучила этот заговор, и она сплошь и рядом ходит и загрызает грыжу у младенцев, ну, пока у нее зубы есть, конечно. Вот, поэтому вот это как-то потеряло вот такую сакральность. А раз это потеряло, она спокойно тебе этот заговор передает, тем более есть такое поверье у них, что можно передать тому, кто моложе тебя, нельзя передавать тому, кто старше. И поэтому просто дело в том, что уже не осталось вот таких традиционных действительно знахарей и знахарок. А традиция еще живет, вот более-менее так, ну уже, конечно, видоизмененным, но носителей уже вот таких самых настоящих уже практически нет. Последняя бабушка, 94 года, с которой я общалась, умерла несколько лет назад, знахарка вот такая настоящая, из белорусских переселенцев. Так что вот этим и объясняется. А Вероника Анатольевна занималась, диссертацию писала по заговорам, поэтому вот ее монография и сборник текстов. Спасибо. Еще можно, Надежда Романовна? Конечно, время ограничено, но последний доклад еще должен прослушать. Да? Ну, все тогда. Вы можете мне написать, Таня. Да, спасибо, Татьяна Александровна. Но в завершение этой половины дня мы попросим поставить доклад Бодровой Вероники Игоревны из Барнаула, доклад «Традиционная свадьба старообрядцев Красногорского района Алтайского края». Сейчас кивну. Значимость свадебного обряда в традиционной культуре определяется прежде всего его особой функцией в регламентации семейного быта. Наибольшей сохранностью на Алтае отличается свадебный обряд старообрядцев, что связано с конфессиональными особенностями этой группы сибирских старожилов, а также с большим их удельным весом среди первопоселенцев этого региона. По сведениям Беликова, при Екатерине II до 20 тысяч раскольников было поселено в Сибири, особенно много в Алтайских горах. У Красногорского района очень богатая история. Первые упоминания о нем встречаются в китайских хрониках тысячелетней давности, а первые российские свидетельства датированы концом XVIII века. Село Красногорское до 1960 года, Старая Борда, основано в 1811 году. Развивалось как населенный пункт, образованный из переселенцев, ссыльных, беглых, раскольников из центральных областей России, а позже переселенцев по Столыпинской реформе. По анкетам сельскохозяйственной переписи 1917 года по Бийскому уезду Алтайской губернии наибольшее старожильческое население было в деревне Карагайка Троицкой волости, 114 человек. Об основании этой деревни, ныне поселок Карагайка, существуют противоречивые сведения. Наиболее убедительным является факт, что она основана раскольниками в 1851 году. По данным Булыгина, первое упоминание села Кожа относится к 1857 году. По сельскохозяйственной переписи 1917 года в деревне Кожа Макаревской волости насчитывалось 105 душ старожилов, 42 души из Томской, 32 из Самарской, 17 из Тобольской и 12 из Пермской губернии. Основным информантом по свадебному фольклору Красногорского района является Волосникова Евдокия Анисимовна, 1917 года рождения, из села Красногорское. Она является представителем австрийского согласия старообрядчества. Автором трижды производилась запись этой уникальной исполнительницы
свидетельницы в 1989-90-х годах. В первых двух экспедициях были сделаны аудиозаписи свадебных песен и репортажей по свадебному обряду, а в третьей – видеозаписи. Рассмотрим локальные особенности традиционной свадьбы старообрядцев Красногорского района. В основе исследования лежат материалы экспедиции из фольклорно-этнографического фонда Государственного художественного музея Алтайского края, личного архива автора. У старообрядцев Красногорского района сватовству предшествовали смотрины, когда невеста ставила самовар и угощала сватов чаем, а жених присматривался к ней. Затем он выходил со сважкой, и та спрашивала его, понравилась ли невеста. Если невеста нравилась, начинали разговор о сватовстве. Обязательное для сторожилов Алтая рукобитие или заручение в Красногорском районе отождествлялось с девичником, а запрос отошел к просватанию или сватовству. После сватовства начинались приготовления к свадьбе. Запасали продукты, варили пиво. В доме жениха готовились к снаряжению свадебного поезда, намечали поезжан. В доме невесты в течение 1-2 недель после просватания проходили девичники. В эти дни к невесте, как правило, собирались подруги и молодые женщины из родни, помогавшие готовить приданное. Холщовые рубашки молодым, свекру, свекрови, сарафаны, постельные принадлежности, ткали половики, ткали и вышивали полотенца. Посреди недели, а бывало и каждый день, приезжал жених с гостинцами, вином, пряниками, конфетами, орехами, стряпнёй в корзинах. Он угощал всех девушек, а те припевали его. Типичным для Красногорского района являлся обычай припевания зореньки, когда невеста с подругами ходили по домам с песней «Пизаря, собирая угощения». По информации Жуковой Лукерьи Фадеевны 1914 года рождения из села Карагайка, деды которой старообрядцы, для этого рядились цыганкой. Невеста причитает, а цыганка просит угощения. День накануне свадьбы был важнейшим и выделялся во всем свадебном обряде. Баню, как правило, делали в последний день перед свадьбой. Перед баней вечером мать причитала о невесте, а невеста прощалась с девичьей волей, которую символизировал обычно наряженный веник. Все действия провода в баню и встречи после нее сопровождались причитами. На приезд жениха пелась величальная песня, жених откупался, угощая девушек сладостями и орехами. После этого все, кроме невесты, катались по деревне с песнями на наряженных выездных конях, возили с собой украшенный веник. По воспоминаниям Лукерьи Фадеевны Жуковой, ездят по селу с веником наряженным, 8-10 лошадей запрягут, сзади кошева, дружка лошадей по челке подергивал, жених едет со свахой, а дружка один. Обычно заезжали к жениху, а там их угощали ужином. В селе Макарьевка Красногорского района катались на конях только в банный вечер. По информации Прасковьи Логиновны Русаковой, 1902 года рождения села Карагайка, проживающей в селе Кожа Красногорского района, катались перед баней с веником, украшенным разноцветными бумажками, цветами, лентами. Этим веником потом и парили невесту. Катаясь, пели частушки, протяжные песни. Заезжали к родственникам, и те давали им для бани мыло, полотенце, репейное масло, духи, помаду. Бранье – центральный этап свадьбы. В доме жениха его снаряжали к венцу, собирали свадебный поезд. Когда ехали за невестой, на пути свадебного поезда чинились всяческие препятствия. Дорогу заламывали жердью, и поезжане откупались пивом, чтобы их пропустили. Ворота у дома невесты, бывало, заваливали санями, тоже требуя выкупа. И тут приходилось откупаться. Дружка чаще всего первым заходил в избу, а жених последним. Невесту усаживали за стол, по обе стороны от нее сидели подруги, а также ее брат. Особое действие на бранье – выкуп невесты. Косу делали из льна, украшали ее лентами и бисером, коса лежит на тарелочке или на подносе. Брат или другой младший родственник невесты обычно сидел с плеткой, украшенной лентами, и стучал черенком ее по столу, требуя выкупа. Дружка подносит брату стакан пива, а тот не берет его. У нас дом-то крытый, да гвоздями прибитый, нужно покрыть. Дружка покроет стакан какой-то денежной купюрой, а брат не берет, снова стучит черенком плети, что означает «мало», тот добавляет. Так продолжалось, пока брату не покажется достаточно выкупа. В селе Карагайка существовал очень интересный обычай, который больше не встречался нигде на Алтае. После девка плеть берет и вырежает за шитье деньги. В Красногорском районе было принято девушкам одаривать поезжан, начиная с дружки, за исключением жениха. Подавали каждому стакан, накрытый маленькими штанишками, рубашкой, кисетом, полотенчиком или платочком. Выпив пиво, поезжане клали в стакан деньги мелочью и возвращали его. Подаренные маленькие вещички прикреплялись на груди у поезжан, а на груди у жениха выкупленная коса. После этого девушки начинали выходить из-за стола и старались увести за собой невесту, чтобы жениху пришлось ее снова выкупать. Жених должен был успеть накрыть ее платком раньше старающихся сделать то же самое мальчишек. Когда жених накроет ее платком, тогда заходят за столы поезжане, их угощают, после этого дружка говорит: «Батюшка, родима матушка, просит вас на
наш новображный князь, зайти за столы дубовые, за скатерти браны, за вещи сахарные, благословить свою милую чаду во путь дорогу во чистое поле. Во чистом поле стоит Божий храм, зайди в этот храм повенчаться, с добрым молодцем обручаться. Родители благословляют жениха с невестой иконой, молятся и прощаются. Мать начинала одевать невесту. Как вспоминала Лукерья Фадеевна Жукова из села Карагайка, к венцу невесте одевали венок из цветов с бисером и ленты по спине. Все выходили и садились в кошовки. Кони были наряжены с колокольцами. Дружка обходил свадебный поезд с молитвой, все перетрясал, чтобы убедиться, что ничего не подложили на порчу свадебного поезда. К венцу отъезжали в таком порядке: дружка, полудружья, жених со свахой, невеста со свахой, воевода, бояре и все прочие. А к жениху после венца молодые ехали вместе. Когда молодые отъезжали к венцу от дома невесты, брат ее, повозник или постельная сваха, везли в дом жениха глухой воз, приданное невесты, где его выкупали родственники жениха. Перед каждой дверью приходилось откупаться, чтобы занести невестин кузов. Свахи и дружка наряжали горницу, развешивали настенные полотенца, расстилали скатерти по несколько на один стол, но так, чтобы их все было видно. Раскладывали перину с потником, одеяло, подушки, околотки, прошвы, простыни вышитые. Иногда место для постели уряженной радихи, то есть беременной женщины, выкупали вином. Зеркала украшали полотенцами, одно повыше, другое пониже, и самодельные бумажные цветы с венка невесты на зеркало клали. Окручали невесту во время совершения брака в моленном доме. Свахи заплетали 2 косы, укладывали их вокруг головы, надевали женский головной убор шашмуру. После того, как молодых брачут, в доме жениха начинали отводить столы. Сначала столовали свахи и дружка, затем гости с жениховой стороны, после них со стороны невесты. Затем свахи и дружка провожали молодых на покой. Они же и поднимали их через несколько часов или утром на следующий день. Под клеть рубаху невесты клали на показ. В Красногорском районе рубашку невесты носили и всем показывали. Если невеста была честной, били посуду. Жених благодарил родителей невесты, а если нет, на поднос ставили стаканы без дна и наливали в них. Дружкин стол утром на второй день. Если невеста честная, на стол выносят все кушанья, унесенные в другую комнату. Утки, гуси на столе цветками бумажными украшали. Красный бант на стакане подают родителям невесты, если она чиста, а если нет, хомут одевали им, давали стаканы подпиленные без дна. На второй день родные молодой дарили родственников молодого. В дом молодой ездили отводить блины. Гостям подносили стопки с особым приговором, который был записан от Евдокии Анисимовны Власниковой. После этого бросали деньги на ссор, а невеста подметала и собирала их. Бывало, что когда дометет уже до порога, кто-нибудь наберет в передник соломы и снова в передний угол вытряхнет, снова начинают бросать мелочи, снова собирают. Затем дружка приглашал к себе в гости, за ним полудружья, а потом уже и другие поезжане. Гуляли сначала по родственникам жениха, затем по родственникам невесты. Не меньше недели гуляли свадьбы. Свадебный песенный фольклор в Красногорском районе представляет собой целостный цикл. Общими моментами опевания являются влечение жениха на девичнике, баня, припевание зореньки, отправление и встреча свадебного поезда, выкуп косы, проводы к венцу и встреча от венца. В данном свадебном обряде акцентируется и больше обыгрывается этап бранья, а песни в основном направлены на припевание невесты. Особыми обычаями в селе Карагайка являются вырежение подругами невесты денег за подготовку приданного после продажи косы, одаривание поезжан маленькими вещичками на бранье с прикреплением их на груди, выкуп места под приданное ряженой радихи. Очень интересны приговорки дружки на отъезд к венцу и на блины. Таким образом, традиционная свадьба старообрядцев Красногорского района представляет целостный цикл с определенным кругом свадебных песен и своеобразной драматургией взаимодействия с ходом свадебной игры. В основных моментах она совпадает со свадебной обрядностью старожилов Алтая, а также с традиционным свадебным обрядом старообрядцев-поляков Солонешинского и Третьяковского районов Алтайского края. Ну, сейчас мы прерываемся на обед. С часу до 2 начнем следующую сессию, то есть заседание, да, в 2 часа. Спасибо.
muallimler, kadirli sanat hem ustaları, Büyük Ural iline Башкортостан укыткан Байнар һәм күптән күп сәлам илгә. Дорогие ученые, дорогой меджлис, дорогие мастера слова и мелодии и дорогие служители великой душе народной, огромный вам привет из страны Урал-Батыра, из Башкортостана. Приветствую. В древней башкирской песне говорится: Урал таударынан Алтайгаса ейіліп ята башқұрт далаға. Ерларын көп менің, көйлерін көп, әйді ерла башқұрт балаға. Самого Урала до Алтая тянется степь башкирская. Много мелодий и много песен у тебя. Пой же свои песни, дитя Башкира. Земля сибирская крепится на тысячах костей башкирских батыров, лучших башкирских старшин, которые с 1660-х годов до 1956 годов засылали в Сибирь на каторгу. Каждое подавление восстания сопровождалось ссылкой в Сибирь самых лучших сыновей из семей мул, батыров, старшин, учителей, провидцев, целителей и так далее. Поэтому земля сибирская, она святая. Костей башкирских батыров, лучших башкирских старшин, которые с 1660-х годов до 1956 годов засылали в Сибирь на каторгу. Каждое подавление восстания сопровождалось ссылкой в Сибирь самых лучших сыновей из семей мул, батыров, старшин, учителей, провидцев, целителей и так далее. Поэтому земля сибирская, она святая, святых. Она крепится на огромном власти и культуры, и духовного богатства башкирского народа. Одна из песен, самых сложнейших, считается «Буранбай». Его сослали в Сибирь по ложному навету, что он присвоил народные деньги. Был он очень образованным, высокодуховным человеком, владел арабским, фарсийским, естественно, башкирским, владел русским языком и очень был любимым в народе, любимой личностью, обожаемой личностью. И вот эта песня, сочиненная им же, она как звучит, это гимн. Я, исполняя эту песню народную, возношу великую молитву костям наших башкирских батыров. Пусть она будет как песня поминовения, как песня памяти. Oh
Письма Буранбая, до письма Буранбая листки. Читая письма Буранбая, навзрыд рыдают в деревне старики. Вот это перевод этого текста. В 2011 году Всевышний подарил мне огромный дар и доверил огромный дар, возбудив генетическую память башкирского народа в лице Асми Инай Усмановой, 80-летней. Я у нее записала эпос «Урал-Батыр» в исполнении, в живом исполнении. В течение 2 часов почти что она исполняла эпос «Урал-Батыр». И самое чудесное, я записала у нее 4 мелодии, которые считались безвозвратно утерянными. Это событие огромной важности для исторической, фольклорной, духовной репутации башкирского народа, потому что великий эпос «Урал-Батыр» по своей архаичности, мифологичности считается одним из самых древнейших среди всех тюркских эпосов, где сохранены идеология борьбы жизни и смерти, зла и добра, справедливости и лжи, и утверждается великая идея вечной жизни, воплощающейся в добродетели, творении добра. Начиная с сотворения мира, заканчивается эпос великой заповедью Урал-Батыра «Творите добро, в огне не горит добро, в воде не тонет добро» и так далее. Сейчас я короткий отрывок вам исполню из ее репертуара, напевные части. Үлемде табып өлтіріп, деюлерді бітіріп, дүнияны байман қылырға, дүнияны хайран қылырға, сыққан Урал-Батырға ярдам етірге тілеп, Хомай Хүмейрә уға үдінің вәғәдәһен әйтә. Ақболатты бүләк етірге уйлай. Хомай Хүмейрә обещает Урал-Батыру подарить Акбузата. И напевным текстом говорит вот так. Утқа düşey olmazday, hava düşey batmazday, елден таудан ürkmezday, таудан таштан ürkmezday, ир егеттен бүтәнде үзенә тиң күрмәсәдәй, Акбузатым бар минең, Акбузатым бар минең. Күктә туып, күктә үскән, ергә туган еймәгән, әзрәкәнең диюе, мең ел куып тотмаган, әсәемдең бүләге, иңә биргән йөрәгем, Акбузатым бар минең, Акбузатым бар минең. Оҙон ҡалған сәстәрен елберҙәтеп, асыҡ зәңгәр йәшел күҙҙәрен ихлас асып ҡарап торған Урал-Батырға Хомай Хүмәйрә Булат ҡылысын вәғәҙә итә. Йөҙөн һис тоталмаҫтай, һис кемгә кәре ҡалмаҫтай, енде йүҙән башҡаға һис кемгә кәре ҡалмаҫтай. Утҡа ҡаршы ут булыр, һыуға ҡаршы һыу булыр, һыу булыр. Булат ҡылысым бар минең, Булат ҡылысым бар минең. Акбулаттың шартын тотоп, атаһының кәңәшен тотоп, Хомай Хүмәйрә Акбузды майданға саҡырырға була. Тик Акбулат Урал-Батыр һайлап Хомай Хүмәйрәгә һайларға тейеш була.
Һәм бына ошонда Акбулатты мактый. Это воспаление коня Акбузата. Сложнейшее явление, когда появляется как бы эпос в эпосе. Воспаление Акбузата коня. Başına yügenek eğilgen, hırdına yeri halıngan, yerinin kaşına bulat kılası halıngan, kılasının kınaltın, yügeninin koşaltın, yügeninin koşaltın, ayılları katı altın, dağaları nısaltın, dağaları ısaltın da ülenge yer altın. Uşarlanı başı git, unga karalan, udiletin bulhan deyip, batır yigiti haylagan, kulağın bezde kalağan, yalın kızday tarağan, eydirhen de moylagan, eydirhen de moylagan. Karsıga duşlar gıyır, Otkulukтай иrinli, harın alay adavlı, Ажда haylan tamaklı, Үткер қалас tırnaklı, İki sikir buluttaydı, Onun iki kanadı, İki sikir buluttaydı, Onun iki kanadı. Koyun gülü üttür gül, Urayı kuş yana kız, Halı oyuna bir kılas, İten gitir bir kurgaz, İten gitir bir kurgaz, İten gitir bir kurgaz. Ey ho, ey ho. Aldır gülü gülündey, Gülü bebeğin sılatır, Yelhe kuşta yelpenip, Arkadan san oynatır, Oğlu ayğın kalktıla, Men heyep yaş iritir, Oğlu ayğın kalktıla, Men heyep yaş iritir. Bana şunday akı bulat, Göz görmegeni tulpar zat, Bana şunday akı bulat, Göz görmegen tulpar zat. Ey ha, ey ha. Yolda bulup adılıp, Gökte koyun oynadır, Şonkar bulup albınıp, Bar dünyanı hayran edir, Bana şunday ak bulat. Dingil havan şavlatır, şişmelerde tuktatır, şişme havan saltıratır, şişme havan tuktatır, Güldün havan oynatır, bana şunday akı bulat, Göz görmegen tulpar zat, Yerine gelip düşkün dey, Olmaydan beri ağzına gelir başın, eğen dey. Yahu, yahu. Şişme sıltırıp ağladı, Dingil şağlap kıradı, Dingil tınısı yatadı, Kamışlıkta şırılıkta, Handu astır hayraydı, Bana şunday akı bulat, Göz görmegen tulpar zat, Yerine gelip düşkündey. Omay Hümeyre, Akbulat'ın ülpe sesinden yine algan da, Atın matur edip kaypagan da, Başı muyununa kalgan de. Bozuldun
слушайте. Следующая музыкальная композиция. Спасибо. Следующая музыкальная композиция, то бишь народная песня, бурятская песня, будет, скорее всего, застольная, которая в основном исполняется на свадьбах, на торжествах, на больших массовых праздниках. 텐데린 어들노 텐데에 말하다느라 오셔르흔 도대케에 말하던 여성들에 소갈아야라다 반젤데 말도 흑샤위 하라 야승해줘야래야스 야승해 커드대야 만나보려 송예래 온달의 바디 하라 야승해줘야래야스 야승해 커드대야 만나보려 송예래 온달의 바디 하라 야승해줘야래야스. Спасибо. Разрешите вам исполнить песню застольную, скорее всего, бытовую. Ахнада шахар аргалаве эдарадиундела ябанабе ахнада Спасибо. Он финно-угорский, а еще точнее мансийский. Инструмент струнный, безладовый. Настраивается обычно в минорный либо мажорный пентафор. В данном случае минорный пентафор. Я слышал, что настраивали его еще в антимитонную пентатонику, но это зависит от того, когда симплтап аккомпанировал, мелодия была пентатоничная, и, соответственно, симплтап настраивался так же. Помимо того, что симплтап аккомпанировал песням, также у него есть чисто инструментальные нагиши. Нагиши эти обычно либо ритуальные, либо танцевальные. Сегодня я буду играть все нагиши ритуальные. И первый нагиш, нагиш Неройки. Неройка — это бог приуральского региона. У него белые волосы, он носит белые одежды и ездит на белых оленях.
играл, ну, он дошел через носителя, это Ланчаков Калистат Петрович. Он из деревни Хашлок. И вот следующий наигрыш, который я сыграю, это наигрыш Папин Мойки. Папин Мойка – это дух хранитель Хашлога. Но этот наигрыш перешел от другого исполнителя, от Сайнакова Григория Николаевича. И вот, но он не из деревни Хашлок. И Ланчаков говорил, что этот наигрыш называется «Слезы Язя», а не Папин Мойка. Но сейчас мы называем его Папин Мойка, потому что так его называл тот человек, который его играл. И еще один человек, который... Вот эти люди, они были примерно в одном регионе. А есть еще зауральские манси, и вот последний из них, последний музыкант, потому что они полностью их культуру ассимилировала, музыкант, и отец которого тоже был музыкант, его зовут Пеликов Николай Тимофеевич. Вот он остался последний. И сейчас я сыграю наигрыш Калтащань, это лесная богиня. И сразу сыграю Калтащань Агич Пилич. Это дети Калтащань. По-мансийски Агич это девочка, Пилич это мальчик.
последнее, что сыграю, это опять то, что дошло через Ланчакова Христа Петровича. Это танец менков, лесных духов. Сказать, что вот то, что дошло до наших дней, в общем-то, это произошло благодаря одному человеку, который сейчас работает в музыкальной школе и преподает санкултап. Это Георг Дмитрий Георгиевич, который когда-то вот собрал все эти материалы и научил многих людей играть на санкултапе, многих детей, в числе которых был я. Шорская народная песня. Унан царин, или называют по-другому Кузак царин. То есть грустная песня или протяжная песня. Исполняется мной впервые. Том палывы чохтадыр, суре чохтадыр, шортаны кайды палывы, сук чохтадыр, чохтадыр, мене коленген ол пала, улу аймақтың қолында. Уру кузук бажында, ақладым чаткалтыр. Бірдәкі жегі бербесім, көленгенім олағым. Мене көленген ол балам, қады абаным черінде. Алғыш болсын. Ну, вообще, Семейское Забайкалье — это интересный такой субэтнос. Это староверы, которые
годы раскола, соответственно, сбежались все со всей страны. Они сначала сошлись на территорию нынешней Беларуси, тогда это была Польша. Они, так сказать, от преследования за веру ушли туда. Потом их выгнали, вот так процесс назывался выгонка староверов, и они с этой территории ушли в Забайкалье, соответственно, через всю страну. В следующем году, в 17-м, исполняется 250 лет вот с этой вот выгонкой. Вот. То есть они 250 лет вот там живут. Значит, находятся они на территории, расселены довольно широко, на территории от Хоринского района, пожалуй, может даже и севернее, от Бурятии до Красночепойского района Забайкальского края. Это, там, не знаю, чуть ли не 1000 километров. И вот, в принципе, они все называют себя там семейские, то есть это как бы родственные друг другу поселения. Традиция у них, в принципе, у всех на территории, на всей этой территории более-менее одинаковая, хотя, конечно, там очень есть определенные отличия. Значит, сначала мы вам споем песню из Красночепойского района Забайкальского края. Вот, это песня «Где-то тоненький цветочек». Где-то тоненький цветочек, ай да это уже новошвейные костюмы, то есть костюмы пошиты уже в современности, буквально там несколько лет назад, кроме пояса. Вот у Вани пояс этнографический, ему там более, не знаю, 150 лет, около 100 лет. У меня современный, но по технологиям, по старинным сделан уже современный пояс, ему там лет 5. А вот Наталья у нас стоит в этнографическом костюме. Практически все целиком, кроме ботиночек, да? Все, соответственно, все старинное. Это костюм из Большого Кунарей, село Большой Кунарей, там Магатайский район, Бурятия. Ленты тоже наши. Да, ленты наши. Сарафан сам, да, старинный. Запан. Фартуки семейские называют запанами, запан тоже старинный. Платочек, соответственно, да. Платок они называют атласом. Атлас. Атлас тоже старинный. Вот. И вот эта вот нитка янтаря,
она тоже старинная, то есть это с тех времен, когда они, вот по ту самую раз выгонку говорили, то есть пришли с территории до Польши, где вот янтарь как раз был, видимо, у них вошел в моду. Сейчас у всех семейских самое, да, вот, богатство это янтари несколько веток. Вот этим мы уже сами заказывали, старались. Верхний, да, верхний, так, ну и давайте мы споем песню этого села. Достаточно известный, так сказать, сюжет «Черный ворон». Вот, но здесь, соответственно, в монолейском варианте он такой несколько расширенные слова. Ну, мы его, конечно, сократим, потому что там куплетов миллион, как в любой народной песне. Моя болеть кружить, ой, рассекрую житься, да не савайся, затяжу, ой, затяжу, волек моих тяжких ран. Дорогие друзья, вот в последнее время я постоянно езжу в командировки, экспедиции. И вот хочу вам воспроизвести песни, которые я услышал в разных районах, в разных уголках Республики Украина. Эту песню я слышал в Лаганском районе, в моем родном районе. Это «Воспаление тайн». Алтын сулық шыңқырып аладай делген алтайыз, айдан асы жалтырап енелер басқан алтайыз. Мөңін сулық шыңқырып күреңдай делген алтайыз, күн танасы мызылдап кыстары басқан алтайыз. Следующую песню я слышал в Саратане, где я родился, учился в школе, давно слышал. Çöyle var bolso, çölde dolu biçişeri, çöl yalnız var bolso.
Радяныз бар болзо, арайбу абзажет туды бичишеді. Ақ жалаңыз бар болзо, арайбу рай делелік. И, наконец, песня, ну, это уже, эта мелодия очень популярная, в основном поются в свадебных обрядах. Это нижние районы у нас, Пусканский и Гдайский. Ну, попробую, если получится. Алтынды, алтынды бөрі жайылған, алтынды бөрі жайылған. Не так идет. Ну вот менять мотив, мелодию, что-то не получается, еще волнуюсь. Ну, спасибо. Здравствуйте. Сейчас я спою Дахпах. Это жанр лирической песни хакасского фольклора. Основной чертой является импровизационный характер. Исполнение обычно как монолог или диалог. Часто это были парень и девушка. Основная структура — это четверостишие, и первые две строчки обычно восхваляют природу, а остальные две — человека. И сейчас я исполню «Эк чёрный поэли». А остальное, второе произведение будет инструментальным, Евгения Лубашева «Бег коней». Инструмент называется холос. Come on,
старые, глядя на возраст, мы уже приближаемся к возрасту этнографических бабушек. Ну это так, в качестве шутки. А ансамбль в основном поет песни Новосибирской области. Вот так мы себе поставили такую задачу и стараемся из этой задачи не выходить. То, что мы сейчас покажем, мы покажем, вот первая песня, это этнические белорусы. Самый север области, Кыштымский район, село Крутиха. Но белорусы, как это характерно вообще для Новосибирской области, которые уже практически утеряли свой язык, и даже диалектные какие-то многие черты у них потеряны. И самое главное, что, как всегда, у нас с белорусами что-то не совсем ладно. Потому что есть пара свидетельств о том, что в этом селе, где в основном преобладают могулевские селы, как они говорят, были и староверы, старообрядцы. Это одно. А второе, в свое время, в 1983 году, когда первый раз в этом селе были, Вячеславом Владимировичем Асановым, мы писали хороводы. И вот один из хороводов, он очень интересный. Там выбирают по ходу действия. Сначала старушки, как они ходят, вот так вот, да? Потом молодки, а потом девушки. Так вот, девушки там писали вот так. Белорусы? Южная Россия. Ну, вот, короче говоря, одна из песен была. Соловей, мой соловей, соловей, мой соловей, залетна, пташечка, ой, не летай, мой соловей, не соловей, поздно
старообрядцами Новосибирской области. Первая песня – это Болотнинский район, это получается восток области. Болотнинский район, деревня Козловка. Тоже интересно, что переселенцы с Белоруссии, но русские сами себя называют киржаки. В их репертуаре очень много песен, пересекающихся с аналогичными старообрядческими селами Васюгане. Значит, это Бергуль, Платоновка, Макаровка. Но они родственниками не являются, прибыли из другого района. И есть в этом селе песни, которые очень сильно отличаются от васюганских. Одну из таких песен, которые отличают Козловку от васюганцев, мы сейчас поем. Это свадебная песня, которая поется во время цветения косметики. Как распухнула весла кошечка, засяло, как расплакалась белеюшка, Деревня Платоновка, северный район, деревни, которой сейчас больше нет на карте Новосибирской области, а ее жители бывшие, они живут в селе Северном. Значит, поскольку на носу уже почти что святки, мы хотим вам показать святочный хоровод и предлагаем, ну, кому, кто поближе, вот Катя может подойти, Галя может подойти, Таня может. Нам много не надо, нам чуть-чуть. Значит, вот для святочных хороводов вообще обычно они игровые, то есть там выбирают кого-то, да, это как святочная вечерка, где выбирают парня, девушку. А вот этот хоровод, он такой более спокойный, водится стенка на стенку. Лошоя кобелы под горой,
пришли. Покажите еще можно. Вот в таких костюмах, не совсем, конечно, но примерно в таких костюмах как раз ходили и корабляши государственные. Были белоземельные сарафаны. И в деревне Козловка, которую там присутствовали,
Добрый день, дорогие коллеги. Продолжаем наше заседание. Первый доклад у нас у Панюкова Анатолия Васильевича из Сыктывкара. Доклад называется «Демонология измененных состояний сознания в поисках сюжета». Пожалуйста, Анатолий Васильевич. Я делал видеозапись, пожалуйста, включите ее. Да, сейчас. А я буду присутствовать. Хорошо. Хорошо. Добрый день. Тема моего доклада – демонология измененных состояний сознания в поисках сюжета. Измененное состояние сознания представляет собой одну из самых динамично развивающихся областей междисциплинарных исследований последних десятилетий. И особое место здесь занимает лингвистика измененных состояний сознания. Основной постулат этой лингвистики можно выразить в виде тезиса о лингвоцентричности измененных состояний сознания. Все они характеризуются в первую очередь изменением языка и речи человека, которое является непосредственным репрезентантом сознания. Этот параметр подвержен анализу методами лингвистики, возникшая на основе лингвистики измененных состояний сознания, филология измененных состояний сознания значительно расширила и проблематику, и жанровую принадлежность изучаемого материала, направив свое основное внимание на исследование взаимосвязи различных видов словесного творчества, в том числе и фольклорного, с модусами измененных состояний сознания. Для дальнейшего размышления определимся, что под понятием сознания мы будем рассматривать наиболее обобщенную модель, состоящую из двух взаимосвязанных уровней. Это первичное сознание, перцептивное сознание внутренних и внешних раздражителей, и рефлексивное сознание. Помимо состояний бодрствования и сна, обычных для человека, возможны различные их комбинации, которые могут быть определены как измененные состояния сознания. Что касается темы демонологии измененных состояний сознания, то на сегодняшний день какого-то особого интереса к этой теме не наблюдается. И связано это прежде всего с тем, что в самих демонологических представлениях отражаются в основном так называемые низшие, то есть спонтанно возникающие субъективные и некультуренные виды измененных состояний сознания, которые трудно поддаются верификации и далеки от основной проблематики антропологических дисциплин как таковых. Это же, собственно, справедливо и для исследования демонологических текстов как основной нарративной формы трансляции демонологического опыта традиции. Тем не менее, при этом кажется очевидным, что широкий спектр сюжетообразующих ситуаций в «Быличке» связан именно с попаданием в необычное психофизиологическое состояние, когда возможен выход человека за пределы обыденного и контакт с иным миром. Состояние опьянения, болезни, дремоты, внезапного пробуждения, страха, тревоги и так далее. Однако в рамках традиционной поэтики сами эти индивидуальные переживания обычно остаются за текстом или воспринимаются как некий событийный фон, соотнесенный с темой достоверности, или же как исполнительский шаблон. И отталкиваясь от лингвистической относительности любых описаний измененных состояний сознания, вполне правомерно попытаться сконцентрировать внимание на том, как эти описания отражаются в демонологических рассказах. Тем более, что не только сами демонические образы, но и целый ряд сюжетов сегодня можно уверенно соотнести с определенными измененными состояниями сознания. Например, демонологический сюжет о давящем домовом представляет собой точное описание психофизиологического состояния во время так называемого паралича сна. Однако наш интерес к этой теме не связан с попыткой создать типологию галлюцинаций, и основной тезис нашей концепции может быть выражен так. В определенном измененном состоянии сознания могут возникать не только индивидуальные галлюцинаторные образы, типизируемые в демонологических персонажах в соответствии с канонами поэтическими, но и индивидуальные сюжеты с уникальной структурой и содержанием.
Аналитическим материалом для нас послужили охотничьи былички Коми Зырян, которые повествуют о контактах охотников с миром сверхъестественного и необъяснимого. Для начального этапа разыскания была выбрана сюжетная тема: охотник устраивается на ночь в лесной избушке и сталкивается с демоническими существами. Поскольку характерны для этой группы сюжета сноподобное измененное состояние сознания, наиболее легко верифицируемо и с точки зрения психофизиологии или психиатрии измененных состояний сознания. Вот, и рассмотрим одну из рассказов на эту тему. Охотник в своей избушке ложится спать, глядя на мерцающие угли печки. Вдруг перед его глазами начинают кружиться женщины в длинных черных сарафанах. Охотник вспоминает, что надо делать в такой ситуации. Он пропускает сквозь свою рубаху несколько горячих углей, видение исчезает. Этот текст опубликован, записан на коми языке, здесь дан перевод. Как возникает этот сюжет? Если мы рассматриваем сюжет как некую комбинацию сюжетообразующих ситуаций, то данный приведенный рассказ как бы представляет собой некий идеальный для такого подхода нарратив. Здесь есть вот часть, которая соотносится с фантастическим началом, есть часть, которая соотносится с реальным. Инициальная сюжетная ситуация связана с акцией демона, появляется в избушке демона в образе женщин, да, который вызывает соответствующую реакцию человека. Сюжетная ситуация финальная, и человек проявляет свои магические знания, с помощью которых избавляется от этих демонов. То есть, собственно, две легко комбинируемые части: видения на определенную демоническую тему и этнографическая цитата, связанная с описанием каких-то реальных действий охотника. Наш дальнейший анализ вот данного текста выявил некоторые несоответствия реального и фантастического. Сам воспроизводимый акт, который здесь подается как знание, собственно, охотникам магических каких-то действий, меня научили. Пуговицы, говорит, расстегни, и угли горящие брось на землю через пазуху. Представляет собой авторскую выдумку, составленную из некой комбинации немагических знаний. Для Коми Зырян это прежде всего принимальные обычаи бросать за пазуху остриженные ногти, соответственно, замена объекта, и, собственно, некие мистические магические представления об очаге как таковом. Этот акт не имеет никакой магической мотивировки, более того, в реальности он не воспроизводим. Собственно, это заставляет нас пересмотреть этот сюжет и посмотреть на него уже с других позиций. Попытаемся вчитаться в этот текст и сопоставить детали, которые конкретизируют, собственно, образы этих двух образов персонажей. Вот у нас есть фантастическая часть и реальная. Вот если исходить из каких-то ассоциативных образных связей, то совершенно очевидно, что реальное и фантастическое здесь взаимосвязаны. Один мужчина, перед которым появляются демоны в образе многих женщин. Мужчина статичный, женщины двигаются подвижные. Мужской верх – охотник в рубахе, женский низ – женщины в длинных сарафанах, черный низ широкий, подолы сарафанов, светлый верх узкий – это ворот рубахи. Прохлада, внешние сарафаны овивают, вокруг охотника кружатся женщины, а горячее внутреннее – это угли за пазухой. Мелькающие сарафаны можно соотнести с мерцающими углями, на которые смотрит охотник. Ну и для
Собственно, для коми-текста ключевым здесь является амонимичность двух слов сарапан, сарафан и серапон. Это головешка, головня, которая, собственно, связана с огнем. Таким образом, мы видим, что перед нами две комплементарные части единой реальности, которые не имеют никакого отношения к реальной действительности. И эта единая реальность, собственно, возникает в этом тексте. При этом вот тот самый пронимальный магический обряд, который совершает охотник, на самом деле представляет собой комплементарную часть от того демонического образа, который возникает в данном рассказе. Теперь попробуем рассмотреть психофизиологический план этого сюжета. Вот человек готов ко сну, первичное сознание засыпает. Рефлексивно еще не отключилось. Под воздействием образа мерцающего огня человек впадает в транс. По тексту это огня будто все. Образ мерцающего огня и возникающая в сознании игра слова индуцирует галлюцинаторный образ, вот это видение, который можно обозначить как некая огненная галлюцинация, поскольку построена на игре светотеней, мелькающий вертикально удлиненный черный низ, черные сарафаны плюс светлый верх, лица женщин. Далее в сознании засыпающем возникает некий когнитивный конфликт, вызывающий психоэмоциональное напряжение. Варианты дальнейшего сценария. Значит, охотник сознание может разбудить человека, он проснется и воспримет это как некий бред. Может включить режим мобилизации ресурсов организма с некими эмоциональными реакциями: тревога, паника, ярость, агрессия. Очень характерно для охотничьих рассказов коми-зырян. Ну и, конечно, возможно психотическая реакция патологической направленности, когда сознание не проснется. Что происходит здесь? Возникает совершенно иной сценарий. Когда это психоэмоциональное напряжение достигает некого порогового значения, языковое сознание не будет человека, а переключается в определенный регистр, который можно назвать нарративным. Именно в этом регистре и порождается вот некая нарративная реальность, которая непротиворечивым образом разрешает возникший психоэмоциональный конфликт в сознании. Поскольку это сюжет с заранее известным удачным финалом, возвращающим все в исходное состояние, событийный ряд, представленный этим сюжетом, вполне логичен, хотя эта реальность не истина, но вполне правдоподобна с жизненной точки зрения и каузально обоснована. Или по терминологии Джерома Брунера убедительно. Эта нарративная реальность воспринимается измененным состоянием сознания как некая явь и фиксируется в памяти реципиента как действительная история, произошедшая с ним. Вероятно, последний пункт связан с проблемой так называемой необратимости рефлексии в измененных состояниях сознания, поскольку вот в измененных состояниях сознания мы не в состоянии повторить наши воспоминания в обратной последовательности. Рассмотренная нами выше комплементарная структура, из которой разворачивается сюжетная реальность, соотносится с некой событийной матрицей, которую можно выразить в виде трехчастной схемы. Вот есть начало, финал и причинно-следственная связь, которая превращает эти события в сюжет. И две комплементарные части структуры становятся двумя сюжетообразующими ситуациями. Инициальная ситуация, где главным действующим лицом становится демон, и финальная с человеком в главной роли. И далее нарративное сознание расщепляет эту структуру и разворачивает линейный текст. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Васильевич. Пожалуйста, если есть вопросы. Татьяна Александровна хочет задать вопрос. Давайте, пожалуйста.
Анатолий Васильевич, я вот, может быть, я прослушала. Скажите, пожалуйста, а когда был записан этот текст, вот, который, на основе которого вы строите анализ? Когда был записан текст? Это полевые записи какого года? Включите, пожалуйста, свой микрофон. Анатолий Васильевич. Все, включился? Да. Звук у меня есть. Текст был записан, по-моему, в 60-е годы прошлого века, естественно. Это запись, аудиозапись, которая у нас есть. Текст опубликован вот, в известном сборнике, изданном Павлом Федоровичем Лимеровым, но он там немножко отредактирован, и я как бы расшифровывал уже, собственно, по записи. Анатолий Васильевич, тогда следующий вопрос. Вот современные, вот проводятся исследования, современные полевые записи, что дают? Есть ли подобные рассказы по вашему опыту, вот, полевому? Ну, да, конечно. Мы в каждой экспедиции записываем какие-нибудь былички, но, к сожалению, сказать, что у меня большой выбор материала, я тоже не могу, поскольку все равно с течением времени эти тексты превращаются в то, что мы называем быличками. Это вот все-таки такая более упрощенная, в принципе, сюжет элементарный, ничего тут такого нету, он не развернут поэтически, поскольку он не предназначен как для внешнего слушателя. Это отец пересказал дочери под большим секретом. Вот таких текстов на самом деле не так много, но не скажу, что он единственный. Вот в русских сборниках почему-то мне вот такого вот ничего пока не попадалось. Ну, вообще это очень интересная тема охотничьих рассказов и вот демонологических вот рассказов в этой сфере, вот пережитых охотником. И было бы интересно, если бы были публикации, если есть современные материалы, публикации. И вообще охотничьи рассказы – одна из наименее изученных тем, и очень мало публикаций, а ведь пересечений очень много у разных народов. Было бы интересно смотреть материалы современные тоже. Было бы интересно. Надо публиковать тогда. Спасибо. Еще есть вопросы? Нет вопросов. Следующий докладчик у нас Репникова Наталья Николаевна из города Новосибирска. И содокладчик Решетнева Ульяна Николаевна, Санкт-Петербург. Образ быка в китайских сказках и фразеологизмах. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Слышно, да? Слышно, хорошо. Слышно, да? Хорошо, тогда давайте сейчас я постараюсь запустить презентацию. Так. Открыть презентацию. Так, и мне нужно демонстрацию экрана, да, будет сделать, видимо? Да. Насколько я понимаю. Так, попробуем. Демонстрация экрана. Так. Все, сейчас только в полноэкранный режим перейдем. Так, вот так. Кнопка F5 попробуйте. Ой, мой не работает с кнопкой F5. У меня тогда слайд-шоу. Кнопка слайд-шоу тогда. Я уже пыталась. Да, тогда слайд-шоу. Хорошо, слайд-шоу. Сначала все. Так нормально, да? Нет, пока что тоже режим редактирования. Видно, коллеги, да? Вот теперь. Нормально? Я слышу. Вы меня слышите, да? Я могу начинать? Да, слышу. Хорошо. Итак, я сегодня представляю
доклад, который мы готовили с Ульяной Николаевной Решетневой, образ быка в китайских сказках и фразеологизмах. Дело в том, что образ быка, он же образ вола или образ коровы, достаточно знаний для традиционной современной культуры Китая. Дело в том, что год быка, как вы знаете, да, у нас сейчас входит в 12-личный животный цикл восточного календаря. И если говорить о позиции антропофилософского подхода, то бык или корова соотносятся с центром, как пространственной зоной космологического модели Древнего Китая. И считается одним из 5 священных животных домашних, наряду с бараном, курицей, собакой и свиньей. Бык, корова ассоциируются с зоной, которая отвечает за смерть, бессмертие, и именно верхом на быке старец Лао Цзы отправляется в свое странствие. На экране вы видите изображение быка, это вырезка из бумаги, традиционное китайское искусство, и цитату генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Нурова. Мы сегодня поговорим о том, какие же, кроме благопожелательных и вот таких положительных моментов, образ быка несет в себе, транслируясь через сказку и через фразеологию. Ну, здесь тоже представлен вот изобразительный такой ряд. Актуальность изучения образа быка обусловлена, во-первых, тем, что значимость его велика для китайской культуры, для живописи, архитектуры, для других видов искусства. И, кроме того, скажем так, что понять лучше китайскую культуру мы можем благодаря изучению материалов, текстов, образов, символов, что нам поможет. Мы рассматривали как содержательную форму искусства, и китайский анализируется с точки зрения широкого подхода. То есть здесь рассматривались и пословицы, поговорки Янь-Юй, и недоговорки, иносказания Сехо, и идиомы Чин-Юй Чхон, и выражения Куан Йон-Юй. Говоря об источниках, то это были словари онлайн, это были литературные словари, бумажные версии. И данная тема была нами рассмотрена, естественно, и у других исследователей. Достаточно много в лингвокультурологии, и у хакасов, и в индийской культуре, во фразеологии английского языка. Но я фамилии все называть не буду, да, я сразу перейду тогда к китайскому языкознанию. И данный образ, как было обнаружено у исследователей китайцев, он является символом упорного труда и силы. Символ процветания, Вэй Джен об этом пишет. Другие символы говорят о том, что это символ трудолюбия, упрямства, упорства. Кроме того, этот образ привлекает, конечно, внимание в сопоставительном часто аспекте российских и китайских исследователей. Соответствовались да, это глиф, я потом покажу вам его на последнем слайде. Еще хотела бы кое-что сказать про сам иероглиф. Так вот, про словарь можно сказать, что это млекопитающее, имеющее копыта, пара рогов, тягловое животное, приделывание для возделывания полей, мясо, молока и шкура, кости в качестве утвари. Что касается семантического поля, морфемы нил, то здесь масса значений различных. Это и крупнорогатый скот, и бык, и вол, и буйвол, корова и так далее. Ну, остановимся более детально на вопросе о все-таки, что же нам удалось найти при анализе идиом. Ну, во-первых, во фразеологии особое внимание обращается на какой-то отдельный аспект, потому что это короткий жанр, не сказка, и подчеркиваются какие-то отдельные моменты. Я думаю, что вы уже познакомились с примерами, которые предложены на слайде. И желтый бык, да, очень характерный для Китая, тем более, что желтый цвет земли, цвет центра Китая. Конечно, рост, то есть он огромный, да,
подчеркивается здесь. И, конечно, что все-таки вот больше подчеркивается его определенный размер быка, как вы видите. Когда мы анализировали китайские сказки, то на экране вы видите часть таблицы, это не вся предложена таблица частотности образов животных в китайских сказках. И, как вы видите, бык и вол занимает достаточно весомую позицию. А здесь после тигра, коня и волка это 4-е место, что достаточно значимо, в принципе, равен дракону. Естественно, это обусловлено, конечно, тем, что китайская культура, быт китайцев, они были тесно связаны с образом быка или коровы. И, безусловно, нельзя было обойти стороной данный образ. Если мы говорим про роль в идиомах, да, вот в чинюях тоже сделан был анализ, сопоставить можно. Здесь вы видите, как в сказке используются образы животных. Звери, птицы, земноводные, насекомые, звери большую часть составляют. И на следующем слайде в чинюях, это фразеология китайская, то есть мы можем говорить о том, что в целом и в сказках, и в чинюях количественное соотношение самих образов, в принципе, достаточно идентично, но из-за того, что это разные по жанру, по стилю, по формату, получаются вещи, то там, конечно, по-разному представлены данные образы. Обратимся более детально к тому, что же представляют из себя образы быка вот в китайской фразеологии. Ну, поскольку это, конечно, сельскохозяйственное животное, то это и в фольклорном материале нашло свое отражение, да. Жарить овощи нужно масло, нужен бык. То, что происходит в повседневной жизни, конечно, находит свое отражение и в фольклорном материале. Да, если тот, кто пасет коров, надеется на рассаду, то девушка, которая греет котел, надеется на встречу Нового года. То есть получается, что бык является неотъемлемой частью жизни, быта китайцев. Если мы говорим о значениях, которые передает образ быка в идиоматике, то мы увидим, что это, во-первых, конечно, здоровье и сила. Ниукаомата – бык высокий, лошадь большая, если буквальный перевод, да, прочитать. Безусловно, это и упрямство. Если бык не хочет пить, то голову ему как бы не преклонить, да, не получится преклонить ему голову, надавить на нее, чтобы он пил. Ум и глупость тоже. Умная корова и глупая жаба в сказке. Когда жаба выпрыгнула из своего болота, напугала корову, обращается к ней, конечно, уважительно, и корова, конечно, смеется над ней, говорит: ну да, ты высоко прыгаешь. То есть здесь, конечно, передача идет аксиологических установок и восприятия человеческих качеств через данный образ. Безусловно, есть вот такое, как всегда, для образов животных характерная черта – это, скажем так, двумерность. То есть, с одной стороны, это и отрицательные есть качества, и положительные качества. То есть, как мы смогли обнаружить, бык может быть и медлительным, и пугливым, в то же время является символом счастья. Ранее вы сейчас видите как раз марки, которые были выпущены к 2021. И говорил художник, ему как раз 71 год, который данного быка изображал, что его цель была показать сильного такого быка, достаточно мощный. В китайском языке иероглифа необык абсолютно нет
половой принадлежности, то есть мы не можем определить, вот в русском языке мы говорим бык, то это понятно, что это самец, если мы говорим корова, то это самка. В самом иероглифе нил не заложена вот эта гендерная составляющая, поэтому при переводе обычно, конечно, пользуются, как правило, словом бык или там корова при необходимости определенной здесь. Говорю, бык, то в теле животного важна, скажем так, какая-то каждая его составляющая. То есть там и хвост важен, и язык быка, да, как вы видели на слайде. Например, лучше быть клювом курицы, чем языком быка. Да. Рога, которые являются у него очень важными составляющими его. Но и в целом говорить о том, что вот видим быка, который отражает вот большей частью уже силу, такое медлительность, да, и, конечно, счастье. Кроме того, бык, как его образ, может и передавать какие-то другие значения. То есть мы видим, поскольку это такой понятный для всего народа был образ, использовали для иных смыслов. Один иероглиф попал в письмена «детищет», равносильно, да, что написано пером, который пашет, не бросая исписанную бумагу. То есть уже такие абсолютно истины у нас сложно, то в сказке тоже оказывается, с одной стороны, это, конечно, в основном в сказках о животных, где тоже обыгрывается его размер, безусловно. Например, в сказке, вы все знаете, да, что бык является вторым по знаку зодиака после мыши, и здесь как раз подчеркивается ее размер. Когда мышь быка приехала к нефритовому императору, то объяснила, что она должна быть первой, хотя император предлагал выбрать быка, поскольку он самый большой, хотя там был и дракон, и петух, но тем не менее. И, соответственно, мышь сказала: нет, что вы, я самая большая. Всегда люди говорят, какая большая мышь, никогда не такой большой вол. И действительно так оказалось, когда пошли проверить. В сказках о животных тоже мы встречаем, что бык является, противостоит тигрице, то есть здесь прямо говорит: шакал, волк и барс полагаются на твой грозный вид. Это он тигрице говорит: ты полагаешься на их силу, а иначе не смогла бы господствовать. То есть вот бык, он оказывается способен противостоять злым силам, то есть еще и смелость присуща этому образу. Кроме того, это был образ, который позволяет описать ситуацию. В сказке о том, почему у лошади нет рогов, мы читаем следующее. Рога были куда больше, толще и позже, чем у быка и рана. То есть получается в несколько, с одной стороны, сказка животных, это лишь для ситуации определенной, ну и в сказке бытовых, как правило, это реальное животное, которое христианский быт. Соответственно, мы видим, конечно, что в сказках используют для разных вещей, жанровых особенностей, а во фразеологии несколько значений, потому что жанр на это. Если мы будем подводить итоги, то можно сказать, что и сказка, и идиома, они всегда все-таки отражают единство и китайской культуры, и в сказке, и в идиоме отражается общая концепция и общее положение единое по отношению к быку. То есть, с одной стороны, это сильное, большое животное, с другой стороны, через него можно подать какие-то другие слабые качества. Но, как я обещала, в конце я привела
150 иероглифов, в которых графема «бык» не выступает как элемент. И имеют они совершенно разные значения, связанные и с жизнью, да, крестьян. Это и пахать, и пасти, и в то же время характеристику каких-то разных качеств, особенностей действий. Но это уже предметом большего изучения. Большое спасибо. Пожалуйста. Я прошу прощения, мне надо демонстрацию. Да? Уважаемые коллеги, что-то, может быть, есть вопрос? Да. Коллеги, уважаемые, можете задавать вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Николаевна, за доклад. Я вроде во время уложилась. Я боялась, что не уложусь. Чтобы успевать. Вопросов нет, но можете задать, Татьяна Александровна. Тогда, если позволите, я побегу, у меня просто тогда пара. Я тогда, позвольте, откланяюсь, если вопросов нет. Если будут, я потом отвечу. Огромное спасибо за возможность пообщаться. Было замечательно. Здорово увидеться. Огромное спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Следующий доклад. Приглашаем Нарынбаеву Нуржан Османовну из Бишкека, Киргизской республики. Доклад называется «Несказочная проза в киргизском фольклоре». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники данного форума. Меня слышно? Да, слышно вас. Хорошо. Спасибо. Мой доклад посвящен несказочной прозе. Если у вас есть презентация, загружайте, пожалуйста. Вас не видно. И вас не видно. Звук есть? Но... Нет, изображения нет. Звук есть только. Изображения нет. Так, извините, пожалуйста. Так. Извините, пожалуйста. А теперь или совсем не экран на этот. Извините, вот так включаю видео. Вот, теперь появилось изображение. Теперь видно? И вы не видим вас. Нет. Камера слишком высоко настроена, видимо. Вот так. Вот, Простите, пожалуйста. Вот теперь замечательно. У меня вот камера не стоит. Ну как? Сейчас, извините, Все пожалуйста. хорошо, все хорошо. Все хорошо? Да, можете. Все хорошо? Да. Еще раз здравствуйте. Так, мой доклад посвящен несказочной прозе кыргызов. Этой научной темой я занимаюсь порядка десятки лет. Несказочная проза кыргызов включает в себе, как и другие народности нашей родной, сибирских, например, алтайских, хакасских и других, включает в себя разножанровый такой пласт. Если их классифицировать, то их можно назвать об архаическом представлении мироздания, космологически в основном. В кыргызском фольклоре преобладает астральный, то есть мифологические рассказы о звездах. Ну, кыргызы в основном тоже были охотниками, поэтому многие астральные мифологические рассказы, связанные с охотничьей мыслью. Например, три архара, охотники три архара.
а также белый конь и серый конь, Авсарат, Тупсарат. А также вот бытовые такие мифологические рассказы, тоже связанные с охотничьим этим сюжетом. Үркердің қызы Үлпілдік суы, то есть дочь Уркера, это Азизы, по имени Үлпілдер. Вот такие существуют, то есть были зафиксированы астральные мифы. Также и теологические мифы. Эти во многом связаны это зооморфными мифологическими существами, а также о происхождении многих животных, о происхождении, например, сурка, о происхождении медведя, также вот, такие мифы существуют, то есть мифологические рассказы. Также очень много топонимических преданий существует, это связанные с реальными местностями кыргызской земли. Также они связываются с легендарными представителями определенного рода или каких-то вот животными, например, связанными. Или там, да, вот, например, и существует река Акбура, это связано вот мифическим верблюдом. Это такая большая река. Вот такие топонимические легенды очень много зафиксированы. И хранится у нас в рукописном фонде нашего института, Национальной академии наук Кыргызской республики. Так, ну, также вот предания, исторические предания о славных временах и героях. Это даже есть такие предания, которые говорится об исторических личностях, но их происхождение связывается вот именно вот с мифологическими существами. Например, есть такой, был такой родоначальник одного кыргызского племени Саяк. Его назвали Джалду Каба, например, гривастая Каба. И его покровителем назвали Серого Волка или Волчицы, которая ее покормила, когда его находили в горах или в лесу. И так в разных вариациях, в разных версиях сказывались и зафиксировались такие материалы. И, как вы знаете, в кыргызском эпосе у нас такие вот мифологические рассказы тоже были, то есть присутствуют. Например, присутствует такой сюжет, когда погиб Манас, и супруга Манаса Ханки взяла своего младенца, сына Синитея, и свою свекровку, и когда они бежали и заснули под деревом священным Байтерек, и туда явилась Маралиха и вскармливала вот младенца Синитея. Вот такие мифологические сюжеты присутствуют в эпосах кыргызских. Также, если говорить о синкретичной природе жанра несказочной прозы кыргызов, вот, существует очень известная легенда, то есть это было зафиксировано Валихановым, Мюзды Байбиче, то есть рогатая мать олениха. Вот эта легенда, то есть это мифологический рассказ, и ныне связывается с происхождением определенного родового, очень крупного родового подразделения по имени Бугу. Бугу значит олень. Это крупное подразделение ныне существует, то есть проживает на северном берегу озера Иссык-Куль, нашего Иссык-Куля. Они до сих пор почитают рогатую мать олениху, то есть Мюзду Байбиче. Они так считаются потомками этого мифологического существа, как бы сказать даже. Ну, об этом
вот этот сюжет был развит нашим писателем, великим Чингизом Айтматовым, если вам известно, вот, по повести Артеме, который был снят фильм, вот тогда вот был использован этот сюжет. Вот такие, вот такие синкретичные, то есть синкретичные свойства зафиксированы в наших фольклорных материалах несказочной прозы Кыргыза. И в основном преобладает охотничьи былички, демонологические рассказы. Их очень много зафиксировано, очень много материалов сейчас хранится в нашем рукописном фонде. Это одноглазое чудовище, то есть одноногое чудовище, это Жалгызая, Жалгыз Нугуз, на кыргызском вот так называется. Еще мите, которые сосали кровь одиноких охотников. Также медный нос, медный клюв, вот эти все охотничьи былички, которые находят сходные параллели у алтайских народов. Есть вот в Ване было опубликовано вот, один несказанная проза алтайцев. Вот я там находила очень много параллелей, как раз албарсты, вот, которые бытовые демонологические рассказы. Очень много у нас тоже зафиксировано. И также зафиксировано вот эти медный нос, медный клюв, с медными когтями, которые встречаются, то есть встречали охотники наши. Очень много. Даже, как говорится, вот отец моего отца вот встречал, вот приходила вот женщина, прикрывая своим рукавом свой нос, и вот они когда ночевали там, нападали, такие вот рассказываются вот в виде нарратива. Также очень много рассказов, как я уже сказала, об албарсты, которые нападали спящему человеку, описывались, какие у них это груди, как она в виде это, желтоволосые девочки, даже встречались одиноким путникам по дороге в виде детеныша козы, козленка. Таких рассказов очень много встречаются. Еще исторические предания. Как я уже говорила, исторические предания, они вперемешку с мифологическими оттенками. Например, у нас в 19 веке существовал такой хан, Ормон-хан называется, это был хан северных кыргызов. О нем говорили, что у него назад на спине имеется грива волка, то есть волчья грива, то есть волчий грива, это никогда точно не сказано, но вот говорится, что это гуру, то есть это он от синего волка, а его покровителем является тигр. Вот недавно, вот, даже в начале 19 века, до присоединения, то есть до революционное время, до присоединения кыргызов к Российской Федерации, они к таким мифологическим представлениям очень верили, что интересно. Так что сознание кыргыза еще свежо, как мифологическое сознание, можно сказать. Вот в начале сегодняшней сессии было очень интересное, был доклад нашего Алексея Даниловича Каксина.
нашего уважаемого доктора наук был приведен пример, интересный сюжет о браке женщины с медведем. Вот такие же сюжеты у нас зафиксированы тоже в прошлом 20 веке нашими информаторами. Есть по этому поводу даже есть пословица «Аюда болсо иримбар, инкуда болсо вимбар». Вот, то есть как бы даже пещера у меня есть дом, даже медведь у меня есть муж. Вот, это исконно кыргызская пословица. Поэтому там был приведен Алексеем Даниловичем такой сюжет, который преследовали и убивали медведя. Но у нас такого развернутого сюжета не существует, но существует поверье, что медведь был человеком. Некоторые охотники даже уверяли своих слушателей, что увидели медведя, у которого умер детеныш. Он взял в руки посох и оплакивал своего детеныша, как человек. Вот такие интересные детали были зафиксированы нашими информаторами. Еще был задан интересный вопрос, Андрей Данилович, о языке общения медведя с его женой человека. Вот такие сюжеты тоже были зафиксированы в кыргызских мифологических рассказах. То есть лесные существа, например, вот Кайберен, хозяйка гор и лесов, Кайберен, то есть в виде морала, самки оленя, в виде архара. Вот они тоже общались с охотниками. Были такие зафиксированы такие сюжеты. То есть во время охоты они завлекают завлекали охотников в свою пещеру и давали им айран. И когда они выпили айран, этот айран никогда не заканчивается. То есть тем самым этот Кайберен, то есть покровительница во время диких жвачных животных, покровительство охотников, они как бы эти благословляли на удачную охоту. Вот. И они говорили по человеческим языком. Вот такие интересные сюжеты. Спасибо, Нуржан Османовна. Ваше время, конечно, истекает. Осталось 2 минуты на то, чтобы задали вопросы. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Кто хочет задать? Наталья Константиновна, хотели задать вопрос? Нет? Татьяна Александровна, пожалуйста. Нуржан Османовна, вы знаете, очень было интересно слушать. Скажите, пожалуйста, а вот как интерпретировать можно эту пословицу «даже пещера у меня дом, даже медведь у меня муж»? Это в каких ситуациях так можно сказать? Я вот даже не могу себе представить просто, ну как бы вот русский аналог. В каком случае так скажут? В каких случаях? В каких случаях, я не знаю, но это было зафиксировано вот в рукописном форме. Мы находили, обычно говорят, когда женщина довольна своей жизнью. Да. Можно так говорить. Да, надо же, как интересно. Это у нас звучит у алтайцев как песня. Женщина поет о своей судьбе, что вот она сожительствует с медведем. И это как вот довольная жизнью, как счастливая, как символ счастья. Можно так, да, сказать? Да, в современной интерпретации, конечно, вот так можно. А если взять фактологический материал, значит, и у алтайцев, да, у сибирских народов, и у нынешних кыргызов сохранилось вот такое поверье, что в мифологических рассказах, что медведь являлся мужем этой женщины, да, по-моему, исходя из этого мифологического сознания. Мы так считаем. Да. Спасибо за вопрос. Нуржан Османовна, а на русском языке кыргызские мифы, предания, легенды публиковались, или же это больше
На кыргызском Да, много. да, только, к сожалению, на кыргызском, публиковалась на кыргызском. Я являюсь составителем, у нас выпускалась серия «Эль Адабияты», то есть народная литература, вот 26-й том, только, к сожалению, только на русском языке. И вот мое исследование тоже, вот моя монография есть только на кыргызском языке, но я собираюсь перевести на русский и опубликовать. Спасибо. Спасибо за интересный доклад, за обсуждение. Следующий докладчик у нас кто? Убушиева Данара Владимировна из Элисты. Мифологические представления о еже в калмыцком фольклоре. Элиста. Данара Владимировна, пожалуйста. Данара Владимировна, включите свой микрофон, мы вас не слышим. Нет, вас не слышно. Внизу с левой стороны включить звук. Надо нажать туда. Нажали, а тем не менее вас не слышно. Но тогда... Ну, если вы пока не можете, то тогда мы попытаемся связаться с вами чуть попозже. Тогда мы другого докладчика... Так, следующий у нас... Следующий докладчик по списку предоставляется слово Тадышевой Наталье Олеговне из Горно-Алтайска. Отражение обряда жертвоприношения в алтайском эпосе. Наталья Олеговна, пожалуйста. Она на связи. Да. Уважаемые коллеги, меня слышно? Видно? Да, очень хорошо слышно и видно. Спасибо, Надежда Романовна. Уважаемые коллеги, рада приветствовать участников форума. Тему доклада уже озвучили, поэтому я сразу перейду. Эпос является одним из ярких выражений культуры народа, а в нем прослеживаются архаические культы, религиозные представления, исторические события. Соотношение этнического самосознания и традиции эпоса может быть ключевым аспектом понимания как истории народа, так и истории мировоззрения. Благодаря представлениям о сакральном прослеживаются устойчивые моменты: оппозиция свой-чужой, культ огня, культ предков, обряды перехода семейной обрядности. Функция героя эпоса является отражением модели поведения народа, нравственной значимости, духовной обогащенности. Именно под влиянием оппозиции свой-чужой происходит освоение пространства. Большую роль во взаимоотношениях играет сохранение баланса и невмешательства. В случае взаимодействия двух пространств контакты происходят на основе равного дарообмена. И свое пространство, оно упорядочено, социально, религиозно, этически его существование основано на нормах поведения. Это единственно настоящий, реальный, правильный мир. Пространство же чужого непонятно, таинственно, потенциально опасно, почти всегда смертоносно. Чужое — это все, что находится за пределами своего. Чужое или иное — мир богов, страна мертвых, леса, моря, где обитают духи и животные, или же соседнее племя. В традиционном представлении дорога — это сфера небытия, там поведение людей не регулируется, оно непредсказуемое, и никакая социальность невозможна. В эпосе, в алтайском эпосе Алтай-Бучай таким образом
пересечение путей прописано. Ну а если дальше пойдешь, на перекрестке 7 дорог с хвостом в 70 саженей рыже-красная лисица встретится. Ну а если дальше пойдешь, на перекрестке 7 дорог с хвостом 70 саженей рыже-красная лисица встретится. Ее сперва похвалим, потом помощь попроси, скажи, что мать-земля просила. Она что-нибудь тебе посоветует, какую-то помощь окажет, этот знак покажет, сказав семигранную медную стрелу, мать-земля подала Батыру. Здесь видим жертвоприношение, это ниспослание прослеживается в алтайском героическом эпосе. Так, чтобы спасти главного героя-богатыря Алтай-Бучая, за помощью к мать-земле отправляется его конь Камча-Дерен. Мать-земля одаривает коня стрелой, шелковым платком, которые помогли оживить впоследствии Алтай-Бучая. Здесь мы наблюдаем и жертвоприношение конь Камча-Дерен, и ритуал, гриву опуская, поклонился при обращении к божеству. Символическим является и то, что жертвой выступает побратим героя, его конь. Мать земли преподносится ценное, чтобы получить еще более ценное. Сказание Маадай-Кара, а также отражен символический обмен. Когда на землю Маадай-Кара приходит несчастье, его народ вместе с многочисленным скотом гоняют в плен, отбивается и остается на земле Маадай-Кара серая кобылица. Обернувшись коровой, она приходит к хозяйке Алтая, которая чуть позже находит сына Маадай-Кара и воспитывает его. И то, как сказитель детально описал прохождение препятствий кобылицы и превращение в корову с густым молоком, которым кормят ребенка хозяйка Алтая, говорит о даре как жертвоприношение в виде кобылицы и ниспослание спасения и защите сына Маадай-Кара, хозяйки Алтая. Также в эпосе Эр-Самыр при нахождении в чужом мире батырами проводятся ритуальные действия, благодаря которым они преодолевают трудности на их пути. Оказалось, Хатан Мерген к пням белые ялама привязывал, белым молоком их окропив, благословлял. 7 пней дорогу дав, его, оказывается, пропустили. Увидевший это Эр-Самыр с коня своего Ахсары сойдя, к 7 черным пням белые ялама привязав, белым молоком окропил, благословив их, проехал. Или в сказании Қан-Күлер, имеющий коня Кара-Дерен, Кара-Күрем. Медная высокая гора показалась. Хан-Күлер, подъехав, белое молоко во все стороны окропил, в подарок ленты развешивает. Сняв шапку горе поклонился. Таким образом, дар рассматривается в качестве жертвоприношения как символ включения в чужое пространство. Посредством ритуальных действий в традиционной культуре устанавливается контакт с реальностью. Дароприношения, жертвы для покровительства несут жертвенно-просительный характер. В алтайском эпосе отражены обряды жизненного цикла, где также наблюдается жертвоприношение. В сказании Куспунах Мерген в отсутствие отца мать Батыра отправляет сына к старику Таи, дяде по материнской линии отца, который проводит обряд. Золотой чучуй в руку взял, белого молока налил, Алтаю своему окроплением, подношением имя мальчику дал, благословив. Также в обрядах воскрешения и перевоплощения в эпосе встречаются обряды перехода. Сказание Алтын-Қол, конь героя, подсказывает Батыру ритуальные действия поминального обряда. Богатырю своему говорит: «Домой, друг, не езди, брата своего выручай, меня ты послушай, все по моему совету сделай, ярко-рыжего коня поймай, красную шелковую шубу найди, красную шапку лисью отыщи, сапоги краснее макового цветка с собой захвати. Где твой брат погиб, там коня разорви, красную шелковую шубу там расстели, красную лисью шапку, сапоги краснее мака на черный камень надень, а раку из красного ташаура на черный камень выли, тогда твой брат любимый, может быть, поднимется». В данном эпизоде присутствует представление: если по поводу смерти не были выполнены похоронные обряды, умерший обречен на жалкое существование. Он не может проникнуть в мир мертвых и включиться в сообщество, которое там сложилось, не остаться в мире живых.
Сегодня в похоронно-поминальной обрядности алтайцев также проводится обряд чачука, когда родственники умершего вечером на закате солнца проводят обряд для перехода души умершего в мир предков. Также хотелось бы сегодня остановиться на таком интересном моменте. В сказании о Чибала богатырша, когда приходит воевать с могущественным царем вражеским, она проходит несколько моментов перехода и подносит чашу пиалу с аракы, и таким образом доходит до него самого. Этот момент можно связать и тем, что обряд, роль аракы имеет особое значение, то есть молочного спиртного напитка, имеет особое значение как механизм защиты своего от разрушительного воздействия людей, пришедших из чужой среды. Таким образом, можно сказать, что в алтайских героических сказаниях жертвоприношение приносится в разных моментах. Это при оппозиции свой-чужой, как дарообмен. Также в обрядах перехода семейного цикла. Тем самым они облегчают путь богатыря, главного героя в большинстве своем, и даруют ему такую мягкость при посещении тех или иных моментов. Тут у нас звуки посторонние проходят. Ремонт, кажется, да, мешался чуть-чуть. Так, коллеги. И также здесь хотелось бы отметить и про свадебный обряд, когда в сказании богатырь приводит свою невесту к родителям, ее встречают уже с чашкой с молоком, с пиалой с молоком, также принося такую жертвенную часть. Но в некоторых исследователи некоторые считают, что в данном случае молоко, пиала с молоком выступает как одобрение, знак согласия. Но в тот же момент, если мы посмотрим сказания, то в большинстве своем можно определить, что молоко здесь как и ритуал очищения, как ритуал жертвоприношения, так как невеста в данном случае является до обрядов перехода в статус жены, пришла из чужого пространства, она является чужой, и поэтому, чтобы облегчить вот эти все чужеродные последствия, таким моментом пользуются в данном случае. Это также отражено и в современной свадебной обрядности, и мы видим такие архаические моменты и в алтайском героическом сказании. Спасибо большое, коллеги. Если есть вопросы, пожалуйста, к Наталье Олеговне. Ну, у меня есть такой вопрос маленький. Мать-Земля – это как женский образ, и каким духом еще богатырь совершает, то есть человек совершает жертвоприношение? Там есть образы красной лисы, оленя, или там, и какую коннотацию они имеют, положительную или отрицательную? Ну, главный герой в данном случае и родовым горам, да, родовым горам, когда уходит со своей родной земли, он поклоняется, Аилу своему поклоняется. Также в сказании Натальи Черноевой есть момент, когда главный герой за помощью обращается к хозяину Алтая, и он приходит в образе Марала. То есть они в таком, в большинстве своем главный герой Бахтыр обращается к родовым, к тотемным в данном случае, да, образом, и они ему помогают. В основном в
как жертвоприношение выступают это ялама, белые ленточки, да, и молоко. Ну, а в похоронно-поминальном мы с вами вот только что посмотрели, это у Николая Лагашевича Лагашева, это очень четко прописано, да, все каждое действие, красная лиса, и вот эти все жертвы прямо детально описаны сказителем. Ну, вот таким. В основном, и даже если после мира предков, когда он возвращается с подземного мира, то такого дуализма в традиционной алтайской культуре нет, и поэтому в большинстве своем положительные образы. Я бы так, наверное, отметила. Спасибо, Наталья Лиговна, за содержательный, интересный доклад. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, все-таки попытаемся вернуться к Данаре Владимировне из Элисты. Вы можете выйти на связь? Данара Владимировна. Где? Видео идет, а звук не появляется. Вам нужно было в компьютере, наверное, настроить звук сначала. Да, мы вас не видим, не слышим. Ну ладно, тогда продолжаем. Переходим к следующему докладчику. Янчинов Иркин Валерьевич из Горно-Алтайска с докладом «Бельге. Ритуальное гадание в календарной обрядности алтайцев в начале 21 века». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Видео пропало. Вы видите презентацию? Презентацию видим хорошо, да. Хорошо. Если можно, включите, пожалуйста, на полный экран презентацию. Показ слайдов. Функцию. Ясно. Вот, прекрасно, все видно. Спасибо. Все появилось. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня тут, видимо, небольшие технические проблемы с компьютером, но постараюсь вкратце. Бельге. Ритуальное гадание в календарной обрядности алтайцев в начале 21 века – это тема, которая является продолжением того проекта, который выполнял Институт алтаистики, его коллектив совместно с Институтом филологии Новосибирска СОРАН в 2017-18 годах. И по результатам данной работы проекта издана работа соответствующая в 2019 году. И по мере наполнения материала непосредственно календарной обрядности мы обратили внимание на те частности, которые являются это ритуальный текст, контекст и, скажем так, узор. И в таких двух важных моментах в ритуальной жизни алтайцев, как переходы с холодного периода на теплый, из теплого на холодный, соответственно, имеют определенную сакральную, скажем так, санкционированность, которая выражается отчасти в молениях, как в весеннем случае тяжелбюрш, буквально зеленое листво, и в осеннем сарыбюрш, то есть буквально желтое листво. Фенильные признаки налицо, но при этом они имеют строгую последовательность внутри своего этого тела. Обряды весенних молений Тяжелбюр и осенних молений Сарыбюр в календарной обрядности алтайцев в разное время описывались и анализировались такими исследователями, как Данилин, без имен отчества, Потапов, Токарев, Казагачева, Укачина, Муйтуева,
Тюхтенева, Винуткинова, исследователи видели в календарных обрядах внешнее проявление переходов от холодного времени к теплому, наоборот, усматривая в них единый цикл жизни: рост, расцвет, старение, увядание, вновь рост. В работах названных авторов были даны не только описание бытования календарных обрядов, но и фольклорные тексты. В более поздних работах календарные обряды и их составные элементы подвергнуты детальному анализу и теоретическому осмыслению, что, несомненно, служит значительным подспорьем в исследовании бытования обрядов на начало 21 века. Обращаясь к механизму бытования обычаев и обрядов, отметим, что в алтайской культуре прослеживаются традиционно обрядовые знания относительно правильности проводимых символических действий в тех или иных обрядах, как, например, и спрашивание у высших сил, духа хозяина Алтая, духов таежных массивов, вершин благополучного проведения тех или иных соответствующих праздников или молений, в том числе и элементов хозяйственной деятельности, как, например, перегон скота на летние высокогорные пастбища. Сходство обрядов всех групп алтайцев прослеживается в разных районах, объясняется единой традицией, издавна сложившейся и устоявшейся в своей основе силу сакральности обрядов. Также в обрядовой части таких праздников, как Чага Байрам, Тилгаях, Тяжелбюр, Сарыбюр, проводимых коллективно в масштабах села или района, прослеживается устойчивая последовательность действий. Так, например, на все праздники участники приезжают в определенное время на заранее оговоренное священное место. Например, в Амгудайском районе одним из таких священных мест является подножие священной горы Байту, близ села Каракол. В Исканском районе это Алтынту, близ села Иканур. Эти места общеизвестны и почитаемы. И в данных молениях, о которых я упомянул, есть строгая последовательность. Это ритуальное очищение участников от возможно скверного момент приезда, затем, собственно, ритуал повязывания лент. Вот как раз сейчас на слайде это местность Пайту. Валерий Кымыч с Шабычи с помощниками повязывают ритуальные ленты на Тибек. Вот этот ритуальный вот этот комплекс Кайрат Алама. Далее мы видим, вот, например, собственно, сам комплекс Тагылов. Всего их бывает 13. Но здесь вот как раз, как отметил Алхашче, 12, еще будет строиться еще один, видимо, комплекс. Нужен соответствующий камень с той горы, который посвящен как раз этой их. Далее следует обряд, адресован духу хозяина Алтая, духом хозяина священных гор, рек, местностей. Вот, например, вот опять же, далее вот этот обряд Сарыбюр. Мы видим людей, которые делают свои подношения. Это уже обряд Тяжелбюр. Он в среднем приходится на конец мая, начало июня. Но структура его сохраняется. Здесь вот коллеги сделали такие снимки. И вот здесь с этого момента начинается, собственно, тот обряд, ритуал, который мы именуем как Бельге. Уже к концу проведения коллективных ритуальных молений, ведущий Алхашче берет заранее подготовленную пиалу. Обычно это деревянная пиала с широким верхом и достаточно большим низом. Далее он закладывает в него ритуально чистую пищу. Это вы видите терпек. Это не терпек не только, который вот потребляется в повседневности в пищу. Он приготовлен особым образом, без использования соли, без использования ножа, на новую луну, утренние часы. После этого сюда же помещается сардю, то есть масло, топленое масло, талхан,
пштах и пурут. То есть та священная пища, которая присутствует при подношениях духом хозяевам местности, дух хозяина Алтая, и в четном количестве. После этого, когда алкашчы будет готов и произнесение формульных благопожеланий, восхваляющих Алтай, происходит кульминация вот этого обряда, это вот подкидывание пищи. Здесь такой элемент, что в традиционной культуре пища, с ней играть категорически запрещено, и тем более играть. Но, опять же, определенные лица, в частности, вот, например, алкашчы, он ритуально чистый, сакрально чистый человек, то есть в его роду, семье не должно быть какой-то убыли или болезней. Совершает это действие и, скажем так, отчасти производит некий элемент пророчества относительно предстоящего сезона. В данном случае на фотографии запечатлен Валерий Кымыч, он делает ритуал Бельге на летний сезон. Это обряд Тяжел-Пюш. После того, как производится маховый бросок ритуальной чаши, люди, которые наблюдают за этим обрядом, они также проговаривают формульные тексты, которые бы звучали бы примерно как «Аргамах малым пике миде дюрзин», то есть чтобы мой священный конь был здоров, и я сам здоров, семья моя здорова. И происходит тот момент, когда чаша падает. Вот это когда чаша упала, первым подходит к этой чаше алкашчы, человек, который, собственно, и произвел это скидывание чаши. И по тому, как она упала, он определяет, какой предстоит лето, осенний сезон, то есть вот этот теплый сезон. На данной фотографии мы видим, что чаша упала естественно, в своей форме, дном вниз, открытой частью вверх. И такой элемент называется алчайта. И это считается наиболее удачным падением и таким предвещанием будущего хорошего лета. Под хорошим летом подразумевают определенное количество дождей, то есть не сильно дождливый, не сильно холодный, не сильно горячий. Такое идеальное, скажем так, в кавычках, лето и теплый период. И, следовательно, люди смогут лучше подготовиться к зимовью, лучше подготовить свои дома, жилища, скот. И таежные массивы также дадут хороший урожай, и люди смогут продолжить свою песню. Но на этом ритуал не заканчивается. После его интерпретации алкашчы вскрикивает, что очень удачно. Форма чаши, как я замечал в начале, достаточно широкая, и она действительно может упасть либо дном вверх, либо же наоборот. Вот в данном случае вот как раз удачное стечение вот этого акта религиозного, ритуального действия. После того, как алкашчы объяснит сложившуюся ситуацию, люди набрасываются на ту местность, куда упала вот эта чаша. Когда она упала и перекатывалась по склону, она полностью очистила, скажем так, выпало из нее вся вот это содержимое. То есть топленое масло, талхан, пресный сыр. И вот считается, что наиболее такая освещенная часть местности вот является та, где упала вот эта пища. И люди стараются набрать ту траву, на которую как раз вот упали эти продукты. То есть,
Трава эта нужна, как писал, как рассказал Ичиш Нукурович, чтобы принести ее домой и добавить к своему стогу. И считается, что она является неким таким лечебным, священным, и скот будет убережен от падежа и от того, что на него будут нападать дикие звери. Здесь вы видите, что женщины, мужчины, все стараются набрать данную вот траву. После того, как, скажем так, игровой момент окончен, люди спускаются, участники моления спускаются на центральный стан, где производится еще одно бельге, которую проводят после ритуального, после коллективной трапезы. На данной фотографии мы видим запечатлены Чешнукурович, Олег Йотович и Валерий Кимович. Это как раз Саарыбюш 2017 года, когда Чешнукурович и Олег Йотович передавали, в кавычках так, полномочия по юридического, скажем так, ритуального лидера Уськанского района, вот как раз Валерию Кимовичу. Но на этой коллективной трапезе по ее результатам Олег Йотович произвел как раз же, опять же, гадание на бараньей лопатке. Вот, вы видите в его руках баранью лопатку, которую он не держит над костром, смотрит уже сразу же и объясняет, что ожидает людей, собравшихся, и вообще район, республику, страну на ближайший вот холодный период времени, то есть до следующего ритуального действия уже на Тяжелбюш. То есть вот этот зиму объясняет. И отчасти здесь же с этим бельге он сразу описывает, какие запреты и ограничения должны придерживаться люди после посещения вот как раз вот Саарыбюш, и как нужно себя и подобает вести в этот зимний период, чтобы удачно из него выйти и без, скажем так, потери скота, без болезней, таких вот элементов. Ну, таким образом, бельге присутствует как раз вот на этих двух значимых праздниках, вернее, молениях, это Тяжелбюш и Саарыбюш, и отвечает вот как раз за подготовку социума к предстоящему циклу, либо теплому, либо холодном в соответствующем случае. Бельге практически отсутствует или носит усеченный игровой характер на таких праздниках, как Чага-Байрам. После того, как ритуально проходит часть Чага-Байрама, возможно, например, скатывание с горы, но вот как раз элемент гадания либо предсказания, он практически отсутствует, так как после Чага-Байрам сразу же идет культурно-развлекательная программа, а по Тяжелбюш и Саарыбюш можно отметить, что там после завершения этих молений никаких культурно-развлекательных программ не проводится. Люди целый день находятся вот как раз на освященной местности. После этого сразу же направляются домой. В некоторых бывает случаях предписания немедленного возвращения, не без посещения, например, родственников, либо же людей, больных, например, или маленьких детей. В каждом случае это алкашчы оговаривает и напоминает. Вот, все, спасибо за внимание. Чтобы задать вопросы. Татьяна Александровна задает вопрос. Эркин Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот я так поняла, что полностью вот осмысление этого обряда построено на современных материалах. И у меня вот возник такой вопрос.
просто удивляешься, насколько сохранна традиция. Прерывалась ли традиция совершения обряда Бельге в советское время, в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы? Ну, вот что свидетельствуют материалы? Это восстановленная традиция или она и в советское время также с такой же полнотой воплощалась? Спасибо. Интересный вопрос. Глубина традиции достаточно, видимо, приличная. Мы только приступили вот как раз к таким вот детальным исследованиям, так как отдельная часть ритуала говорит о достаточно глубоком понимании того, что, например, человек делал. И Бельге вот по интервью с Этишем Некоровичем, он в местности Келей, возле Келея, освященной местности, он проводил его в течение вот как раз второй половины 70-х, 80-х годов и вплоть до 90-х годов. Нужно отметить, что Валерий Кымыч является вот как раз его продолжателем, и в большей степени вот местность Байту вот в настоящее время как раз, скажем так, ответственен он за него. И люди ему доверяют, и он считается главным человеком, который может вести вот медиативную, скажем так, посредническую деятельность между профанным и сакральным миром вот как раз данной местности. Если я не ошибаюсь, в работе, по-моему, тайский шаманизм, эта местность уже обозначена как ритуально чистая местность, и местность, где проводится вот как раз моление Тяжилбюрс и Сарыбюрс. То есть это мы можем смело говорить о второй половине 19 века, начале 20 века, то есть вплоть до 30-х годов, пока была жива вот эта как раз непрерывная традиция. В настоящее же время этот элемент, он самим Алхашчи еще и осмысляется, потому что возникает некий такой элемент, Алхашчи не должен упускать и терять всю нить вот этой системы подготовки человека и местности к тем или иным периодам. По сути дела идет речь о достаточно высоком уровне контроля. Например, они могут просыпаться утром, производить моления, которые его беспокоили относительно, например, даже той же самой молодежи, которая ездит на мотоциклах без каски. И в данном вот Бельгии вот как раз скидывается вот эта чаша, и возникает момент, когда отчасти речь идет о случае, как упадет эта чаша, но при этом этот случай пытается, скажем так, даже контролировать отчасти вот ширина чаши. Чаша достаточно большая, но она опять же дает 50 на 50, либо так, либо удачно, либо неудачно. И это, ну, в настоящее время, наверное, еще требует дополнительных исследований. Сарыбюр прошел в районах Республики Алтай недавно, на прошлой неделе. И вот думаю, еще мы будем дополнительно анализировать. Ну вот, на ваш взгляд, это скорее непрерывная традиция, или если была прерывистость, то в течение жизни одного поколения, да, если был перерыв, то небольшой, и поэтому такая сохранность. Вы бы характеризовали как непрерывную традицию или как восстановленную? Традиции, те обычаи жизненного цикла и вот ритуалы, конкретности, вот ритуальные действия, они вплетены вот как раз в повседневную жизнь. И, например, некоторые части вот благословения или прошения здоровья можно слышать, когда человек заходит в дом, либо же при встрече возле колонки, например. То есть она настолько вплетается. А вот обряд Бельге, он достаточно, ну, если мы полностью доверяем, конечно, Этиш Некоровичу, о чем он говорит, то он отмечает, что и в военное время, и послевоенное время это все производилось дома. Дома, близ стоянок, на которых практически работало все население того или иного села.
И на стоянке, например, практически невозможно контролировать, чем занят тот или иной человек, либо даже на том же самом летнике. И он там может спокойно отправлять ритуальные культы. На высоте около 2300 метров в местности Куркурек, это приграничная территория Исканского района и Республики Алтай, Казахстан и Алтайского края, Чувашского района. Вот как раз там в период поднятия вот как раз целины алтайцы также держали вот этот спот. И там в условиях вот этой мерзлоты видно, что стоит чахы. И именно вот про такие летники алкашча отмечают, что там никто не мог контролировать. И, видимо, поэтому я считаю, вот, что традиция не прерывалась, так как сама хозяйственная деятельность способствовала тому, что ритуальная жизнь не останавливалась. Спасибо, Иркин Валерьевич, за подробный, Спасибо. интересный, яркий доклад. Спасибо. Но если Данара Владимировна готова выступить, то, пожалуйста, включайтесь. Мифологические представления о еже в калмыцком фольклоре. Меня слышно теперь? Теперь слышно. Да, я сейчас запущу демонстрацию. Так, а как мне сделать на весь экран, чтобы сделать показ слайда? Всем видно, да? Меня видно, слышно? Вы меня слышите? Да, да, видно, слышно. Хорошо. Коллеги, здравствуйте. Извините за неполадки. Я хочу представить свой доклад. Вот в рамках научного проекта «Инедита калмыцкого фольклора» из архива Ивана Ивановича Попова, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, нами планируется подготовить к изданию фольклорную коллекцию собирателя донских калмыков Ивана Ивановича Попова, зафиксированную в конце XIX века. Она содержит эпическую песнь, 51 текст сказки, образцы несказочная проза, это 17 полных текстов, и малые жанры, это 309 загадок и 172 пословицы. Настоящий мой доклад посвящен мифологическим представлениям о еже в калмыцком фольклоре. Материалом послужили предания и загадки из коллекции Ивана Ивановича Попова. Известно, что еж мудрый в фольклорной традиции выступает создателем брачных обычаев. И вот это и в калмыцком фольклоре такое, и в загадках, например, также подчеркивается иголки ежа, что что он бежит вокруг юрты, опоясывая ее, подобно лучистому солнцу, совершающему свой круговорот, где солнце – это еж, а его иголки – это лучи. Это вот звучит на калмыцком так: «Бавгыр гын шоугыр джитта» – это зара, потлатый старик с острым копьем. Или следующая загадка: «Завграр зарай гюджи хошланг» – это «по щели бежит еж, пояс юрты». Также я бы хотела вам зачитать перевод предания в записи Ивана Ивановича Попова. Это «Зарай цецна юсы зааксын туджи» – предание о еже мудром, указавшем обычаи, вот как раз-таки брачный. В давние времена калмыцкий народ, не признавая родственных отношений, женился, не обращая внимания на то, что они являются кровными сестрами или братьями. В те времена пригласили мудрого ежа. Еж мудрый прибыл, стали калмыки, носившие на головных уборах красные кисточки, просить совета у ежа мудрого. Еж мудрый сказал: «Взяв ножку мяса, взяв бурдюк араки,
Опоясывайте пестрым, рябым, взяв не родственниц, становитесь супругами, не уподобляйтесь скотине. Это не ваш обычай. И вот сам же собиратель Иван Иванович Попов, комментируя записанное им предание, писал следующее. Предание говорит, что обычай делать эти черные продольные полосы на белой ткани берет свое начало с очень давних времен, а именно до принятия буддизма. Монгольские племена исповедовали шаманизм, обоготворяющий силы природы и даже животных. В эту незапамятную пору калмыки женились на родственницах, и для того, чтобы узнать, правильно ли это, позвали мудрого ежа. И тут же он приводит свой перевод этого предания. И вот мы обратились к такому моменту, который ранее исследователи как бы не замечали, или он же переводился общей фразой, это «не женитесь на родственницах» и опоясывайтесь рябым, пестрым, которое вот ассоциируется с поясом хушлынг, и вот это и в загадке было, и в предании говорится о том, что еж ассоциируется с этим поясом кибитки, хошлынг по-калмыцки. И вот мы пришли к тому, что нужно по-новому посмотреть. И это в особенности касается это переосмысление именно из-за комментария самого собирателя. И в загадке, и в предании говорится о еже и об опоясывании. И комментарий к преданию и Попову уточняет, что речь идет об опоясывании юрты для новообразующейся семьи. По сюжету предания до указа ежа калмыки и айраты практиковали единокровные браки. И нужно сказать, еж мудрый указывает на то, что нужно прекратить единокровные браки, остановиться супругами, нужно опоясываясь рябым, пестрым. Нужно скак, поэтому заменяется понятием дом. При сооружении дома юрты решетчатые стены накрывались кошмой и опоясывались веревкой, поясом. Иван Иванович Попов называет эту кошму полстями. Все эти полсти прикрепляются к деревянным частям и соединяются между собой очень многими тканями из белой шерсти с полосами на них и с черной тисьмами хошланг. Важным моментом является, что для образующейся семьи собиралась новая юрта, которая опоясывалась пестрым рябым поясом из белой и черной шерсти. Опоясывание – это движение по кругу. Круг, в свою очередь, как и еж, является символом солнца. И Иван Иванович Попов пишет, что главнейшими актами свадебного обряда является поклонение невесты и жениха в присутствии духовенства вечному желтому солнцу и совместное держание ими берчагачимгн. При бракодуховенством читается и поется между многими другими следующими. Подобно тому, как августейший хан Чингис и благонравную девушку торжественной чина. Посадив ее с женихом, мы призываем благословление на их союз. Затем совершается жертвоприношение огню, сжигая в нем мясо, жир, масло, молоко и многие другие символические предметы. При этом духовенство возглашает: могущественный повелитель огня, вкусив эти жертвы, соизвольте преподать покой, блеск, долголетие и богатство брачующимся. Да исполнится все благое, ими задуманное, всесовершенный Будды. Соизвольте исполнить брачующихся единомыслием и здравием, увеличением рода и полным согласием в деятельности, учения и всего доброго. Да уподобятся брачующиеся, производящим всяческую пользу и добро небесам и матери, просветятся их мысли подобному солнцу, и да будут они чисты и возвышены, как луна. В этом этнографическом материале тюрков в Южной Сибири, приведенном в книге «Традиционной Сибири», отмечают, что основным атрибутом
атрибутом различных ритуалов, который в основе своей является поклонением Солнцу, фигурирует именно волосяная веревка. Авторы объясняют, что непрерывность, надежная протяженность, связь – это свойства в тюрксологической традиции приписывались крученой волосяной веревке снеле-джеле. Например, у тувинцев волосяная веревка выступала своеобразным мерилом счастья. Именно в таком значении использовалась она в обряде, посвященном огню животного из иха. В назначенный день по всей окружности юрты по верхнему краю решетки протягивали салбак, пеструю волосяную веревку, сплетенную из шерсти овцы и козы. К салбаку привязывали разноцветные ленточки, миниатюрные изображения кожаных фляг, ступок и деревянных подойников. Считалось, что чем наряднее выглядит эта импровизированная гирлянда, тем лучше будут жить хозяева, устроители церемонии. Также аналогичные обряды есть и у алтайцев, у бельтиров, у бурят. Якуты же проводили аналогичный ритуал во время Исааха, празднования, посвященного Солнцу и плодородию. Центральное место освободилось при этом Тюсельге, моделирующим структурную вселенную. Его основой были коновязные столбы, вокруг них втыкали молодые березки, перевитые пестрой волосяной веревкой. Веревку украшали разноцветными лентами, утиными перьями, телячьими намордниками. В традиционной же обрядности калмыков в настоящее время уже нет данных ритуалов, ни одного, скорее всего, с использованием пестрой рябой волосяной веревки. Но, судя по преданию, ранее таковые могли быть. Если дословно перевести фразу ежа «Ирян цохран бюсельктну», получится пестрым, рябым цохар, бюсельтн – это опоясывайте, пестрым, рябым опоясывайте. Возможно, пестрая – это разноцветные ленты өлькцы, ленты подвески, которые в настоящее время используются в свадебной обрядности калмыков. Рябое – это черная крученая волосяная веревка, именно хошлынг, пояс кибитки, юрты, о котором пишет собиратель Иван Иванович Попов. Если исходить из данной реконструкции, то в предании описана конструкция, аналогичная якутскому салама, алтайскому оттын-залазы, тувинскому салбак, бурятскому зала, в котором подвешивались, привязывались цветные ленты. По всей видимости, на каком-то этапе опоясывания юрты пестрой рябой волосяной веревкой исчезло из свадебного ритуала поклонению Солнцу, и остался лишь его рудимент в виде өлькцы. Они до сих пор фигурируют в свадебной обрядности калмыков. Это өлькцы, это ленты, нити, подвески. Корень лексема өлгы означает подвешивая, что соответствует основной функции подвесок подношений, ленточек, нитей в ритуале. Как указывает также один из собирателей калмыцкого фольклора и обрядовых материалов калмыков Улюмджи Душан, он пишет: в числе предметов должно быть немного косо отрезанная материя нескольких цветов. Иногда она заменяется пучком ниток, өлькцы, для подвешивания. Обычно өлькцы бывают из 2 или 3 цветов. Преобладающими являются белый, кубовый и розовый. Өлькцы вешают на головку решетки под бурханами. По свидетельству также Улюмджи Душана, невеста должна привести с собой өлькцы своего рода и преподнести его роду жениха для ритуала жертвоприношения огню. Вот как он его описывает. Вечером режут барана и приносят его в жертву огню. К этому времени невеста должна явиться в кибитку отца своего жениха с кошмой и өлькцы. При входе в кибитку она постилает шердык и усаживается на нем. Перед ней натягивают материю. Ей дают на руку ножку зарезанного барана. Потом ее заставляют кланяться очагу, солнцу, всем родным и родственникам жениха, как живым, так и мертвым. В то же время на подол платья невесты подсыпают много жира, из которого 3 кусочка она должна бросить в огонь. При этом говорят: пусть сноха ваша кипит жиром. Остаток жира выносят и отдают собакам.
Поклонение солнцу и огню и в настоящее время является неотъемлемым ритуалом свадебной обрядности калмыков. А вот от ритуала опоясывания юрты, как у тувинцев и ранее, по всей видимости, у калмыков, в калмыцкой свадебной обрядности сейчас идентифицируются лишь цветные ленты уэлькцы, без уже рябой волосяной веревки. Калмыцкая невеста привозит с собой кашму, в настоящее время это матрас, и небольшой квадратный кусок белой материи, в один из углов, который завязан узлом вместе с цветными нитями, уэлькцы подвесками, для ритуального поклонения солнцу, огню, предкам и родственникам жениха. По материалам тюрко-монгольских народов Южной Сибири основным значением ритуала поклонения солнцу с использованием пестрой рябой крученой волосяной веревки было испрошение души ребенка. Как отмечают исследователи, социализация индивида начинается даже не с момента рождения, а гораздо раньше, с пожеланием молодоженам иметь много детей, и является частью свадебной символики. Ну и мы считаем, что аналогами ритуальных лент, обрядовых практик поклонения солнцу калмыков являются вот те самые уэлькцы, которые и в настоящее время присутствуют в свадебной обрядности калмыков. Но еще одним подтверждением о том, что еж и ассоциируется с солярной символикой, можно сказать о том, что он имеет связь с плодородием, которая доказывается и археологическими раскопками, и в которых эта богиня Возрождения предстает в зооморфном образе и символизирующем матку. Это рыба, лягушка, еж и бычья голова. Этой мысли не противоречат и основные значения лексемы «зара» в праалтайских языках, как кожа, кожица. Следовательно, если «зара» — это матка, то крученая рябая веревка, пояс юрт — это пуповина. Ну, здесь уже напрашивается аналогия с ритуалом оленьего дерева для испрошения дарования детей у бурят, о котором пишет Галданова. Дерево выбирали молодое, крепкое, опоясывали его полосой материи лентой. Например, в обряде по избавлению женщин от бесплодия якутский шаман поступал следующим образом. В юрте в разных направлениях протягивали тонкую волосяную веревку, к ней подвешивали берестяные изображения солнца, луны, маленькой птички. Такую же веревку обматывали вокруг живота женщин, заклиная доброго духа не спаслать плод. И в этой связи весьма интересным и в какой-то мере, наверное, подтверждающим наше предположение относительно ритуала опоясывания, связанного с прошением рождения ребенком, на наш взгляд, является эпизод с ритуалом опоясывания кишками с прямо противоположным значением, пожеланием смерти. Это также зафиксировано в предании о Гессере. Гессер Багдо обнажил свой меч, вбежал в дом и разрубил Хатун Андулму на две части. Хатун черный живот свой освободила от внутренности. Гессеру Багдо сказала: «Дорогой, у меня будет просьба завещания, опоясай себя этим». Сказав, скончалась. Гессер Багдо пошел и опоясал кишками один могучий тополь. К утру то дерево истлело, посредине обломилось надвое. Гессер Багдо подумал: умерев, оставила мне такое завещание. Хотела, видимо, меня сгубить. Здесь, как мы видим, представлено бинарное мышление как одно и то же действие, а именно опоясывание веревкой или в данном случае кишками. В одном случае подразумевает рождение, а в другом смерть, демонстрируя оппозицию рождения-смерть. И таким образом мифология ежа в калмыцком фольклоре хранит представление об архаических верованиях народа. Образ ежа сопровождается такими символическими элементами, как солнце, огонь, плод, род, семья, а также крученая волосяная веревка, хошланг, ленты подвески, уэлькцы.
значение которых выявлено при типологическом сравнении с обрядами и спрашивания души ребенка у тюрко-монгольских народов. Спасибо за внимание. Две минутки на вопросы, если есть. Пока нет, да? Ну, в таком случае... Можно не вопрос, да, конечно. Комментарий маленький. В алтайской традиции круг также имеет ритуальное значение опоясывание. И вот тоже такое мнение есть, что опоясывание, с одной стороны, это защитное такое действие, а с другой стороны, когда войлочный ковер дарится молодым, то его полностью не обшивает, а оставляет вот это открытым некоторую поверхность, чтобы туда заходила душа детей и для благосостояния, достояния будущей семьи. И вот сейчас прозвучало, да, что неоднозначность вот этого круга магического, вот она тоже присутствует в алтайской традиции. Спасибо за доклад, было интересно. Спасибо за ценное ваше дополнение. Вот. Теперь мы предоставляем слово Майе Петровне Чочкиной, город Горно-Алтайск, с докладом «Бала. Ребенок» и «Умай Эне. В алтайской мифо-ритуальной традиции». Пожалуйста, Майя Петровна. Слышно, да? Слышно, да? Слышно. Ага, спасибо. Ну вот, отчасти вот этот доклад, он был связан с тем, что вот в начале, наверное, 90-х годов, 80-е годы, это времена таких перемен, возрождения, и многие вот заинтересовались своими вот такими интересными моментами, символами, обрядами. И вот недавно ко мне обратился один вот молодой режиссер, он искал материалы и попал вот в верховье Горного Алтая, это самые верхние такие по географической части вот это Кушагашский район, и он попал вот в долину Архыта, реки Архыт, и там встретился с одной семьей, очень интересный муж, он так занимался дорогой через перевал, а жена оставалась дома, и у них был один сын, он учится в школе в Кушагаче, и она целый день остается одна в доме, эта женщина. И она вот говорит, она долгое время хотела иметь ребенка второго, но у нее не получается почему-то. И вот она ходила по больницам, и вот все безрезультатно, и поэтому она сходила к знающим людям, пелергиши, вот алтайцев называется, да, такие люди, таким шаманам, современным алтайским, и посоветовали сходить, одно место есть вот в Кушагаче, оно называется, зафиксировано как Тарахтинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник, древний мегалитический комплекс, расположенный в Чуйской степи, в 25 километрах к юго-западу от села Кушагач, у автодороги Кушагач-Джазатер. И комплекс был открыт и обследован в 1994 году экспедицией Горно-Алтайского государственного университета под руководством Василия Ивановича Соенова. Это очень большие такие каменные валуны, расположены по окружности. И одна из вот таких больших камней, вот местные люди называют, что это каменная колыбель, Таш-Хабай говорят. И к нему приходят женщины, у которых нет детей, да, или они хотят детей по разным причинам. Приносят вот некоторые люди из другой национальности, приносят они маленькие такие игрушечные колыбельки, ставят там. И вот эта женщина тоже пришла, она говорит, вот мне сказали, как это ритуал сделать. И она говорит, вот мы забыли немножко вот это божество, которое называется Умай, мне сказали к ней обратиться, разжечь костер, окропить молоком, покормить огонь, и через огонь обратиться к Умай-Эне, чтобы она ей дала плод ребенка, зародыш ребенка. И вот этот режиссер спрашивает, как можно вот в кинофильме, почему как происходит вот этот обряд выпрашивания кут, зародыш ребенка, и что за
ну, божеству Майне, хотя ну, он говорит, читал все это, но вот я хочу представить традиционной современной культуре про Майне, как она вот вообще вот алтайцы с ними соприкасаются и как вот образ ребенка вообще в традиционной культуре алтайцев. И вот я посмотрела литературу, она оказалась, да, действительно такая интересная тема. Вот когда-то мы с Валентиной Александровной Мультуевой в 90-х годах собирали ну, такие запреты, байланыш называется у алтайцев, пай, байланыш, и мы собрали вот очень такой разнотематический, наверное, запреты, связанные вот с мужчинами, с женщинами, там, поведением, ну, разные вот, все, что связано с жизнедеятельностью человека. И вот среди них оказалось вот такие моменты, когда если женщина или какой-то бай, запрет, то они бывают наказаны, и чтобы предотвратить вот это наказание, гинчек, изиду, вот этот грех, они обращаются к знающим людям, а знающие люди вот им подсказывают, что надо делать, какую жертву приносить или ну, какой обряд провести. И после этого им дают время для того, чтобы человек находился ну, в таком состоянии, когда вот он должен придерживаться всех правил поведения. Называется пайдудары. И вот после этого, там месяц, может быть, неделя или там что длительный срок, и после этого у них или появляется ребенок, или ну, вот они отмаливают свои грехи. Вот причиной может послужить вот это, почему женщина не имеет ребенка, да, или не имеет, вот, ну, если один ребенок есть, другого нет. И есть, ну, я встречалась с очень многими информаторами, ну, разное время. Вот был один случай, мы ездили в Малую Инью, это Ангудайский район Республики Алтай, и там встретились с такой интересной женщиной, она была дочерью Тярлыхче, ну, вот тоже такого человека, ну, он говорит, что он не шаман, это его отец, ее отец говорит, что он не шаман, он человек нового формата, вот они не это кровавое жертвоприношение, если там выпрашивают от ребенка, и верховному, и нижнему божеству Нижнего мира. И вот эта дочь рассказывает, но она тоже уже в возрасте человека, и она вспоминает и говорит, что у одной семьи долгое время не было детей, и попросили ее, ну вот этого человека Дярлыхче, ну, провести обряд. И они забрали белого барана, поднялись вот в места моления, там, вероятно, привели вот жертву этого белого барана, но божество Верхнего мира сказало, что у женщины, ну вот у этой семьи очень большой грех, и он не может дать им вот ребенка. Им ну, нужно вот попросить у божества Нижнего мира. И вот они берут барана черной окраски, масти, и вот они с этим бараном опять приносят жертву и спускается в Нижний мир. И Ирликби им показывает вот грех этой женщины, что вот она когда-то убила своего ребенка, ну, в младенчестве она была внебрачный ребенок, ей было стыдно рожать, и вот что у них вот такой очень большой грех. И Ирликби бросил этому шаману Тярлыхче, ну, не две, а одну обувь. И он забрал эту обувь, вернулся и оказался на земле, как будто он сидит на черепе лошади. И вот с этого дара у этой семьи родился сын, и вот с этого мальчика там в долине Малой Ини у них вот целые там братья родились, там сестры, очень много такого рода людей, вот, которые родственные имели вот родственных отношениях с этим мальчиком. И вот эти рассказы, они постоянно, вот когда спрашиваешь,
к кому вы обращались, или вот иногда, вот однажды мы были на выставке коллекции Клеменца, и у нас был в Национальном музее выставка организована, и там была вот деревянная колыбель пишек, и я стояла и смотрела, как вот интересно все обустроено, и рассматривала, и пожилая женщина подходит, я у нее спрашиваю, вот, как это колыбель, вот как у вас называется, она говорит, хабай, ну когда-то вот называли ее пешик, и там было вот прикреплено над колыбелью лук и стрела, которые, и ленточка белая, которая означает вот божество Умайны, говорит она, вот, которое охраняет рожениц детей. А вот Потапов пишет в своей работе «Алтайский шаманизм», что ну, культ Умайны, он, в принципе, забыт, да, у тюркоязычных народов, они не поклоняются, и очень мало ну, информации про Умайны говорят вот, ну, у алтайцев, и, ну, у тюркоязычных народов, например, в Сибири. Он пишет, что и вот это все подвигнуло меня вот посмотреть, что за вот, насколько вот сегодня живучий вот это образ Умайны, культ Умайны, как происходит вообще вот этот механизм забывания или наоборот вот не стягивание, да, а наоборот вот когда развертывается из одной вещи или из одного запрета, развертывается вот та глубинная память, которая вот есть у народа, да, казалось бы, вот она забыта, вот все, ее нет, и вот они вспоминают. То же самое происходило когда-то вот про Шуну Батыра, да, казалось бы, ну вот он остался только в преданиях и зафиксированных в письменных источниках, и вот во время молений, вот в 90-х годах, во время Чага Байрам, и люди стали говорить, что Шуну возвращается. И то же самое говорили про Гугутей Мергена, что он возвращается на Алтай. Вот, что за вот такие глубинные механизмы памяти, вот, о котором пишут ну, исследователи, вот Апаркова пишут, да, Луиза Львовна Габыша очень интересно написала в своей работе. Ну, конечно, вот это Умайны, это очень древнейшие религиозные культы, и достаточно значимые, чтобы народ его, но даже через такое большое поколение забыл, да, вот через ну, такое время. И вот Потапов, ссылаясь на работы Базина, Радлова, Миллеранска, потом Михайловича и других исследователей, он пишет, что он был из одних составных частей вот, религиозной системы древних тюрков, да. И в словаре Кашгарского тоже в Кашгаре встречается Умай как с значением плацента, детское место, чрево матери. Как вот народ как может забыть вот такие важные моменты, если вот она связана чадорождением, там, выпрашиванием плодородия или путь ребенка для ребенка, да, вот свадебные обряды постоянно проводятся, они не забываются. Вот если посмотреть вот работы Саула Матвеевича Абрамзона, он отмечает, что роль Умайны в религиозной традиции тюркских народов гораздо многограннее, чем ее вот, представил Бернштам, да, как женское божество, покровительство домашнего очага, хранительство потомства, видя в ней переживание женского материнского культа. Ну, он, вот, в частности, в словаре Вербицкого можно встретить, что Умай встречается значение как доброго духохранительницы младенцев, так и ангела смерти. Ну, вот, вероятно, этот дух близок с образом Кара Умай, упоминающийся у сагайцев. Вот, он пишет, что они губят младенцев, лишают их жизни. Ну, вот у алтайцев, вот, ну и у всех тюркоязычных народов все вот обряды семейно-бытовые, календарные, культовые, производственные, они все связаны, которые с производством жизни человека и всего, что его окружает. Вот основной целью этих обрядов является это выпрашивание кут детей людям, потомство скоту, обилие окружающему миру. И поэтому какой бы обряд мы ни коснулись, она всегда будет связана с выпрашиванием вот, потомства. Да? Вот, конечно, вот, про кут пишет очень много. Это общетюркское слово или в древнетюркском языке она имеет такие значения, как душа, жизненная сила в древнетюркском словаре
фиксировано, да, или счастье, благодать, благо, удача, успех, достоинство, величие. В русском языке вот юдафн представляет много кусочек студенческого вещества темно-красного цвета, якобы попадающий через дымовое отверстие и приносящий счастье хорошему, честному человеку. Оберег, охраняющий скот и человека, божок, маленький идол, жизненная сила, дух, душа, пятое – это счастье, удача, благодать. Ну и в алтайском языке это означает душа, дух, жизненная сила. И в таком же значении в ряде тюркских языков. Вот, в современной культуре кыргызов я вот там училась, встречалась. Вот если алтайцы говорят, что если какая-то удача или вот находят ну, какие-то вещи, да, связанные с драгоценностью, там, счастьем, это называется ердине, да, а у кыргызов это называется кут. Поэтому если ты что-то новое приобрел, они говорят кут ползун, чтобы оно принесло тебе счастье, да. И в этом значении оно тоже вот хорошо прикрепилось ну, в мировоззрении киргизов. В мифоритуальной традиции ребенок иногда передается такими символами вот, в алтайской культуре. Тухум, тимыртха, яйца, юрень, семя, которые закономерно связаны с идеей плодородия, воспроизведения или служили обозначением потомства человека. У теленгитов Алтая тухум употребляется значение яйцо, от него глагол тур, высидеть, выродить, родить, отцовское наследство. И сравнительно вот в киргизском тоже она встречается, также потомство, поколение, порода, род. И вот в колыбельных песнях, посвященных ребенку в алтайской культуре встречается яйцо как ребенок, да, и вот параллель идет ребенку, да, тимыртка, яйцо и маленький ребенок. Помимо определения душ или зародыша, тут встречаются вот такие определения, как кучиях, пташка, тяж, юрень, зерно или семя. Вот божество, он встречается вот такие глаголы пычып тятхан, пычычу, удай, то есть вырезая из чего-то вот кот ребенка, да, или человека. И вот это слово пычыр, он не просто встречается, да, вот, в культуре алтайцев, он встречается именно в героическом эпосе или обрядовой культуре, именно связано вот творением, первотворением, просто вот творением или творением божества, связанным с творением божества. И иногда вот встречается вот предыдущий докладчик сказал очень интересные вот символы, да, рыбы, лягушки, ежа, да, вот тоже олицетворяющие символику плодородия. Вот в алтайской культуре в сновидениях встречается, что если приснится рыба, то у женщины будет ребенок, да, и безотносительно вот это и женщине может присниться, и мужчине может присниться, и это всегда будет означать, ну, что женщина беременна, у нее будет ребенок. Или иногда говорят, что ты будешь богатым, да, что рыба, она олицетворяет богатство. Вот, помните, вот в скифской орнаментике иногда встречается вот эта чешуя рыбы или рыба сама, орнаментики, вот, которая означает, ну, вот, информаторы говорят, что это означает богатство. Ну вот... И здесь очень интересно слово «эликсим», которое обозначает ребенка пала, и рыба палых, да, и лягушка паха. Ну вот лингвисты говорят, что они не находятся в одном семантическом ряду, но вот интересные такие вот слова. В материалах по шаманству алтайцев Анохина, выпрашивая кут ребенка, шаман также называет душу ребенка кызыл-курт, красная червь. Или иногда говорит тяж курбо, курбочох, вот когда вот обращаются у майны, говорят курбочоңды курулап жүр, вот под пазухой сохрани росточек курбочох, тоже интересный вот такой символ. Подобные схемы составляют основу мифоритуальной концепции алтайцев, где прошлое неотделимо от настоящего будущего, и вот очень интересные вот такие структуры. Ну вот мы знаем, что мифоритуальной традиции самыми значимыми были именно первые дни ребенка.
И вот поэтому младенец как бы был неполноценным членом человека, как инаковым существом, поэтому вот колыбельный период и рождение ребенка, она всегда находился покровительством ума и майи. Вот алтайцы иногда, вот когда они спрашивают, вот, особенно у знающих людей, которые вот знают и гадание по лопатке, и вот проводят ритуал, они говорят, что они находятся под покровительством до 7 лет, они говорили. А дальше уже под покровительством родителей или божества, которым поклоняются родители. Ну, это особенно насыщенный обрядами оберегательного характера период жизни человека. И вот Алхаш-Сюз, она очень хорошо показывает разные вот моменты, связанные с ребенком. Да? Вот Каруновская, которая посетила Горный Алтай в 20-е годы, она говорила, что изображение Майяны состояло из деревянного лучка со стрелой. Вот помните, я говорила в начале, да, и прикрепленной с белой ленточкой тялама. И повивальная бабка или повитуха, вот когда идет ритуал положения в колыбель, она окуривает горящим можжевельником и обращается сначала к хозяйке огня, потом у Майины, чтобы вот она охраняла ребенка, да, и вот все вот это ряд охранительных моментов, которые должна она совершить. И она спускается по бахана шесту, который спускается через домах, да, и помогает родить ребенка. Вот повитуха говорят, не моя рука, а рука у Майины разрезает пуповину. И вот я думаю, что вот повивальная мать, вот повитуха, она кинене у алтайцев очень почитаема. И вот если к ней плохо обращаться, говорили, что у Майины может рассердиться. То есть можно посмотреть, что вот какое-то земное воплощение у Майины иногда, или она посредник, через который вот у Майины охраняет ребенка. И вот такие тоже посреднические функции она выполняет. Ну вот символами вот у Майины, вот я смотрела вот эту символику луки, стрелы, она тоже вот белая тряпица, в которой нашивали пуговицы, бусинки, раковины каури, бараньи альчики в шалторах. Но они все имеют, конечно, свой символический ряд. И вот очень интересный момент вот у Савинова есть, что когда Айхат принимала роды у роженицы, она отдавала в руки повивальной матери нож, если это мальчик, и ножницы, если это девочка. И вот через вот этот нож передавался тын, дыхание или душа ребенка. Поэтому при разрезании пут использовался тот же нож или ножницы. И потом, когда шел вот обряд Тохнбагар, там тоже вот присутствовал вот этот нож. Это очень интересный тоже момент. И вот иногда вот у Майи вот в благопожеланиях видно, что у нее есть орнитоморфные элементы. Время, да? Да, Майя Петровна, все у вас уже. И вот, ну вот я заканчиваю. Ага, я все заканчиваю. Да, и вот подводя итоги, можно сказать, что любая вот такая вещи или вот слова, да, вот запреты, они представляют собой как такую свернутую в одно лаконичное высказывание, как запреты или вещь, и потом она при таком моменте, когда человек или народ вот приходит в такие критические моменты, она развертывается. И в этих случаях мы имеем вот такую компрессию информации. И вместе с тем, вот такую необходимость, да, когда в условиях устной передачи вот через время и пространство вот нужно вот вспомнить или реконструировать это. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш доклад. Так, есть вопросы или комментарии к докладу Майи Петровны? Спасибо. Спасибо, очень интересный доклад. Спасибо.
Спасибо. Еще тоже можно комментарий. Вот во многих этнических культурах в условиях глобализации отмечают, что традиция исчезает, а вот как вот я поняла по вашему докладу, по докладу Эрлика Валерьевича, в алтайской культуре наблюдается совершенно как бы обратный процесс. Традиционная культура как бы получает даже какой-то вот стимул для своего продолжения, развития, для осмысления, вот ощущение прям очень живой традиции на Алтае. Это вот так, на ваш взгляд? Ну вот я наблюдала вот это еще в 80-х, 90-х годах, когда уже начали проводиться вот эти национальные игры, Елоин, потом вот эти конкурс песен, да, народных тянгар, хожон, и вот она как-то сколыхнула все на Алтае, и вот началось вот какое-то возрождение очень интересное. Вы, наверное, даже видели, наблюдали, вот если вы были на Алтае, да, всплеск вот такого ну, возрождения шаманизма, даже вот многие молодые люди говорили, что у них шаманская болезнь, что они стали шаманами, тоже вот очень интересные моменты, поэтому говорить о том, что вот традиция наглухо он исчезает или уходит, вот я бы этого не сказала, как фольклорист, да, который вот постоянно я наблюдаю вот такие моменты, или вот мастера приходят, спрашивают, а что это означает, вот этот символ, вот другой символ в орнаментике, вот, но я могу сказать, что она вот не угасает. Да. Почему культ Умаене у алтайцев как-то почему-то забыт? Почему вот остались тексты, обрядов нет, знатоков об этом тоже нет? С чем это связано исторически? Может, какие-то гипотезы существуют все-таки или нет? Ну вот я думаю, вот я читала очень много вот таких благопожеланий, которые посвящены Умаене. Вот текст действительно Шинжин, Укачина фиксировала. Почему вот она... И вот последнее, вот даже посмотрите, в 20-х годах, которая писала благопожелание Коруновская, она всегда вот наряду с Отене идет, матерью огнем, да. Может быть, какое-то время вот она поглотила культ Умаене, или вот бывают вот такие функции, они ну, стягивают на себя, или ну, вот она к матери огню также обращается заход, и иногда говорят, что вот через огонь вот дают кут ребенку, да, вот когда идет свадьба, и поэтому надо говорить благопожелания, петь благопожелательные песни, где вот и спрашивается вот это кут ребенка и ну, плодородие скоту, там, земля Алтая, да. Поэтому, может быть, функция какого-то божества, она становится более сильной, чем у Умаене, да, хотя вот в текстах или воспоминаниях люди вспоминают, не забывают. Майя Петровна, спасибо, интересный доклад. Так, сейчас мы предоставляем слово Антонине Сароуловне Дангак из города Кызыл с докладом «Скотоводческие обряды, заговоры и приметы и поверья тувинцев Монголии как жанры обрядовой поэзии в системе традиционной культуры». Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня видно, слышно? Да, хорошо слышно. Видно, слышно, да? Хорошо, спасибо. Цель моего сообщения – это охарактеризовать скотоводческие заговоры, народные приметы этнических тувинцев Монголии как важных составляющих кочевой культуры. Исследование мое основано на полевых материалах 3 экспедиций. 2 экспедиции были проведены к этническим тувинцам по НЛП и Селенге Аймаков Монголии в 2007 и 2012 годах. И одна экспедиция была в 2011 году Тувинско-монгольская совместная экспедиция Верцинский Кажун Республики Тыва, где тувинско-монгольское двуязычие в то настоящее время сохранилось.
Скотоводческие заговоры – это словесные формулы, сопровождающие магические действия, связанные со скотом, направленные на увеличение поголовья скота и убережение его от болезней и дзута, массового падежа, вызванного суровыми природными условиями или же другими причинами от нападений хищных зверей или в результате воровства или угона скота. В кочевой культуре скот выступает как символ жизни, как ее основной смысл. Скот – это пища, богатство, здоровье, продолжение рода и жизни. У тувинцев и монголов есть понятие пеш-чузюнмал, скот 5 мастей. Это овцы, козы, коровы, лошади и верблюды. Лошадь и овца считаются животными с горячим дыханием, а коза, корова и верблюд с холодным дыханием. Животные с горячим дыханием, овца и лошадь, ценятся очень особо высоко. Этнические тувинцы Монголии называют их эртенемал, то есть скот, драгоценность или же священный скот. Овцы, потому что дают основную пищу, мясо и шерсть. А лошади, помимо того, что дают мясо, но и используются как основное средство передвижения кочевников, как символ верности, надежности, дружбы. Все, что связано с лошадью, это сакрально. Монгольские тувинцы говорят: «Эртиненің тую тайбаса, эрнің чуре тайбас». Если не подкосятся ноги у коня, то и у мужчины сердце не вздрогнет. Еще считается, что если в пути встретится лошадь, то у путника жизненная сила укрепляется. Это наши информанты из Монголии нам рассказали. И до сих пор это очень в культуре это все сохраняется. Так, например, записан нами такой образец юрелов благопожеланий при получении приплода скота. Например, жеребят, ягнят, козлят и так далее. Когда у кобылицы впервые рождается жеребенок, то говорят: «О, благослови Арбулак Актоврах», это название местности, да? «О, побереги Тангды мой», это таежная местность. Вот наша удачливая кобылица, коричневая, впервые разрешила с жеребенком. Пусть у нашей кобылицы число жеребят достигнет до 100 и 1000. Так сказав, хозяин обязательно обтирает своим поясом соски кобылицы и новорожденного жеребенка. Эта информация была записана у жителя Ирзийского Кожуной республики Тыва. К скотоводческим обрядам, которым придавали магическое значение, относится обряд Молдурук Хейорга Алгары, возвращение или оживление души животного, как забили его на мясо. Чтобы вернуть душу животного, которая по представлениям тувинцев сосредоточена в Атланте или поясничном позвонке, в день забоя скота варили и поедали все названные мяса, да? После этого зажигали огонь, куда бросали артыш, можжевельник, а затем и кости, после чего остатки и золу относили на кучу содержимого внутренности забитой скотины и приговаривали: «О, атлант мой, сохранивший численность поголовья скота, пусть хозяину своему принесет достаток, пусть скот будет целым». Магический смысл обряда заключается в призвании души животного обратно, чтобы она вернулась к своему стаду, и таким образом как бы сохраняется поголовье скота. Существуют также магические словесные формулы, связанные с забиванием скота. Если самка оказывалась беременной, то сухим стеблем травы делали протыкающие движения и потом только вынимали матку, приговаривая такие слова: «Пусть грех не на мне будет, а на траве. Траву я порезал, а не тебя». Вот такие действия они делали. Существуют приметы, например, толкующие реалии жизни кочевников, в том числе и по повадкам и поведению животных.
Если молотняк, телята, козлята, ягнята начнут резвиться и бодаться, то это считается предупреждением о том, что намечаются погодные явления. Сильный ветер, если это происходит летом, а если зимой, то возможно, будет снежная буря. Тогда животных загоняет в загон и закрывает скота, так говорили наши информанты. Это Монголия, этнические тувинцы Монголии. Таким образом, скотоводческие заговоры и народные приметы тувинцев до сих пор остаются живыми явлениями в системе традиционного образа жизни народа, кочевого хозяйства. Спасибо. Очень короткое. Спасибо вам за интересный доклад, Антонина Сароловна. Если есть вопросы, пожалуйста. В чате нет вопросов. Но если нет вопросов, то у нас все доклады... Кто подключился у нас? Вот, у нас подключилась Александра Борисовна Ипполитова из Москвы хорошо. с докладом «Заговоры и народная медицина Енисейской губернии» в записях Юдиной. Александра Ипполитовна, вам слово, пожалуйста. Ой, извините, Александра Борисовна, простите, зарапортовалась уже сегодня. Да, здравствуйте. Я вас просто смотрела по Ютубу, поэтому я в Zoom тут сейчас вошла. Так я была с вами. Вот. Добрый день, коллеги. Сейчас я запущу презентацию. Да, все, последний доклад. Угу. Видно так, да? Да, еще, если можно, на полный экран. Да. Прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Я чуть-чуть поменяла название доклада, и будет в процессе понятно почему. То есть не в записях Юдиной, а теперь это заговоры Енисейской губернии в материалах Юдиной. Вот. Ну, собственно, материалы Марии Геннадьевны Юдиной хранятся в Красноярском краеведческом музее, и там имеется 4 папки с различными материалами. Это, во-первых, песни Красноярского, то есть они, конечно, песни Енисейской губернии 20 века, но вот в карточке значится как песни Красноярского края. Затем папка «Наговоры и народные средства лечения болезней», затем материалы по пчеловодству, приметы, лекарственные растения, заговоры, загадки, игры. И отдельная папка большая программа и вопросник по этнографии. Вот. Ну, собственно, мой доклад сегодня он строится на материалах папки номер 2, то есть наговоры и народные средства лечения болезней. Собственно, кто такая Мария Геннадьевна Юдина? Родилась в селе Балахта Ачинского уезда Енисейской губернии 5 декабря 1868 года в семье купца Геннадия Васильевича Юдина, который всем, наверное, известен как библиофил, собиратель крупнейшей сибирской частной библиотеки, которая, как известно, в 2012 году была продана в Соединенные Штаты Америки и стала основой Славянского фонда библиотеки Конгресса США. Вот, после продажи Юдин собрал еще новую библиотеку, и она отчасти хранится сегодня в Красноярской краевой библиотеке, вот, и в других местах тоже, ее части. Вот, соответственно, Мария Геннадьевна родилась в такой интеллигентной семье и с детства интересовалась, с детства была окружена книгами, да, и интересовалась разными сторонами знания. Вот она окончила Красноярскую гимназию, начинала учиться на высших женских курсах в Петербурге, но не успела их окончить. И начинала тоже учиться в фельдшерско-акушерской школе в Красноярске, но тоже ее не закончила. Но, в принципе, вот среди ее таких основных интересов были ботаника и собирание фольклора. К сожалению, мы пока не знаем, собственно, кто на нее повлиял именно в выборе этих двух интересов. Но возможно, что вот ее знакомство, известно, сохранились ее письма к Марии Васильевне Красножоновой, да, тоже известному красноярскому фольклористу, и к Николаю Михайловичу Мартьянову, директору Минусинского музея. То есть, вот, возможно, они повлияли
на вот такой выбор ее. Мария Геннадьевна Лютина, кроме того, одна из немногих женщин, которые были членами Красноярского подотдела Русского географического общества. Мне кажется, 3 или 4 женщины были, вот она одна среди них. Это вот Мария Геннадьевна слева сидит в кругу семьи с мамой, тетей и братьями и сестрами. Вот. Что касается папки «Наговоры и народные средства лечения болезни», я, когда с ней знакомилась впервые, я думала, что это, собственно, записи самой Юдиной, но выяснилось, что там все гораздо сложнее. Содержимое папки, оно состоит из писем, адресованных Марии Геннадьевне, и, собственно, из текстов, фольклорных текстов записанных. Почерка там разные, но письма в основном одного корреспондента. Вот образец почерка этого корреспондента, такой своеобразный почерк, да, человека, который не очень часто пишет, предложения, то есть предложения часто не выделяются, непонятно, где кончается одно, где начинается другое. Часто орфографические ошибки, например, фамилия Иванова постоянно пишется Иванова и так далее. Вот. Но при этом письма очень интересные. Как выяснилось, автор их, это моя тезка случайно оказалась, Александра Борисовна Перевозчикова. И пока все, что удалось о ней установить, это то, что она сестра бухгалтера завода, который был у Юдиных, Леонидовский завод. Вот там работал бухгалтер Петр Борисович Перевозчиков, тоже увлеченный человек метеорологией, в частности, пчеловодством, тоже корреспондент географического общества. И вот его сестра помогала Юдиной собирать фольклор. Всего в папке 14 писем Перевозчиковой, из них только 4, к сожалению, датированы, это 10 и 11 год. Видимо, остальные письма примерно тех же лет, возможно, даже тоже все 10 и 11 года. Вот по 11 году видно, что письма примерно раз в месяц отправлялись. Наверное, вот остальные 8 писем тоже примерно раз в месяц вокруг этих дат и отправлялись. Вот. И есть еще одно письмо в папке Таисии Яковлевны Половниковой. Это жена двоюродного брата Юдиной. Там тоже несколько заговоров приводится. Вот. География всех этих записей, да, которые есть в папке, это Балахта, село Балахта Ачинского уезда и, собственно, Балахтинская волость. Да. Вот справа на карте, которая справа вверху, там есть покрупнее масштаб данных, где вот по Чулыму от Балахты указано пункты еще Еловка и Большие Сыры. Вот и там производились записи. И, собственно, Юдинский и Леонидовский завод, он вот около Еловки находился. Вот. И из города Ачинска несколько записей есть. Ну, а Красноярск указан просто как место, где находилась сама Мария Геннадьевна. Вот. Вот так просто это пасека Перевозчиковых. Что касается записей фольклора, да, это там была система такая, что Перевозчикова отправляла Юдиной записанные тексты, потом Юдина в ответных письмах задавала к ним вопросы, Перевозчикова на них отвечала, и, соответственно, либо Юдина вносила какие-то пометы, вот как здесь карандашом видно из деревни Дорохова и Ачинского уезда, либо Юдина потом уже начисто все переписывала и вносила все новые данные уже в переписанные тексты. Вот. Таким образом, в общем, методика, можно судить о методике сбора материала, да, которая существовала. То есть Юдина пыталась создать такую корреспондентскую сеть. По-видимому, она спрашивала
всех знакомых своих, кто может помочь ей в собирании тех или иных текстов. Ну вот, переводчикова откликнулась на ее просьбу. Но переводчикова сама, тоже из писем это известно, переводчикова просила своих знакомых, в свою очередь, помочь ей собирать заговоры, в частности, потому что у переводчика не всегда хватало времени и возможностей. Например, она просила местную учительницу ей помочь, и та специально ездила к одному колдуну, как они его называли, и тоже у него записывала у него заговоры. Как ответный дар этот самый колдун попросил материал на рубаху. Вот. Ну, как я уже сказала, да, записи текстов отправлялись Юдиной, и она задавала разные вопросы собирателям и просила уточнить некоторые детали. Благодаря тому, что вот шла такая работа по уточнениям, почти все тексты представляют собой не просто, да, записи устных текстов, но и сопровождаются описанием ритуальных контекстов, а иногда даже есть данные о том, как понимали детали того или иного заговора, какие-то отдельные слова носители традиции. Это вообще такая редкость. Например, в письмах там обсуждается вопрос, что же понимают знахари под словами «едун» и «едуница», да, испорченная «ведун» и «ведуница», очевидно, или «еретик» и «еретица» и так далее. Вот. Ну и, наконец, вот благодаря такой работе практически все записи паспортизованы, то есть есть данные о том, от кого они записаны, о происхождении, да, этих людей, где они родились, какого сословия и их роде занятий. Вот. Ну, практически все заговоры записаны преимущественно от женщин. Это жительницы Балахтинской волости и города Ачинска. Упоминается 3 мужчин. Это некто Юрий Курбатов, который просил как раз материал на рубаху, и 2 нищих из Ачинска. С нищими там тоже забавно, потому что у какого-то случайного нищего в Ачинске переводчикова записала некий текст, отправила его Юдиной, а Юдина потом ей пишет: а вот нужно уточнить вот такие-то детали. Переводчик уже давно уехала из Ачинска и говорит: ну хорошо, если я буду в Ачинске, и если мне встретится этот нищий, то я постараюсь у него что-то узнать. Ну и вот фрагмент письма переводчика, где она описывает своих информантов. Вы просите описать старуху. Ивановой около 70 лет, она ведет хозяйство и служит лекаркой для простонародья, лечит скот, людей и птиц. Лучинина чуть моложе Ивановой, Прохорова была бездомная, собирала милостыню. Старуха Попова ведет хозяйство в крестьянстве. Когда берешь у них наговор, нужно дать копейку или грош, а то потом не будет пользы от их наговоров. Вот. Ну, в общих чертах вот репертуар записанных текстов, это, как обычно, в основном лечебные, да, тексты, некоторое количество текстов любовной магии с преобладанием присушек или такое диалектное название приворожка. Довольно крупная группа текстов, связанных со скотом, с ветеринарией и с ведением хозяйства. Да. В основном про коров нам все. И чтобы было хорошее, ну, чтобы сливки были хорошие в молоке. Вот. И один заговор социальной направленности от врага. Ну, в целом такая, в общем, тоже скорее женская традиция, наверное, заговорная. Ну, надо еще посмотреть, что конкретно там было от мужчин записано. Интересно тоже проверить. Вот. Ну, собственно, основная цель моего доклада – это пока введение материалов Юдиной и переводчиковой в научный оборот. И вот обнаружение этих данных, оно скорее ставит больше вопросов пока, то есть не очень хорошо изучена биография самой Марии Геннадьевны Юдиной, есть только одна публикация о ней, достаточно популярная,
и там многие аспекты ее биографии пока еще не ясны, да, вот, собственно, в частности, как она заинтересовалась ботаникой и фольклором, почему, ну, кто ей помогал в этом, да, где она брала, собственно, вот эти программы по сбору материалов, с кем она контактировала, кроме Красножоновой и Мартьянова. Вот. Биография Александры Борисовны Переводчиковой еще более такая темная, то есть они практически известны только, что она была вот сестра своего брата Петра Борисовича Переводчикова, у которого судьба сложилась так, что в 1938 году его арестовали вместе с дочерью, и все на этом закончилось. Вот. А про Александру Борисовну мы вообще ничего не знаем. Вот. Ну, в дальнейшем следует, конечно, изучить полный корпус материалов Юдиной, включая песни и этноботанические материалы, и там есть еще материалы по свадьбе там, и так далее. Ну и, собственно, изучить корпус заговоров из материалов Юдиной в контексте сибирской традиции. Большое спасибо за внимание. Спасибо вам большое за доклад, это очень интересно, действительно. Вот в чате уже есть вопрос от Марины Викторовны Рейли. А эти материалы будут где-нибудь опубликованы? Очень интересно. Вот я думаю, да, что надо их опубликовать все-таки. Ну, пока еще такой начальный этап, то есть я заговоры еще не набирала сами, но, в принципе, да. Там сами письма и очень интересные, они такие очень нестандартные, и масса всяких разнообразных деталей таких, этнографических, и как письма, они как эпистолярный жанр, очень интересно. Но я надеюсь, да, что будет не сразу, но будет публикация. Да. Есть еще вопросы к Александре Борисовне? Вопросов нет. Тогда благодарим вас за доклад. Большое спасибо. Дорогие коллеги, наши доклады исчерпаны. Большое всем спасибо за участие, за интерес, за общение. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.